Доброго дня всем. В прямом эфире телеканала АТР программа «Бугюн». Сегодня я ее ведущий Айдар Муждабаев. Буду с вами на протяжении 2 часов. Затем меня зовут Гульсум Халилова. В эти 2 часа мы будем говорить о ситуации международной, сложившейся вокруг Украины, в которой большую роль, конечно, играет наш враг Российская Федерация, но и также такие прекрасные страны, как Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Но и говорить мы сегодня будем с очень хорошими, интересными собеседниками. Я давно их знаю. И первый собеседник моего первого часа – это Игорь Эйдман. Игорь, ты на связи? Привет, Айдар. Да, это великолепный Игорь Эйдман, человек, который живет в городе Берлине, политический иммигрант из России, он двоюродный брат Бориса Немцова, которого, к сожалению, нет с нами уже достаточно давно, но мы никогда о нем не забывали. Игорь продолжает борьбу свою, которую тоже долгие годы ведет, и выражается она в том, просто кто не знает, нас смотрят в разных концах мира и Украины. Человек, который в Берлине устраивает манифестации перед Бундестагом, перед правительством в центре города, собирает проукраинских людей, украинские и крымско-татарские флаги. То есть все, что должен делать приличный человек, все, что он может в своих силах делать на стороне Украины, это делает Игорь Эйдман, за что я тебе страшно признателен лично и от лица зрителей наших, которые тебя знают, тоже тебя благодарю. Спасибо, Игорь. Ну, о чем хотелось бы поговорить? Мы, конечно, пользуемся случаем, что живешь, ты сам социолог по своей профессии, политолог, публицист. Ты живешь в Германии, в стране, которая играет сейчас, на мою особистую думку, играет такую печальную роль в истории противостояния путинской России, чем, собственно, ты занимаешься. Какие у тебя ощущения от последних действий федерального канцлера, правительства? Я, конечно, ты понимаешь, о чем я говорю, это Северный поток и соглашение, которое заключено, очевидно, в обход Украины и так далее. Ничего нового, к сожалению, не произошло. Канцлер Меркель, и германское руководство продолжает политику последних лет, в принципе, довольно уже большую, длительную политику, связанную с реализацией этого проекта «Северный поток-2». То есть как они настаивали на его реализации, несмотря на все, несмотря на все события, несмотря на аннексию Крыма, агрессию против Украины и так далее, так они продолжают продавливать, что называется, этот проект, и, собственно, они его в какой-то мере так и продавили, что называется. И теперь это зафиксировано, в том числе и соглашением неформальным между немецким и американским руководством. Ты читал это соглашение? Оно формализовано, оно напечатано уже. Я читал это совместное заявление. Собственно, здесь новость-то не в позиции Германии, а в позиции США, что и в взаимоотношениях между Германией и США именно по вопросу реализации этого проекта. Как мы знаем, американцы долгое время, что называется, несмотря на немецкое стремление реализовать этот проект, они всячески стремились этому помешать. И во времена Трампа это было, и во времена Байдена вначале это было, и так далее. Но, как мы знаем, один из главных тезисов Байдена, когда он пришел к власти, было восстановление атлантического единства и отношения с союзниками, европейскими союзниками в том числе, и прежде всего с Германией. И, собственно, Байден здесь, он с очевидностью пошел, что называется, на поводу немецких властей и решил по этому поводу Северного потока-2 не устраивать каких-то терок, разборок и сложностей в взаимоотношениях с ведущим союзником США в Европе, Германии. И, собственно, это соглашение зафиксировало это стремление американцев не ссориться с немцами из-за Северного потока и стремление найти общий язык, некий консенсус.
Значит, консенсус в чем, в общем, заключается? Консенсус заключается формально. Я сейчас как бы не говорю о том, что стоит там за кулисами или не делаю какие-то прогнозов долгосрочных. Формально заключается в том, что как бы американцы и немцы, как они заявляют, нашли некую форму, значит, реализации этого Северного потока, при этом не ущемляя интересы Украины. То есть у них как бы идея в том, что этот проект неизбежно реализуется, он уже сделан, практически достроен и так далее. Сейчас задача другая, помешать ему уже нельзя, что называется, поезд ушел. Задача сейчас другая. Задача в том, чтобы реализация этого проекта не помешала ни в коем случае интересам Украины, которые они, как заявляют те же, значит, американцы, и немецкое руководство тоже, являются для них приоритетом. Что будет на практике, что называется, поживем увидим. Ну, ты знаешь, я прочитал это тоже соглашение, да, там нет ничего конкретного, вот честно. Там есть слова, что мы Украину не бросим, ну, то есть Будапештский меморандум, по сравнению вот с тем, что я прочитал соглашением, что там сказано про Украину, Будапештский меморандум это просто, я не знаю, какой-то незыблемый договор, такой обязывающий по сравнению с этой декларацией, поскольку там не описано, там как бы угрожают России, что если русские вы будете там это делать, это использовать для энергетики, для шантажа и так далее, то мы что? Ни одного конкретного шага нет. Усилим санкции, там это, но как бы можешь усиливать, можешь нет. А потом сегодня Меркель, завтра, кто будет завтра канцлером? И как бы скажет, ну это та была ситуация, а сейчас другая, да, извини Украину, но как бы мы же тут вот ничего на бумаге не написано, тем более, как я понимаю из слов нашего президента Зеленского, это не согласованные действия абсолютно, он, тут я ему отдаю должное, он открыто говорит, вы что творите, наша делегация в США в Конгрессе сейчас, Международных дел Комитета Верховной Рады, просит конгрессменов не допускать ни в коем случае Северного потока, и очень такое жесткое заявление вчера опубликовала Марина Бардина, депутатка Народной Украины, да, то есть мы боремся, мы говорим прямо, что это, ну, по сути дела, это газопровод Молотова-Риббентропа, как тут уже назвали его, значит, и что это деньги, о каких санкциях может идти речь, если это деньги прямо в карман Путину, Газпром это его личный карман, отсюда финансируется его армия, и его боевики, наемники, там, новые вооружения и так далее, и так далее. Извини за долгую такую промову, да, за долгую речь, но мне кажется, вот моя оценка очень плохая этой декларации, по крайней мере. А что думаешь ты насчет гарантии Украине? Действительно, как бы в этой декларации, по крайней мере, нет каких-то формальных, четко прописанных, значит, угроз России в случае, если она, значит, не будет, что называется, соблюдать интересы Украины. Конечно, в России никакие интересы, кроме там путинской группировки преступной власти, соблюдать не будет, да, это очевидно. Но существуют как бы другие механизмы, да, механизм прежде всего какой, что как бы Меркель, да, ее партия, ну хорошо, она уходит, да, но ЦДУ никуда не уходит, СПД, который член правительственной коалиции, тоже никуда не уходит, и, возможно, и войдет в следующую коалицию. Я уже не говорю про зеленых, которые вообще против этого потока. То есть немецкий истеблишмент, он, что называется, поклялся на, значит, не знаю, Библии или там на чем-то другом, что, значит, какая-нибудь сейчас священная книга, я не знаю, значит, может быть, на сказках братьев Гримм они поклялись, но они, значит, тем не менее поклялись, что, значит, интересы Украины не будут ущемлены, и в любом случае, значит, значит, транспортные потоки газа из России будут дифференцированы, то есть часть газа все равно, несмотря на Северный поток, будет проходить через Украину. Значит, условно Путин, да, скажет, предположим, давай пошли все нафиг, я вам поставляю только через Северный поток. И что? Конечно, будет скандал, в немецкой политике будет сильный скандал. И это может, кстати, учитывая безрассудство путинское, это вполне вероятно. И таким образом, что немцы могут сделать? Немцы могут вообще как бы вот в этом случае пойти, что называется, в отказ и вообще как бы разорвать эти газовые все контракты с Россией. Если вы, кстати, вспомнили пакт Молотова-Риббентропа, то как бы да, история была печальная, но смотри, с чего все началось? Вообще пакт Молотова-Риббентропа это не как многие же думают, да, что типа по этому пакту Англия и Франция отдала Чехословакию в лапы конкретно, значит, Германии фашистской, нацистской. Это не совсем так. По ней, значит, немцам доставалась только Судетская область.
Но после того, как Гитлер, естественно, не удовлетворившись Судетской областью, захватил, значит, всю Чехию и, значит, объявил это ее протекторатом Богемии и Моравии, а Словакию сделал, значит, помог Словакии стать независимым, в кавычках, а фактически сателлитом немецким государством, значит, англичане, французы, а это факт, это есть во множестве мемуаров, во множестве политических деятелей, в том числе и те, кто умиротворяли Гитлера. Они решили, что нет, все, с этим клоуном больше никаких дел мы иметь не будем, пошел он нафиг. Следующий агрессивный акт – это война. И как мы знаем, когда Гитлер напал на Польшу, значит, никакого желания, конечно, воевать ни в Англии, ни в Франции не было, с одной стороны. Но и Гитлер был уверен, что они не нападут, особенно Англия, и не вступятся за Польшу. Он был абсолютно уверен. Если бы он думал, что Англия, что не только Франция, но и Англия, значит, объявит ему войну, он бы на Польшу не напал. Для него это было некое потрясение, но он уже отступать не мог просто в силу своей психологии, своей логики, своей политики. Вот, так вот, значит, они уже, тем не менее, все равно объявили Гитлеру войну. То есть, что называется, лимит был исчерпан. Вот лимит терпения. Вот сейчас они как бы пошли, да, на определенные уступки. И я, опять-таки, не являюсь адвокатом, значит, Меркель, мне за это деньги не платят. Вот, но я просто говорю об их логике. Вот они, значит, пошли на определенные уступки, значит, но это я думаю, что если дальше Гитлер, сказал я, оговорился по Фрейду, если дальше Путин будет продолжать борзеть так же и, например, скажет, а пошли вы все нафиг, я буду поставлять газ, как я хочу, только через Северный поток. Они на это не пойдут. Вот не пойдут. Они вообще тогда лучше у него газ покупать не будут. Я клянусь. И, кстати, не надо преувеличивать степень зависимости Германии от российского газа. Значит, вообще сейчас в Германии развиваются дифференцируются, вернее, источники энергии, да, источники различные электроэнергетики немецкой, значит, в том числе развивается, значит, зеленая так называемая энергетика, восстановимая, да, и, собственно, это с каждым годом и идет, и, в общем, проект такой, что как можно быстрее вообще избавиться от этих, значит, зависимостей от энергоносителей, в принципе, я имею в виду газы, и так далее. Значит, не только российскую. И, собственно, к этому немцы, они упрямые, они, может, долго идут, но они к этому придут. И ничего... Игорь, ты как раз, смотри, как раз именно согласен с тобой абсолютно, что совершенно не критичен российский газ. Если его даже вообще в Германии не будет, там никто не умрет, ни один человек не замерзнет. Они найдут, как отопиться, и найдут, что сделать, да. Вопрос-то не в этом. Вопрос, что этот газ именно политический вопрос. Это протянутая рука Путину. Это вот так. Это акт умиротворения фюрера, потому что в действительности никакой такой жесткой необходимости в этом Северном потоке да вообще никакой необходимости. Это нужно только ему, Путину. И они такие, знаешь, пришел свой шланг, достал, на стол положил, и Путин. И такая Германия, вроде как, зачем он нам тут нужен? Но расположил шланг уже, давай возьмем, да? Ну вот и будем там смоктати газ звідти. Вот, а давать гроши обратно. То есть финансировать. То есть, по сути дела, давай так по-честному. Германия же финансирует российскую армию. Ну так вот. Ну, кстати, ты прав, что это не принципиально для Германии, но я тебе хочу сказать, что вот те деньги, которые получает Путин от поставок газа в Германию, они тоже абсолютно не принципиальны для российской экономики. Это, безусловно, ну, если бы они, вот, предположим, вообще все, Германия отказалась от покупки газа, вообще, значит, ну, потерял бы российский бюджет там несколько миллиардов. Но смотри, так опять же мы об одном и том же говорим. Игорь, вопрос не в объеме, которым она финансирует российскую армию, а в том, что она это делает, Германия. И действительно, Путин без этого, это проституция политическая, так по-честному, если это называть, потому что я не митингую, я просто хочу называть вещи своими именами, да? Никакой необходимости в этом нет. Они просто ласкают, это какие-то петтингом с Путиным занимаются, пытаются его успокоить. Он маньяк такой буйный, они говорят, полежи, где тебе почесать, там, да? Может быть, тебе кого-то привести, кого не жалко, да? Главное, нас не трогай, я старая тетя Меркель, там, я вот красивый Макрон, там, и так далее. А что там с Востоком? Ну, ты знаешь, что американские конгрессмены очень жесткие заявления сделали, причем республиканцы и демократы по Байдену, вот по этому изменению, как бы по смягчению позиции, то, что ты сказал, и там звучат как раз про пакт Молотова-Риббентропа, про то, что когда немцы с русскими договариваются, всегда страдают страны Восточной Европы. Это одна из цитат. Другая цитата, что Байден изменил Соединенным Штатам,
фактом, что ну, как бы, ну, так быстро не меняются политики. А ощущение, по крайней мере, такое, что он сдулся. У меня полного ощущения, что сдулся нет. Я скорее думаю, что это маневры, что действительно красные линии какие-то существуют, и просто он не хочет... Он, собственно, виноват в этой истории Трамп, потому что Трамп развалил это западное партнерство, согласен? И сейчас ему сшивать приходится с такими жертвами, ну, грубо говоря, жертвуя, выправлять позицию на шахматной доске, жертвуя фигурами, которыми он мог бы и не жертвовать, если бы Трамп не напортачил с НАТО, с Германией в те годы еще. А газопровод, кстати, строился при Трампе ударными темпами. Нет, я с тобой, безусловно, согласен. Я не говорю, я не хочу выступать в роли адвоката дьявола, да, но дьявол — это, наверное, слишком сильно сказано относительно политики немецких властей в области Северного потока-2. И я все-таки, я пытаюсь, не пытаюсь, я просто немножко, может быть, лучше чуть-чуть понимаю их логику, их психологию. То есть они как рассуждают? Они рассуждают следующим образом. Значит, безусловно, есть некая угроза с Востока. Есть абсолютно неадекватный лидер страны, президент. Они, кстати, хорошо понимают, что Путин абсолютно неадекватен, и Меркель тоже это хорошо понимает, и опасен, и так далее, и так далее. Значит, какая у них... Что мы с ним можем делать? Да? Мы его, условно, воевать с ним не собираемся, ни при каких обстоятельствах. А это правда. Немцы, просто у них, видимо, такой травматический опыт Второй мировой войны, да и первой отчасти, что они готовы, не знаю, на что угодно, только не воевать. Это для них вообще просто не... Так может они, Игорь, так может они ГДР ему вернут, и все. Но если он попросит, воевать же не будут с ним. А что? Ты знаешь, не поверишь, если бы не было американцев, то Путин бы, я думаю, давно уже вернул бы ГДР тоже. Потому что немцы бы не стали бы с ним воевать. Ну, я вот вообще не... Вообще, это не шутка абсолютно. Если бы он сказал, ну, давайте я буду канцлером Германии. Но не воевать же, в конце концов, как говорится. Нет, он бы так сказал, предположим. Я буду канцлером Германии, но... вспомни, кстати, вот историю, да? Вот прекрасные прибалтийские страны, которые мы безумно любим, да? Латвия, Эстония, Литва. Но Россия, СССР же взяла их без одного выстрела практически. Почему? Потому что они именно исходили из такой же логики. По сути, вот то, о чем ты говоришь, это было с ними... Но логика чуть другая была. Они все-таки понимали, что они не могли воевать против такой армады, да? Их физически мало. Но потом поняли, что все равно надо воевать, и отчаянная война вот этих литовских воинов уже после войны это показала и заложила основы возрождения литовского государства, например, да? Но тут немножко другая. Германия мощная страна, у нее самая крупная армия в Европе. Это вторая армия НАТО, у Британии меньшего. Они не хотят, они не могут, они не хотят, вот именно. Даже в принципе думать об этом. Если всерьез, то они, конечно, не могут воевать с Россией. У них нет ядерного оружия. У них нет ядерного оружия. Более того, я, конечно, не эксперт в этой области, но мои немецкие друзья говорят, что, в общем-то, ну, так как оборона, в общем-то, для немецких властей десятилетиями, особенно последними десятилетиями, была, значит, ну, как бы нечто, ну, десятое дело, да, и они вообще на это никак не акцентировали внимание, то они там очень сильно это все запустили. Это говорят мои немецкие друзья, которые лучше меня разбираются в этой области. Вот. И, собственно, воевать они, конечно, не хотят и не могут, немцы, реально, сейчас. Другой вопрос, что, конечно, при определенных... Та же Англия и Франция, они тоже там, долго, там, в 1939 году фактически тоже, как практика показала, не готовы были совершенно к войне. Да, но теоретически, они, конечно, Германия, имея мощную индустрию, могла бы подготовиться, но вот на данный момент они воевать не хотят и не могут. И поэтому они исходят из чего? Из того, что надо договариваться. А дальше идет вот общий, как бы, такая европейский менталитет. Да? Ну что европейцам говорят, что делать, когда вас там захватят заложники? Или, например, вы в банке, и туда врываются грабители. Что делать? Прежде всего, не вступать с ними в конфликт. Что называется, вести себя так, чтобы как будто бы все тихо, слажено и как бы никаких проблем нет. Ну, вот, да. собственно, они это прежде всего. И даже вообще как бы в любой ситуации житейской немцы стараются прежде всего избегать открытых конфликтов. Чтобы все было хотя бы внешне, они могут друг друга ненавидеть, но чтобы это внешне все было чинно-блинно, что называется, да? Чтобы это все было так более-менее имитировали друг перед другом желание найти общий язык какой-то. То есть они, может быть, бы уже друг другу в морды набили, но нужно, значит,
битоданки произносить и имитировать, значит, что да, конечно, я вас понимаю, но все такое, но да, но. Они вообще нет, не хотят говорить и не любят говорить немцы. Они говорят «я aber». То есть да, но. То есть я типа с вами согласен, но, вы знаете, вот есть такие обстоятельства. Слушай, по сути, а как ты думаешь, Путин понимает этот менталитет немецкий? конечно, понимает. Я не могу сказать, что он там может быть большой интеллектуал, но тем не менее он все-таки в Германии жил и общался с немцами, общался, кстати, с немцами-конформистами. Потом ГДР, это же как бы немцы вообще в целом, современные немцы, они склонны к конформизму жизненному. А ГДР это был как бы символ немецкого конформизма. Ведь в отличие от, значит, того же Советского Союза, да, где люди были отрезаны от информации, там многие ничего не понимали и прочее, прочее. Восточные немцы прекрасно понимали в целом, значит, где они живут и что представляет собой их это полуколония ГДР, ДДР, как они говорят. Тем не менее, они в большинстве прекрасно с этим уживались, делали карьеру, зарабатывали деньги. Были, конечно, диссиденты, но их было, как и в Советском Союзе, может, чуть побольше. Незначительное меньшинство. Собственно, Путин это все понимает, и на этом конформизме немцев и на желании немцев избежать конфликтов, столкновений играет, безусловно. Отчасти, кстати, это характерно и для других европейцев. Может быть, для англичан в меньшей степени, потому что у англичан, видимо, кстати, для французов в меньшей степени, но там другая немножко ситуация, потому что англичане и французы, они как-то еще не забыли славу своих, что называется, империй, побед и прочее, прочее. У них там какой-то патриотизм есть. В Германии же патриотизма как такового нет. Мне, кстати, это нравится, не поверишь. Я космополит безродный, и мне нравится, что в Германии никакого патриотизма нет. Ну ничего, Игорь, придут русские, у тебя мнение изменится, я думаю. Не, ну я надеюсь, что не придут, конечно. А что не придут? Слушай, я вообще, вот ты что рассказываешь, да? Это приходи, бери, высаживай десант, там ползи по этой трубе, заходи, говоришь, это мое теперь, ну что, не воевать, ну твое. А что вам еще нравится, да? Понимаешь, если бы Германия была отдельно стоящим государством, и то не так было. Почему? Потому что, может быть, поначалу бы они пошли на какие-то, шли на какой-то компромисс, но потом эта пружина, которая сдавливала, она все-таки разжалась. И у немцев достаточно и потенции, ресурсов на то, чтобы противостоять агрессии. Скажи, пожалуйста, давай обсудим с тобой красные линии. Вот ты сказал, что там, если вот Путин и сейчас типа не успокоится, да, то Германия будет жесткой, Запад будет жестким. Ну, давай так немножко отмотаем рулеточку назад и вспомним. 8-й год, война в Грузии. Страшное дело. Захвачено чужое государство, да, армия пошла российская. Все так перепугались, что начали перезагрузку с Путиным. Обама начал. Закончилась эта перезагрузка отторжением части территории Украины российскими войсками, да. Дальше. Потом был сбитый Боинг, где были граждане Германии и Нидерландов. Вообще забыто про все. Вот у нас судили нашего гражданина, украинского патриота, нацгвардейца Маркева, судили в Италии за преступления, которых он не совершал, да, за там убийство журналистов. Зачем украинскому нацгвардейцу убивать журналистов итальянских, вообще непонятно. Но состряпали дело какое-то, значит, и я судили, на 2 года шел суд. Совсем неочевидными доказательствами, без выезда на место, ну и так далее, да. Здесь же все знают с первого дня, кто сбил, сейчас уже и номера машин, и то, что это ну, то есть Путин мог только отдать такое разрешение, приказ на БУК, да, ну или его начальник генштаба, да, но без него ничего там не двигается. И где же у нас этот суд? Где же у нас, мне кажется, суда никогда не будет по Боингу. Приговора не будет никогда. Если будет, то он будет в адрес какой-нибудь страны, каких-нибудь там вот этих засранцев таких немытых, которые там в этот бук садились. Вот. И где-то красная линия, мне кажется, вот эта красная линия, она настолько растяжимая, насколько, я не знаю, там, я прошу прощения за такое сравнение, как резинка там на рейтузах федерального канцлера. То есть, в принципе, надо будет. И в «Газпром» пойдет, пригласят и работать и так далее. Я им не верю, короче. Вот. Ну, я с тобой здесь не согласен, конечно, но потому что никто, конечно, не забыл историю Боинга, и суд идет. Значит, нет суда. Суд идет. Другой вопрос, что там Путин пока не привлекает, значит, исполнителей, но это как бы первый шаг, да. Я думаю, что и Путин будет назван, как вот в деле Литвиненко было. Но это после его смерти. Я думаю, как только Путин умрет, вот на следующий день Путин будет назван виновным. Или его отстранят каким-то другим способом от власти. Да.
Нет, его, это, конечно, тоже неизбежно, но его, конечно, назовут, он будет назван. Другой вопрос, то есть как мы, понимаешь, назван, ну вот, например, Байден его назвал же убийцей. Ну, Дальше. и что? Так вот, правильно, потому что я говорю о их психологии западных лидеров. Они реально с Путиным ничего поделать не могут, понимаешь? А раз они не могут ничего поделать, с одной стороны, с другой стороны, они не могут его существование полностью игнорировать. Вот, понимаешь, существует там какой-нибудь, я не знаю, там, не знаю, если какой-то реальная Гвинея существует, да, там уже много десятилетий совершенно жуткий режим террористический, но как бы весь мир его игнорирует. Ну, игнорирует, как будто ее нет, этой какой-то реальной Гвинеи. А вот Россия есть, ее игнорировать невозможно. Почему? Потому что, это страна с ядерным оружием, б, она интегрирована в мировую экономику. Значит, то есть, кстати, это не только сила, а и слабость тоже путинской России, что она интегрирована в мировую экономику. Потому что тем самым уязвима от санкций, уязвима от давления экономического. Вот. Значит, поэтому они игнорировать ее не могут, и поэтому они, значит, пытаются как можно, что называется, сдерживать агрессию. Сдерживать, да? Если ты вспомнишь, успешно, неуспешно, другой вопрос. Помнишь Советский Союз, да, тоже была не самая миролюбивая, мягко говоря, страна, и Чехию она слопала, и прочее, прочее. И что вот в 68 году она слопала Чехию, и буквально сразу же, ну, чуть через несколько лет начался, значит, детант, разрядка. И, собственно, все эти соглашения, Хельсинское соглашение, потом соглашение по СВ-1, СВ-2 и прочее. И газом торговали через трубу. И, кстати, американцы тогда тоже не сразу отнюдь ввели санкции против газовых проектов России, Советского Союза по экспорту Европы. То есть они как бы все это там терпели, но постепенно, тем не менее, когда после Афганистана начали сжимать, что называется, руки на горле этого СССР. И, собственно, к чему это привело, мы все знаем. Я к чему говорю? Что, конечно, красные черты есть. И Советский Союз, например, перешел красную черту в Афганистане, но опять-таки возмездие пришло с Запада, но пришло оно не сразу, пришло оно дозированно. Я думаю, что красную черту путинской России Путин перешел в 2014 году во время аннексии Крыма и захвата, фактического военного захвата Донбасса. Это было гораздо болезненнее воспринято, чем акции против Грузии. Я думаю, у нас нет просто времени вдаваться в детали, объяснять, почему это произошло, тем не менее. И вот с 2014 года давление есть, и оно будет нарастать. И, собственно, Северный поток, да, это некий эпизод в этой ситуации, который, я думаю, все равно ничем хорошим для путинской России не закончится. И в любом случае гора родит мышь. Не станет этот Северный поток никаким, как они считают сейчас в России, главной магистралью экспорта газа в Европу, не даст это ему никаких увеличений возможностей для экспорта или экономии на украинском транзите. Ничего этого, я все-таки практически уверен, Запад не допустит. Все это, в конце концов, выродит, будет много раз пересмотрено, будет множество всяких переговоров, разговоров, терок, ссор по каждому поводу, и, в конце концов, гора родит мышь. То есть ты оптимист в отношении Украины? Я вообще оптимист по жизни. Но скажи, но мы правильно поступаем? Вот то, что Зеленский говорит, что это недопустимый ход, и там довольно четко разложено с аналогиями понятными, да? То, что вот наш международный комитет выступает сейчас, вот они вчера были в Конгрессе, они объясняют, что несмотря ни на что, Украина не сходит с позиции, что она категорически против Северного потока-2, и что они утверждают, что это будет только проблема у Европы, и не только у Украины. Вот такой лейтмотив в целом, я без цитат, да, высказывания Зеленского и парламентариев. Абсолютно верно они поступают. И чем жестче они будут, тем лучше. Потому что Запад, та же Германия, она должна понимать, что ее позиция не устраивает украинских союзников. И раз они как бы союзники, раз, как это много раз Меркель заявляла и прочее, с ними надо считаться. Здесь как можно более твердая позиция Украины, она будет влиять и воздействовать, может быть, не сиюминутно, но тем не менее она будет воздействовать. Ну, то есть правду говорить важно, предупреждать важно. Все это должно быть зафиксировано. И чтобы потом, как проблемы будут, ты прав абсолютно, Путин что-нибудь напортачит, да? И тогда Украина будет выглядеть совсем иначе, да? Она может сказать уже следующему канцлеру, или следующему президенту, или этому Соединенных Штатов: извините, вот текст, мы вас предупреждали. Да, вы поверили ему? Да, вот смотрите. Да? И еще.
тебе звонок, Игорь, от наших зрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, кто вы, откуда, громко, четко, и задавайте свой вопрос господину Эйдману. Доброго дня, я Василь з Миколаєва. Я хочу запитати гостя про, спочатку перед історією питання. От російський рейх провів декілька терактів на території Європейського Союзу або за участю громадян Європейського Союзу, які загинули. Тобто постраждали Австрія, Чехія, Німеччина, Франція, я чув, постраждали, і Нідерланди постраждали. І ці компанії, компанії цих країн приймали участь у проєктах Федерації, у всяких там будівництвах, трубах і прочому. У мене таке питання. Скільки ще має рейх убити громадян Євросоюзу, щоб країни Євросоюзу регіонами нарешті влилися в ту федерацію? Ну, прямо аж трохи дратує така м'яка політика цього Євросоюзу. Перепрошую, якщо я був різкий. Дякую за запитання. Ти зрозумів, ти понял все, Игорь? Не до конца. И речь идет о том, что пострадали граждане Евросоюза. Да? Ну да, в ходе этих террористических атак в Британии, во Франции, в Германии, в Австрии страдали в том числе и граждане, и в том числе и в самолете граждане погибли, да. И Василий из Миколаева спрашивает, что сколько же должно еще погибнуть европейцев, где тот лимит? Да, вот самолета уже мало, да, там этого мало. Что там, ну, чтобы они уже это поняли все, да. Я что хочу сказать, что как бы вот нет такой ситуации, да, что условно Путин, значит, там зверствует, свирепствует, убивает людей, а ничего не меняется. Безусловно, в политике европейских стран, безусловно, меняется. Вот если, особенно в Германии, да, вот когда я сюда приехал, я приехал до 2014 года, значит, Россия здесь, Германия, воспринималась чуть ли не до 2014 года, ну, как партнер просто... Ну, друзья, да. Как лучший друг. Ну, там, не, конечно, как лучший друг, я уж преувеличиваю. Ну, как, по крайней мере, один из важных и наиболее там близких партнеров. Сейчас Россия, и конкретно, да, власти российские, Путин, воспринимается в Германии совершенно официально, как страна-агрессор. Так, безусловно. Опасная страна, там, значит, власти, которые преступная власть и так далее, так далее. Это уже не воспринимается экстремизмом. Раньше как бы вот такие высказывания, не просто как вы посмели там сравнить, не знаю, Путина там с Гитлером, это вообще безобразие, беспредел. Сейчас это уже все... Можно уже? Я отстал от жизни, уже можно, да? Можно, да. Ну, конечно, если ты, значит, какой-то такой политик, да, солидный политик, ты, конечно, так не скажешь, потому что лучше не поминать Гитлера, поминать Германию, это как поминать там черта в церкви, поэтому так не скажешь. Но какой-то публицист запросто может... Ну, то есть сравнить политику путинской России с политикой гитлеровской Германии уже можно, публицистам, по крайней мере. Публично, но если, опять-таки, конечно же, для таких солидных политиков это недопустимо, а для условных пишущих людей запросто можно, да, просто которые не претендуют на какую-то там академичность, да. Так вот, значит, собственно, меняется ситуация, безусловно, ситуация, и Путин, он постоянно подбрасывает дровишки в этот процесс, да, и я думаю, что, как я уже сказал, да, что это не единомоментный, значит, процесс, он будет продолжать развиваться, процесс ухудшения отношений между Германии, между Евросоюзом и Путинским. Ну, а как ты думаешь, вот этот газопровод ускорит этот процесс? Ну вот, кстати, история с этим газопроводом на стадии, когда, если до этого дойдет, да, начнется реализация его, и начнутся опять терки, и это 100%. Вот как же так, мы же должны в Украину тоже, через Украину поставлять на газ, и так, и значит, и так далее. Это возникнет новый повод для каких-то разборок, потому что ничего... Последние годы путинские власти во внешней политике, да, они ведут себя практически как бы стреляют себе в ногу постоянно. Они сами нарываются на неприятности. Я абсолютно с тобой солидарен, абсолютно, что давая возможность Путину свой газ ввести в Германию, грубо говоря, они гарантируют себе проблемы, но выглядит, конечно, они будут глуповато в итоге, потому что действительно они предупреждены, и какие-то иллюзии насчет того, что Путин будет какие-то договоры соблюдать, но они вообще смешные. Это просто детский сад. Ты говоришь, солидные политики, ну а ведут себя как, в общем-то, инфантилы, но понятно почему. Ты объясняешь, почему они это делают, да, из-за их менталитета
вот этого. Ну и, не знаю, вот последний вопрос по Германии, потом мы перейдем к русскому рейху. По Германии вопрос такой. Что с прогнозом на выборы? Я слышал, что самые антипутинские вот эти зеленые теряют рейтинги, такое. Вот реальный прогноз, что будет с политикой Германии, кто придет к власти, и что будет с политикой, будут ли изменения после выборов осенних? Да, зеленые, к сожалению, мы уж все тут обрадовались, что они какое-то время их рейтинг рос, и был некий шанс, что они вообще были партией номер один какое-то время, но они начали идти теперь вниз, они растеряли часть голосов. А почему, Игорь? А что случилось за это время? Дело вот в чем, скорее всего. Дело в том, что как бы все-таки немцы, люди в целом довольно консервативные. И они не любят каких-то резких движений, перемен и прочее. Зеленые все-таки воспринимались всегда не как претендент на власть, а как претендент на некое влияние политическое. Согласны с тем, чтобы зеленые с их, как многие считают, скажем так, мягко, утопическими и такими прекраснодушными идеями создания, такого зеленого рая на планете, немцы готовы были, чтобы они влияли на политику и сдерживали там корпорации в своем хищническом эксплуатации природы и прочее. Но вот приводить их к власти так, что вот они пришли к власти и рулят экономикой, что, в общем-то, довольно чревато для, как считают представители бизнеса и так далее, чревато для экономики. Они начнут там резко, например, для автомобильной индустрии. Ну и для многих. Ну, то есть они согласны, чтобы они присутствовали, но дозированно, да? Дозированно. А только они думают, придем тут к власти зеленые, причем зеленые делали в последнее время довольно-таки резкие заявления. Начнут, например, убивать автомобильную индустрию, потому что она не экологичная, надо всех пересаживать на электромобили. Я сейчас, конечно, преувеличиваю, они такого не говорят. А про Путина что они говорят про Путина? Вот просто пример риторики. Зеленые? Да. Они его называют в открытую, они его называют, международным преступником. Они говорят о том, что он представляет угрозу для мировой безопасности, что он агрессор. Вплоть до того, что некоторые, было выступление несколько недель назад одной из лидеров зеленых о том, что для Германии вообще сверхсмело, что Украине надо оружие поставлять. Даже класс, для этого. Класс. Правильно. Да, вот. Но это пока не было как официальной политики. Ну смотри, они зеленые, но все-таки они не леваки до конца. И не леваки, потому что не левак, тот за дружбу с Россией, а тут какие-то особенные товарищи. Нет, знаешь, это немножко не так. Вот если смотреть по европейской политике, что не правак, тот за дружбу России. Если мы копнем, то все практически правые партии, такие не просто правоцентристы, а даже не ультраправые, а ярко выраженные правые. Они все, почти все, не считая Польши, где в Польше правые антипутинские. В других странах они все за дружбу с Россией. Альтернатива für Deutschland в Германии – это абсолютно пропутинская партия в хлам. Национальный фронт во Франции, Сальвини в Италии, и так далее. Значит, что касается левых, среди них тоже много, скажем так, радикальных левых, среди них тоже много пропутинских. Но, однако, особенно те, кто бывшие коммунисты СЕПГ, Социалистической единой партии Германии, ГДР, которые были, они до сих пор присутствуют, и они все абсолютно целиком пропутинские. Я думаю, что ими просто управляют, конкретно еще с тех времен, они просто проплачены. Да, но, такие, скажем, левые, современные левые, или они абсолютно не пропутинские. Даже в той же Die-Linke, не поверишь, что это партия лево-радикальная. Вот есть помимо этих людей с ЕПГ, есть всякие такие современные леваки, такие гашисты, такие троцкисты и прочее. Они очень критически относятся к путинским властям. И, кстати, в той же Франции, наиболее Франция, кстати, пропутинская в целом политическая элита еще в большей степени, чем в России. В Германии. Чем в Германии, конечно, я говорил. Да, то есть, собственно, там этот Макрон несчастный, он был единственный вообще антипутинский кандидат из тех, кто лидировал. То есть он такой ястреб, да, Макрон? Нам-то кажется, что он Путина облизывает с утра до вечера, а он ястреб, оказывается. Так и вспомни, Помню, да. Начинал он за здравие, да. Начинал он так. Выйдите из зала, Russia Today, помнишь вот это все? Да, но это его была просто личная месть Russia Today. За то, что они его опускали долгое время.
Значит, да, ну там дальше Ле Пен, да, вот тот Фион, которого посадили, что же был кандидат? Ну а у вас-то что будет? Да давай все-таки вернемся в Германию. У вас-то что будет на выборах? Да, так вот, прогноз. Значит, пока значит, всем опросам, вот нынешняя коалиция, она не может пролонгировать себя после выборов. Почему? Потому что им просто не хватает голосов. Христианские демократы плюс социал-демократы. Значит, если вот она сохранится, им нужен будет третий кто-то. Третий может быть свободный демократ, это либерал. То есть есть как бы два варианта. Вот сейчас я их вижу. Первый вариант – это если опять-таки хватит голосов и партии эти договорятся. Христианские демократы плюс зеленые – это лучший вариант. И второй вариант – худший вариант. Это тройственная коалиция. Христианские демократы плюс социал-демократы плюс либералы, свободно-демократические. Но для Путина что хуже? Для Путина хуже христианские демократы плюс зеленые. Но есть такой шанс? Есть, такой шанс есть. Хотя я вот общаюсь с немцами, такими, что называется, немцами, не нашими иммигрантами, а настоящими. Да. Вот, и которые как бы занимаются политикой и прочее. Они говорят, что сами немцы, в том числе элитные, там, те, кто там занимается бизнесом и так далее, они хотят вот такую коалицию. Христианские демократы, социал-демократы плюс либералы. Это как бы для вот рыночной экономики это наиболее идеально. Да мне идеально, как для России, хуже, для Украины лучше. Рыночная экономика никуда не денется. Я тоже, конечно, за коалицию с зелеными. Вот. Но зеленый отпугивает истеблишмент немецкий своим экологическим и социальным радикализмом, особенно экологическим радикализмом. Я понял. Они нравятся молодежи, горожанам, там, мигрантам, они очень лояльны к мигрантам и так далее. Но вот истеблишменту они не нравятся. Истеблишмент ничего вообще менять не хочет. А скажи, за кого будет голосовать население знаменитого берлинского района Марцан, где представители нации, которые я не буду называть, народа семечки грызут, в трениках, там вот это вот все, традиции соблюдают скрепы. За кого они будут голосовать? Ну, я думаю, что не все, конечно, но значительное их число будет голосовать за АфД, альтернативу für Deutschland, потому что она идеально попадает, вот то, что я сказал, в эти скрепы, да, в российские или даже советские. Там же очень много людей в Марцане живет, которые не из России, а из Казахстана и из других. Ну, понятно, да. Это даже, скорее, какие-то советские скрепы, да, вот они идеально, парадоксально, да, Советский Союз же считался коммунистическим государством, но они идеально попадают под именно идеологию АфД. То есть это ксенофобия, прежде всего. Да. Расизм, значит, жутчайший совершенно, значит, исламофобия, и так далее. Ну и немцев тоже недолюбливают, я думаю. Немцев они недолюбливают, да. Они как бы, им нравятся такие правые немцы, правые такие. То есть им нравятся очень нацисты. То есть они не в эту Германию приезжали. Они как вот говорят, что российские власти, они, значит, имели представление о капитализме по картинкам из крокодила, да, и поэтому такой капитализм создали. Вот эти немцы, они имели представление в Германии по фильму о войне. И они приехали в Германию такой, как они видят. Ну помнишь в фильме про Штирлиц, там же улицы ровные, газончики постриженные, все. Вот туда они ехали, где порядок будет. Не будет черных там. Но я поэтому и не упомянул название нации, потому что представитель русскомирный человек, или там, как его назвать, он это не нация абсолютно. Это общий состав преступления, общее криминальное мышление, общие ксенофобские взгляды, расистские там вот такие. Это вот все, что является характеристиками данного подвида Homo sapiens. Если это, не знаю, правильно ли это я назвал, ну короче. Я хочу теперь про Россию поговорить, про, так сказать, про Рейх. Сегодня феерическая новость пришла, что Россия подала в Европейский суд по правам человека иск против Украины, которая не дает воду российской армии в Крыму, которая там напала на Дон. Ну, короче, все слили в кучу, да, и подали в суд. Ты слышал эту новость, да? Ну да, слышал, что такое. Ну и какие перспективы судебные, как ты думаешь? И для чего это? Для чего это сделано, если сама Москва, в принципе, в конституционном уровне отказалась соблюдать и выполнять решение того самого суда? Вот и все. Значит, никакого практического смысла в этом, естественно, нет, ни малейшего. Но это вписывается в общую, как бы, такую путинскую агрессивную политику. Смысл такой, что, значит, нужно все время нападать, наступать, да?
значит, бить. Неважно там куда, метко, не метко, но главное демонстрировать свою агрессивность и прочее. Если на нас наезжают, значит, нам надо наезжать. Значит, это, давай такой же симметричный ответ, а лучше еще наезжать в 10 крат сильнее. То есть, условно, если они не признают нашу бормотуху, газированную шампанским, значит, мы не будем признавать их шампанское настоящее, газированный бормотух. Если они, значит, на нас наезжают, что мы нарушаем права человека, значит, мы им будем предъявлять претензии по поводу нарушений прав человека. Ну, то есть, как бы вот эта система, такая гопническая абсолютно система из подворотни, которая работала, может быть, в подворотне питерской, где Путин там университеты свои проходил. Но она, конечно, не работает в мировой политике, ни к чему реальному не приводит. Это просто тешит, что называет, честолюбие и тешит какой-то вот этот гопнический задор, да, Путина и его клевретов типа Лаврова. Хотя я думаю, что у Лаврова такого задора особого нет. Он просто пытается угодить своему хозяину всячески. И поэтому ведет такую агрессивную и хамоватую политику. Ну смотри, не кажется ли тебе, что в этом есть довольно зловещий смысл? Может быть, да? То есть использовать невыполнение. То есть это фактически это политические требования, просто в суд принесенные, да? Ну вот сейчас их не берет суд, эти требования, скорее всего, просто не возьмет, да? Но даже если возьмет, понятно, что ничего не будет, ты верно говоришь. Но тогда Путин, это тоже стратегически, они создают казус белли, поводы для войны, да? И вот в том числе крымская вода, там еще что-то, еще, они скажут, ну смотрите, мы же хотели по-хорошему, мы же к вам пришли в суд, а не с бомбами, да? Украину вашу не унять, националисты, фашисты. Вот Козак выступал, он рассказывал феерические вещи, значит, про какие-то националистические формирования, которые в Киеве кого-то преследуют. Тут вообще российские артисты ходят, не пуганые, не битые, типа Баста. Тут вообще давно взять совсем расхолодились мы немножко, да? Вот. Но, конечно, жизнь это поправит, но просто так, да? То есть тут ничего этого нет, он говорит про это, как будто свои новости смотрел и их нам сообщает, да? Ну, ничего этого нет. Точнее, выдумывают, но тем не менее, это же все официально, это все опубликовано. Это все зафиксировано, все их требования. Они, что это можно рассматривать как ультиматум. Не выполните, не заставите Украину каким-то образом на Запад. Мы решим этот вопрос сами расширением зоны оккупации. Нет, я могу сказать, что никакого, как я уже сказал, никакого практического смысла это не имеет. Понимаете, потому что они могут какой угодно нести чушь, тот же там Козак, о каких-то фашистах, нацистах, там, не знаю, бедных российских солдат, которые умирают от жажды в Крыму, значит, и права которых нарушают. Все это никому нафиг не нужно, никто же это всерьез на Западе не воспринимает. То, что условный Запад, да, не прерывает полностью связи с Россией и не идет на такую тотальную конфронтацию с ней, абсолютно не означает, что он всерьез воспринимает вот эти все поползновения российских властей, значит, подкрепить свою позицию какими-то фальшивыми, бредовыми аргументами. Так что я думаю, что вот это, если этот демарш и в голове Путина имеет место, да, что вот мы, если мы демонстрируем, что если вы их не заставите, значит, то мы тогда их заставим, то никто всерьез его даже не то, что не воспринимает, а даже не прочитывает этот демарш назад. Понятно. Вот еще один пример, кстати, лицемерности Запада. Это не то, что я там на этом с ума сошел, я всегда критиковал за это при всех этих администрациях и так далее, что они считают, что с Путиным можно договариваться, о чем-то просить его, да. Ну вот, пожалуйста, пример. Алексей Навальный, которого ты очень защищаешь, это твое абсолютно личное человеческое качество, которое я очень ценю, что ты сочувствуешь людям и помогаешь, да. Хотя крым-нашист, на мой взгляд, сидит в любом случае, в своей или тюрьме, в чужой, заслуженно, потому что он помогал строить тот рейх, бывает такое, да, строишь, революционеры строят, а потом в тюрьму попадают, вот после своей же революции, да. Ну, вот, это моя точка зрения, не касается лично, я просто как явление, да, забыли про Навального, уже в России никто не говорит. И канцлер не напоминает, который к нему в больничку ходила. И Байден как-то вяло, да. То есть это уходит в какую-то историю про Ходорковского. Мы будем об этом напоминать там еще лет 15, да. Ну, понимаешь, а что они могут сделать? Что угодно. Поставить это условием для встреч. Я поеду на саммит, если ты отпустишь всех украинских политзаключенных, говорит ему Байден. Ну или его люди неформально передают. А иначе вот тебе, а не саммит. Ну все. Понимаешь, в чем дело? Если бы он такой, они же понимают реальность, да, если бы Байден поставил такое условие, то никакой бы встречи не было. Значит, у них же задача какая? Почему Байден вообще встречался с Путиным? Почему? Потому что Путин сымитировал подготовку к
большой войне. Большой войне. Да, большой войне, к новому витку агрессии в Украине. Байден решил, что, значит, как говорил один король французский, Париж стоит, Генрих IV, Париж стоит мессы, он решил, что как бы мир стоит того, что я к этому козлу пойду навстречу, я имею в виду Путину, и с ним пообщаюсь. Значит, языком ультиматума с Путиным говорить бессмысленно, они это знают. И поэтому они, как понимаешь, ничего не сделают. Я, например, вот ты не любишь Навального, да, но вот есть другие примеры. Например, в Советском Союзе сидели такие замечательные люди, как Анатолий Щеранский и Юрий Орлов. Я был подростком, слушал западное радио. Значит, каждый день «Голос Америки». И я слышал эти фамилии с детства. Да. Да, значит, говорили, что «Голос Америки» BBC, что там, значит, американцы обеспокоены, европейцы обеспокоены, значит, израильтяне обеспокоены, требуют освобождения Щеранского, а Советский Союз клал прибором и клал до тех времен, пока не пришел Горбачев к власти и не отпустил их. Значит, причем, кстати, еще отпустил, потому что это был ранний Горбачев, там довольно поздно Щеранского там обменяли на настоящих шпионов советских, ну, неважно. Так вот, значит, это я к чему, что не надо преувеличивать могущество Запада. Запад абсолютно не всемогущ, понимаешь? Он имеет, конечно, рычаги влияния, но прежде всего экономические рычаги влияния, безусловно, на Россию. Но он, видимо, их бережет до того момента, когда, как мы сегодня говорили, российские власти совсем озверели. Ну, когда русский десант просто высадится на Ундерден-Линден. Я думаю, раньше, если, не дай бог бы, например, не дай бог, Россия бы реализовала вот, те планы, которые она, по крайней мере, демонстрировала, бы реальны они или нет, я не знаю, не так давно, с возобновлением крупномасштабных военных действий против Украины. И, например, захватила бы хотя бы один там крупный город еще. Я думаю, что этого было бы уже достаточно. Да прекрати ты, Игорь, у них самолет сбили с их гражданами, они боятся назвать имя убийцы. Нет, почему? Во-первых, это имя называется в прессе, и абсолютно четко. Во-вторых, должно быть решение суда. Вот, значит, решение суда, да. Это, знаешь, это когда муж приходит домой, знаешь, Игорь, мой любимый анекдот, муж приходит домой, а там опять голый мужик стоит за шторкой, да, и, вроде как не в постели лежит, а жена такая, это сантехника, но в прошлый раз был электрик, он говорит, черт, опять эта проклятая неопределенность, да, и как же можно доказать, как же поймать это все, да, но смотри, политическая оценка не зависит от суда, они все знают, кто это все делал, да, но просто моя версия. Они боятся сказать, что виноват Путин и Россия, так сказать, государство, хотя никто, кроме государства, буками не владеет в России. Да, государство однозначно виновато. Но это же не Каддафи, которого можно назвать страной-террористом и террористом, да, и преследовать его санкциями так уже по-серьезному, да. Если назвал террористом, придется закрывать все отношения. С террористами никаких отношений с Бен Ладен никто не устанавливал. Вот и все. Поэтому моя версия, не назовут Путина. И Россию не назовут. Ну как же, Байден назвал в открытую Путина убийцей, что они нет. Более того, что Путин террорист, это не вызывает никаких сомнений сейчас в Германии. Это не является какой-то новостью. Я же говорю, они, понимаешь, они этого не отрицают. И даже, что Путин террорист, Путин убийца, они просто лишний раз это, может быть, не декларируют, как это сделал Байден. Но они это совершенно не отрицают. У них совершенно другая логика. У них логика другая. Не то, что Путин недостаточно плох для того, чтобы начать с ним жесткую разборку. А другая логика. У них логика такая, что Путин и путинская, значит, власть в России не подвластна нашему Смотри, но у тебя там что происходит? Там шум такой, там посуда как будто бьется у тебя. Там. Нет, не бьется посуда, какие-то работы. Я понял. Но у нас 3 минуты осталось. Вот почему. Вот откуда этот комплекс у меня не получится. Знаешь, если у меня не получится, то и с женщиной встречаться не надо, да? У меня не получится, тогда и не выходи на беговую дорожку, и не ныряй в море. У меня не получится, сиди дома в барокамере, да, и ничего тебе, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, да? Вот. Но это же не так. Ведь Советский Союз был побежден солидарной позицией Запада, экономической. Без войны обошлись. Как-то обошлись без войны. Неужели они думают, что нынешняя Россия, которая гораздо больше, как ты верно сказал, зависит от Запада, что ее прям невозможно ультиматумом поставить на место? Советский Союз поставили, а этого, значит, не могут. Может быть, потому что они такие, а не он такой. Он-то ничего нового, в общем, для себя не представляет. Просто Керри, когда сидел напротив Лаврова, я смотрю, как будто политбюро такое сидит, да, и американцы такие же задвохлики, как там при Картере какого-нибудь еще. Но Рейган-то смог.
Ну вот ты знаешь, Айдер, я бы не стал преувеличивать степень жесткости и каких-то реальных действий Рейгана против Советского Союза. Ну как? Ну то у нас же полки пустые стали, ты ж помнишь, ничего не было. Да. Ну. Ты думаешь, это Рейган взял и, значит, отобрал еду? Нет, не только Рейган, но они сделали очень сильно, повредили внешней торговле СССР. То есть перестала поступать валюта. Вот и все. Ты знаешь, не совсем так. Например, прекрасно все время поставляли тот же газ в Европу. Совершенно спокойно. И также реализовали, значит, Уренгой, Помар, Ужгород. И там, Ну а как, Советский Союз сам развалился, что ли? Игорь, у нас одна минута. Я тебе сейчас скажу, значит, два момента. Конечно же, безусловно, Рейган занимался политикой сдерживания, но он это делал не больше, чем условный Байден, да? Не больше. Это первое. Второе. Советский Союз развалился под грузом собственных внутренних противоречий. Прежде всего, значит, экономика была абсолютно, как ты помнишь, неэффективная, и она выработала свой ресурс. Это первое. Второе. Были еще, кроме внутренних противоречий, неблагоприятные внешние конъюнктуры. Ну тогда смотри, Игорь, ну давай, у нас просто времени действительно меньше минуты, но тогда, может быть, и надо действовать политики так, чтобы у них были усиливать их внутренние противоречия, а не просто лапки складывать. Безусловно, так, конечно. Я думаю, что вся эта политика сдерживания, которая, в общем-то, уже начата Западом, она будет усиливаться и радикализироваться. Но я оптимист, как ты знаешь, и поэтому могут быть другие мнения. Мы имеем дело сегодня с оптимистом Игорем Эйдманом, прекрасным, добрым, умным, хорошим человеком, вот, который даже Навального жалеет, а к крымским татарам и украинцам относится очень хорошо и поддерживает нас публично и не публично. Мы ждем тебя в Киеве всегда, Игорь. И всегда рад с тобой обсудить текущую, вяло или быстро текущую политическую ситуацию. До новых встреч. Ну, а вы не переключайтесь. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun ulu. Köşeğin karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp
Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже өлдірілді. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin. Bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim. Benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana tilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana tilim. Benim tahtım, bar işançım, ana tilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık tilim, ana tilim. Devletlerge layık tilim, ana tilim. Senin kırık kanatların koz yaşı tökeler. Şapalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, ırmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum, çiçeklensin, tolsun gülge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. І знову я вас вітаю. Мене звати Айдар Муждабаєв, і це програма «Бугюн» сьогодні у прямому етері телеканалу АТР. В
Второй час моего прямого эфира. Я напоминаю, что у нас эфир прямой, у нас работают телефоны и даже скайп, и вайбер. Вы видите на своих экранах. И вы сможете не только смотреть, но и просто звонить в эфир и задавать вопрос моим собеседникам. Сегодня мой второй собеседник не менее интересен, чем первый. Это тоже политэмигрант из России, но он живет не в Германии, как Игорь Эйдман, а живет в Чехии, конкретно в городе Праге. Это публицист российский и журналист известный, и аналитик политический, с которым я часто спорю. Вот, он со мной во многом не согласен, но, наверное, это интересно. Александр Морозов, я приветствую. Да, добрый день, здравствуйте. Можем на «ты», в принципе. Да, конечно, конечно. Ну, во-первых, начну с чешских новостей. Вот у меня так бывает, я как человеку звоню куда-то, там какая-то новость обязательно происходит. В Чехии сегодня или вчера посадили на 21 год белорусского гражданина, который там как-то в Чехии оказался, который пошел воевать против Украины в составе гибридных российских войск, наемником стал, короче, на российской армии. И чувачок в суде утверждал, под дурачка, видать, адвокат косить ему просил его. И он такой говорит: я не знал, за кого я воюю, в кого стреляю, стрелял только на учениях, ни в кого не убил. В общем, так запуталась, судьбинушка занесла меня вот туда. Но суд Чехии выслушал это все и отписал ему 21 год. 21 год, я подчеркиваю, таких сроков в Украине ни за что никому никогда не давали, таких сроков просто, ну, кроме пожизненного, да. Вот. Саша, скажи, как ты человек, присутствующий там, в Чехии, что это значит? Это значит, что Чехия более жестко станет относиться к России, становится к России или нет, учитывая их президента и так далее? Нет, надо сказать, что, во-первых, сразу уже во время еще событий 2014-2015 года чешская полиция провела такой как бы рейд, работу с некоторыми представителями чешских правых, которые собирались, как бы, ну как ни странно, знаете, бывает левый, правый, но они ехали тогда воевать на стороне сепаратистов Донбасса. И тогда уже это было. Потом был еще один процесс, надо сказать, против чешского гражданина, который тоже был обвинен в наемничестве. И в этом смысле слова чешское правительство и вообще чешские власти очень строго смотрят на саму идею того, чтобы чешские граждане или те, кто имеет вид на жительство здесь долгосрочный, чтобы они были наемниками где-либо. Поэтому мне кажется, что здесь есть такая длинная линия с одной стороны, а с другой стороны, да, можно, конечно, подтвердить и то, что сейчас, конечно, в Чехии более такая, я бы сказал, жесткая ситуация, потому что конфликт у России с Чехией такой мощности, какого не было никогда, и он неизвестно, когда кончится. Ну, вот, знаешь, одна из моих любимых фраз, точнее, вывод просто из истории отношений России с другими странами, что Россия никогда не прощает попыток с собой дружить. Вот. И вот в Чехии уж как пытались, и Карловы Вары им продали еще в 90-х русским предпринимателям этих, в кавычках, да, и пускали самые простые условия натурализации. И русских там в Праге, чуть, я не знаю, тебе виднее, больше или меньше их стало за последние годы, но я вот даже туда не еду, потому что я не хочу вот эти разговоры слушать просто даже в кафе. Вот. Ну, все условия россиянам создали такие, и резидентуру там они приняли, сколько там, 200 человек в этом посольстве, хотя там должно быть в чешском посольстве, ну, человек 20, там, больше не требуется, в принципе, да? Настоящая резидентура центральноевропейская там. Вот. Ну, все сделали. И президент просто на коленях: Путин мой любимый друг, и пиво с ним пьет, и все. И что же сделал Путин? Пожалуйста. Ну, красавчик. Ну да, здесь понятная история, потому что, конечно, до 2014 года, то есть до аннексии Крыма, до санкций, как бы эти отношения, они ничем не омрачались. Значит, были различные там бизнес-дела, контракты, как бы масса взаимодействия. Но надо сказать, что Кремль, он же действительно неимоверно нагло действовал в отношении всех европейских стран после 2014 года, и в том числе в отношении Чехии. Чешское правительство, так сказать, 10 лет как раз ставило вопрос не публично на уровне дипломатии о том, чтобы сократить разрастание вот этого шпионского хаба на территории российского посольства в Праге.
Потому что этот хаб, он настолько бросался в глаза вообще всем евроструктурам, потому что больше 100 машин с дипломатическими номерами, значит, куча сотрудников, которые, ну, непонятно чем занимаются, то есть возникало впечатление, что здесь какой-то, так сказать, прямо большой центр, не пойми чего. И, разумеется, для Чехии это сделалось довольно болезненным. Во-первых, в условиях вообще изменения отношений в целом Евросоюза с Россией после санкций. А во-вторых, потому что, знаешь, очень важно, что ведь здесь меняется тоже поколение политиков. То есть, потому что 35-летние, 40-летние люди, которые сейчас выходят на первую линию чешской политики, они сейчас вот очень хорошо собираются выступить на выборах ближайших, вот в октябре, на парламентских. Они, понимаешь, не связаны этой долгой историей вот этого взаимодействия тоже с чешской элитой, вот тогдашней, еще с конца советского периода, начавшегося и 90-е годы, когда такие сложные коррупционные связи, длинная история. Эта молодая, так сказать, поросль политиков, она ничем не связана в этом отношении с Россией. Поэтому они смотрят широко открытыми глазами и говорят, а почему это все так? Нет, так не должно быть. Ну и, соответственно, они так и действуют в отношении Кремля. Но, Саш, последней точкой стало вот это то, что благодарность за то, что им давали крышу для резидентуры и вежливо просили, ну, как-то не так наглеть, да? В благодарность они, конечно, взорвали склад, конечно, военный. Ну, история со взрывом в Бетице, конечно, чудовищная, и она же была, ну, действительно шокирующей для чешской всей политической верхушки, потому что, конечно, здесь, понятно, люди думали довольно нервно, и там неделю или две, как бы, а что делать с материалами, которые находятся на руках уже, и в курсе этих материалов и главы комитетов Сената и парламента, и профильные министры все, кто занимается безопасностью МВД, там 2 разведки и так далее. Но в результате вот приняли решение, довольно-таки, на мой взгляд, мужественное, я хочу сказать, потому что премьер-министр и министр МВД, они сами огласили публично результаты этого расследования, которые у них были на руках, чем, собственно, и вызвали, ну, так сказать, безграничное бешенство Кремля, который продолжается до сих пор. Я посматриваю на те материалы, которые публикуются в кремлевской прессе о Чехии, и вижу хорошо, что там просто, так сказать, царит бешенство. Ну, это и хорошо, я думаю. То есть влияние президента Земана на политику в отношении Украины, в отношении России, оно сейчас минимизировано, насколько я понимаю, в Чехии. Да, это важный результат, потому что ну, какая-либо такая, там сказать, двойная игра, она вообще была уже мало возможна после 2014 года, честно говоря, ну, потому что все-таки, да, в условиях санкций там президент Земан, хотя и приезжал в Россию там с большой группой бизнесменов, но ни одного контракта подписать уже не мог, потому что это нарушало бы слишком сильно общий режим. Но при этом, конечно, теперь вообще, значит, уже потеряны все опции, которые есть вот этого довольно мутного лоббистского взаимодействия с Москвой, которая, вообще говоря, сильно омрачала и, так сказать, как бы и для чешской политической элиты жизнь, для здоровой ее части, и для Евросоюза. Ну, скажем, в кавычках, спасибо Путину за то, что он еще одну страну привел в состояние повышенной трезвости и готовности к тому, что Россия это, в общем-то, агрессор и террорист. Хочу обсудить с тобой новость, связанную с Россией и Украиной. Она, ну, такая оруэлловского типа, наверное, ты слышал. Россия подала в Европейский суд по правам человека государственный иск против государства Украина. Причем в суд, который они не признают. То есть решение, которое они отменили для себя, сделали необязательным, но на Украину подали в суд за то, что Украина тут воду не дает в Крым оккупантам, там танки мыть нечем, есть сложности с этим, вот, огурцы солить, может быть, не хватает воды, вот, и различные другие, в общем, перешкоды творит россиянам, оккупантам. Что это такое? Вообще, чем это может закончиться? Как ты думаешь, это как политолог? Ну, знаешь, это не первый жест подобного рода. Кремль любит такие фокусы. И, конечно, здесь, ну, бросается в глаза то, что у нас одна часть этого Кремля, там Петр Толстой, например, да, который возглавляет делегацию Москвы в ПАСЕ, да, он впрямую говорит, да нет, там это везде цитируется, мы должны выйти из ПАСЕ, из-под юрисдикции ЕСПЧ, нам все это не надо. И такой вой стоит в одной части, значит, вот этого кремлевского истеблишмента.
А другая часть выполняет вот это вот такое циничное указание: нет, давайте везде, там, значит, в ООН, в международных организациях, где мы еще остаемся, значит, бороться на всех площадках. Вот так они себе видят борьбу, подают такие абсолютно бессмысленные заявки, которые в лучшем случае позволяют им самим отчитаться перед Путиным, а во-вторых, ну, так сказать, просто, видимо, делать вид перед собственными аудиториями внутри России, что вот мы тут, значит, таким образом уравниваем, да, те нарушения прав человека, которые в России, как бы, с тем, что происходит за пределами страны. Я не удивлюсь, если там Кремль, он же ведь, скажем, Мария Захарова, да, она же постоянно использует тему того, что а вот посмотрите, как в Америке нарушаются права человека, как они нарушаются в Европе и так далее. Ну вот в этом же ряду и подача, значит, вот, документов по нарушениям в Украине. Конечно, это не получит никакого продолжения на международном уровне. Но смотри, я слышал сегодня такую версию от одного не самого глупого человека. Я ее вот озвучил Игорю Эйдману, и теперь тебе озвучу, интересно обсудить. А не может ли быть такое, что, ну, кроме всего прочего, что это такой троллинг, так они всегда там в Америке негров линчуют, это вообще это вся песня еще там, я не знаю, с Троцкого. Вот. Но что это может быть использовано как повод для широкомасштабной войны или расширения, попытки расширить зону оккупации в Украине. Ну, например, за счет крымской воды, там, вот этой Днепровской и так далее. Почему? Вот, типа, мы ж тут, вы нас называете там русскими медведями, там, обижаете нас по-всякому, а мы вот пришли в суд, мы же к вам не с войсками пришли в суд. Угомоните вашу Украину, там, да, у нас там танки не поенные, там, с утра жажду офицерский состав не может удовлетворить, там, в кране нет воды, да, вот, ну, куда надавить? Если нет, то тогда мы, грубо говоря, держите меня семеро, я за себя не отвечаю, и начнется то же самое, что делал Путин этой весной, когда он все-таки вот этим построением войск вдоль всей границы с Украиной, да, все-таки Байдена склонил к политическому сожительству. Знаешь, я как смотрю, я немножко по-другому смотрю на это. Я, так сказать, заметил, что как только украинская дипломатия начинает какую-то активность на таком европейском, американском направлении, особенно на европейском, то Кремль сразу активизирует свои такие, обычные обвинения в укрофашизме, попросту говоря, на разный лад. И вот сейчас такой момент, он связан не с тем, что Кремль готовится к войне, это само собой понятно, это, так сказать, это большая тема этой войны, это понятно, но здесь конкретный момент. Дело в том, что Кремль очень болезненно смотрит сейчас, и особенно МИД российский, на то, что Киев развернул такой целый веер проектов международных. То есть это и Крымская платформа, это и Люблинский треугольник, это и, значит, вот только что возникшая ассоциация 3 стран, значит, об интеграции, то есть в Евросоюз, я имею в виду, и в структуру НАТО. Это и вот это, как бы, там сказать, новая линия, связанная с борьбой за там реформы при поддержке Евросоюза. Это все для Кремля довольно болезненно. И всякий раз, когда, значит, такая активность нарастает, то он выбрасывает вот эту вот ракету вот этой, значит, этого укрофашизма. И вот он снова это делает сейчас. Это делается, конечно, вот мы понимаем, что вот такая заявка, она, в общем, делается структурами МИДа российского, который, в общем, должен типа отчитываться, что он борется с Украиной на международных площадках. Потому что ведь Кремль не знает, как ему вот быть сейчас, когда объявлено, что там 30 стран будут участвовать в Крымской платформе, а Россия вот не будет, хотя она и говорит, что она типа там готова на каких-то условиях. Точно так же, конечно, для России, для Кремля, конечно, болезненно вот это сближение, скажем, Украины с Польшей, которое произошло, политическое, я имею в виду, сближение в последний период, вот когда шла борьба вокруг Северного потока, где Польша выступала таким важным, как бы спикером в пользу Украины внутри европейского мира. И точно так же, конечно, сейчас готовится визит Зеленского в Вашингтон, который, конечно, для Москвы болезненен в любом случае. Да, что бы там ни происходило, это, так сказать, такая демонстрация определенного там сотрудничества
И неизвестно, что там Зеленский собирается обсуждать с Байденом, какие он получит бонусы от этого всего политические. Это все для Кремля очень важно, вот они отвечают. Да, ну это понятно, объяснимо. И, кстати, то, что ты перечислил, я могу отнести на действительно такое дипломатическое наступление. Оно буквально вот месяцами Дмитро Кулеба, наш министр закордонных справ, и президент резкие заявления делает, и у Дмитра просто командировки то Грузия, то трикутник этот люблинский, да, и просто я слежу за этим, как он действует. Это очень все похоже на создание такой, знаешь, коалиции стран, часть из которых есть членами НАТО и ЕС, часть нет, но хотят, да, которые понимают, которые будут объяснять своими действиями остальной Европе, остальному Западу, что мы следующие, Украину бросать ни в коем случае нельзя и невозможно, да. И еще ты забыл только одно сказать, как болезненно, как истерично отреагировал Путин, я это прогнозировал, вот я с удовлетворением наблюдаю, как это происходит. Подписание сегодня президент Зеленский подписал, а Верховная Рада проголосовала там неделю или две назад статью закона о коренных народах Украины. О народах, которые создались в Украине, на территории нынешней Украины, но не имеют государственных образований за ее пределами. Да? То есть у нас разделено понятие национальное меньшинство и коренной народ. Это просто разные сущности, да, такие. И всем это все объяснено, а у Путина такая истерика, где же русский коренной народ, хотя в России в законе о коренных народов нет украинцев, но и русских, кстати, тоже нет. Да? То есть это просто другая сущность совершенно. Но истерика была совершенно феерическая. Вот все, что касается крымской платформы, крымских татар и так далее, для Путина это, на мой взгляд, такая просто тряпка, он лично возбуждается. То есть обычно МИД что-то комментирует, а здесь он лично просто истерил, фюрер истерил. Вот насколько болезненный вопрос Крыма для него, и насколько эффективна украинская вот эта политика, насколько она даст в будущем нам какие-то плюсы. Я считаю, что это очень важная идея с крымской платформы. Я хочу подтвердить это, потому что, понимаешь, дело в том, что так сказать, мировая политика так устроена, и международные отношения, что в каждый момент что-то находится на первой линии, там, вокруг чего-то идет борьба. Вот сейчас закончился раунд борьбы вокруг Северного потока. Украина, так сказать, неплохо провела его со своей стороны, могло быть хуже. Но он уходит с повестки дня. Что дальше? Да? Дальше надо ставить следующие вопросы какие-то. Например, там, скажем, ясно, что там Запад готов сотрудничать по линии реформ. Да? Запад продолжает, целиком коллективный Запад, довольно крепко стоять в вопросе Крыма. Да? И тем самым крымская платформа должна получить какую-то... Теперь как бы надо ее двигать дальше. Или там, скажем, важная тема, связанная с тем, что там, обороноспособность Украины в условиях, когда над ней сейчас навис, как бы это новый фактор, навис такой белорусский балкон, так сказать. Да? Хороший термин, я у тебя заберу его, украду. Да, это такой белорусский балкон навис, а сейчас, поскольку это как бы такое явное и для стран Запада наглядное объединение двух авторитаризмов, да, то есть если в течение 1 года всего-навсего, то ясно, что здесь уже вопрос, скажем, укрепления обороноспособности. Это не только вопрос там, укрепления по линии Донбасса, да, допустим, но теперь уже и более широко, потому что стоит проблема, очевидно, белорусско-украинской границы, если события будут развиваться дальше так, как они развиваются. Вот это все такая следующая повестка, и это очень важно. Я думаю, что, знаешь, я даже думаю, как, честно говоря, вот ясно, что борьба за Северный поток, она была важной, но она собой сразу вот вытеснила все остальное. Вот сейчас надо вернуться к тому, что там 90, по-моему, 90, что ли, 93 политзаключенных крымских татар сидят. Больше, да? Значительно больше. Да? Больше 100 значит. Да, и одновременно как бы вот проходит сведения, что не прекращаются же там эти обыски. Постоянно, да. Да, постоянно они идут. То есть это, конечно, ясно, что для Путина это больная тема, потому что из Крыма, из самого Путин получает сообщение, я не сомневаюсь, в том, что там вообще в экономическом плане все плохо реально. И настроение населения в Крыму, оно, вообще говоря, довольно пессимистическое. И мы получаем довольно много об этом свидетельств разных, и приватных, и так далее. Вот. И мы не видим радостных и сообщений о том, что российские граждане ездят отдыхать в Крым как бы с восторгом. Это не так. Мы видим наоборот, бесконечные сообщения о том, что все дорого, хамство и совершенно не отвечает ожиданиям.
в этом смысле слова Крым является для Путина проблемой и останется проблемой. И нет сомнения в том, что вот можно иногда услышать, да, такое мнение, что в том числе и от некоторых европейцев, что, мол, ну, знаете, это такое решение, вот и Козак об этом только что говорил, такое решение, которое уж теперь не повернешь, и невозможно себе представить, как его повернуть. Мол, надо принять Россию вот вместе с Крымом теперь. Но ведь мы исторические свидетели того, как в истории все было прямо обратно. Постояли страны Балтии, да, как бы там типа послевоенные 40 лет в состоянии оккупации. Но затем-то эта оккупация прекратилась, и те люди, которые все эти годы, вот весь этот период послевоенный советский, которые довольно четко держались резолюций, осуждающих оккупацию, они в результате, в историческом смысле слова, оказались правы. Да, и знаешь, да, и то, что литовская армия ушла в леса после войны и вся там погибла практически, и то, что УПА воевала до последнего солдата, до 1956 года, казалось бы, проиграли, но, как сказал Степан Бандера, ничто не остановит идею, час, который пришел, да, и все равно они оказались победителями, хотя казались тогда побежденными. Теперь про, ну, если бы они, знаешь, когда человек уверен в себе, он не истерит никогда. Значит, русские истерят, Путин истерит, значит, они знают, что в чужом живут доме, и исторический факт такой, не знаю, слышал ты или нет, но просто, может, тогда возьмешь тоже на вооружение, что Крым был в составе разных видов Российской империи, внимание, 6% своей письменной истории. То есть 6% письменной истории. То есть ни о каком русском Крыме речь просто не может идти в принципе. Я уж не говорю, там нет ни одного русского названия, все выдуманные. Там ничего нет русского совсем. Это просто чужая оккупированная земля. Так же, как, собственно, и Украина. Но вот Украина, пример Украины тоже показывает, что страна может перестать быть колонией и обрести свободу даже в пик расцвета, казалось бы, Путинской империи в 2014 году. Ну, как бы у нее не получилось то, что он хотел. А я про Крым хочу вернуться. Ты сам затронул тему. То сейчас в Крыму ежедневный прирост заболеваемости ковидом, тоже цифра такая интересная, ровно такой же, как по всей Украине и даже больше. Ты представляешь, что они там сотворили? И этот гауляйтер путинский говорит вплоть до того, а сейчас, я напомню, середина всего лишь лета и самый сезон, там, июль-август, что могут закрыть вообще Крым на карантин, на курортный сезон прекратить. То есть они развели ситуацию с ковидом и в Крыму, и в оккупированном, и на своей вот этой основной территории империи до такой степени, что просто это можно уже мором назвать. В Москве, в России говорят по 25 тысяч там в день заболеваний. Ну, я не знаю точных цифр. Вот скажи мне, почему так, опростоволосился Путин со своей этой вакциной и со всем остальным? Ну, тут, знаешь, непростая история, и тут как бы целых три фактора. Вот первый фактор, что, знаешь, в котором можно понять Путина. Потому что Россия такая пестрая, огромная, и, честно говоря, единственное, что в ней можно сделать организованно, это произвести, мобилизацию армии. А что касается всей остальной политики, то она всегда такая лоскутная. И поэтому там Путин отдал это все губернаторам, как бы не очень ясно с самого начала, еще в прошлом году, когда пандемия началась, он не очень ясно сформулировал, какая должна быть там политика этого локдауна, не локдауна, карантина, масок и так далее, там ограничений, передвижения. В общем, отдал все это в регионы. Там никто тоже очень неясно понял, какой надо придерживаться модели. Из-за этого такой разнобой начался. Второй важный момент заключен в том, что все настолько хотят в России теперь, как бы, знаешь, приплясывать перед Путиным, что вот эта вакцина, история с вакциной, это настоящая прям научная трагедия, потому что вакцина, как всем ясно, она неплохая, нормальная вакцина, не хуже, чем у индусов или китайцев. Но вокруг нее устроили такой чудовищный цирк, что теперь население не вакцинируется, это главная проблема самого Кремля. И третий момент заключен в том, что правительство, не только вот Кремль, Путин, да, сам, но и правительство не стало вырабатывать реально никакой такой рекомендации, такой твердой для населения, вот, в отличие от многих других стран, где все-таки такое делается. В результате, образовался такой какой-то мутный, бессмысленный хаос и в мерах эпидемиологических, и в просвещении населения,
и в стратегии вакцинирования. Поэтому ничего удивительного нет, что сейчас Россия заходит в какую-то то ли волну очередную большую, и она находится, к несчастью, сейчас вот в Чехии, например, да, в карте Чехии, она находится вообще в черной зоне, то есть даже не в оранжевой, не в красной, а уже в черной. Но когда это кончится, пока не ясно, конечно. Ну, нас-то это интересует только в контексте Крыма оккупированного, в контексте того, что крымские татары, в том числе, умирают, и граждане Украины, и там действительно очень плохо, и у меня очень близкий человек умер, там дядя родной, вот, и, ну, трэш, короче, страшный, в больницах ужас просто абсолютный, то есть это просто фактически зоны смерти стали такие. Я думаю, что и проблема с лекарствами стоит достаточно остро, потому что... Конечно. Конечно, она вообще-то в России стояла остро, потому что надо там завозить откуда-то их или из-за границы, и вечно бесконечно доставали, и в Крыму тем более сейчас. И мы сейчас просто так хотим, добиваемся того, чтобы была нормальная вакцинация Pfizer на КПВВ, вот на пунктах разграничения, да, оккупационной линии для наших граждан, которые желают вакцинироваться, потому что, хоть ты и сказал про спутник, что в принципе он действует, но вот говорят, я читал, что против этого штамма, в отличие от других вакцин, против дельты, вот этой индийской, он уже и не действует. То есть такая история. Это само собой, конечно, Pfizer предпочтительнее, в этом нет сомнений. Поэтому это хорошая инициатива, и, так сказать, пусть она получится. Да, хотела продолжить тему Северного потока. Ты так хорошо отреагировал на это. А у нас в Украине, у нас вообще жаркие дискуссии, жаркие дебаты. Страна такая, политические традиции такие, что это вменяют вину Зеленскому. Заключение сделки в обход Украины между США и Германией. Опубликован несколько часов, 15 назад, текст этого соглашения, где как бы начинается со слова Украина фактически, и все там про Украину, про гарантии, что если Путин будет использовать в политических целях, шантажа, мы дадим отпор. Но формулировки такие: дадим отпор, примем меры. Значит, это нет ни одной, так прописано так, вот все-таки дипломаты, это, конечно, дипломатия великая наука, там прописано так, что нет ничего обязывающего в случае, что бы ни сделал Путин. То есть это, на мой взгляд, опять же, может быть, ты читал, у тебя другое мнение, это настолько зыбкий договор для Украины, что Будапештский меморандум, он просто кажется каким-то просто Торой какой-то, да, где все надо исполнять. Как-то вот, но у тебя другое мнение, как бы сказать, мотивируй. Да нет, в принципе, понимаешь, как дело обстоит? Была такая действительно серьезная борьба, и украинская дипломатия в ней принимала участие. Она длилась вот там почти больше года немножко вокруг Северного потока. И было ясно с самого начала, что, все-таки ясно, что там Германия тут не одна, потому что в финансировании Северного потока принимают участие Нидерланды, Франция, Австрия еще, кроме самой Германии. И это европейский проект, плюс позиция Соединенных Штатов, которая, с одной стороны, достаточно последовательная в отношении потока, а с другой стороны, она утыкается в нежелание дальше разваливать североатлантическое единство за счет потока. Тем не менее, борьба была серьезная. Просто она вот завершена. И тут главное просто, моя позиция в том, что главное самому не становиться нам самим жертвой ресентимента, такой обиды и пораженчества. Потому что политическая история так устроена, что вот сейчас эта страница перевернута, через 2 года опять будет вокруг этого, так сказать, надо будет вокруг этого работать. Потому что до 2024 года там транзит, и ясно, что вопрос встанет. Это первое. Второе, что важно здесь. В общем, как бы, знаешь, результат борьбы не так плох, потому что Украина, тем не менее, воспользовавшись этим проблемой потока, она получила какие-то не гарантии, неправильно будет сказано, а усилила поддержку себя. И в частности это видно в том, что и Германия там и выделяет средства на зеленую экономику, и ясно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать обороноспособность Украины. И, иначе говоря, в результате этой ситуации дверь для Киева в Европе, конечно, открыта. И главное тут дальше вот понять, с чем как бы двигаться дальше, потому что дальше есть вот 3 таких большие темы. Понятно, что одна тема – это война с Россией, вторая тема – это реформы, и третья тема – это
то, что Путин назвал в своей статье антироссией, да, как бы у Киева есть возможность, двигать одну из этих тем в первую очередь, или все три, но на какой-то делать акцент. И надо сказать, что война с Россией – это не то, что, конечно, будет как бы хорошо в кавычках продано на международном, так сказать, рынке, да, на политическом. Почему? Потому что это пугающая тема. Она такая, знаешь, не публичная. То есть этим укреплением обороноспособности нужно заниматься в тени. Что касается антироссии, то это слабая тема тоже. Я имею в виду, это в путинском выражении. А если брать со стороны Киева, то это, как бы создание такой альтернативной, в кавычках, России, да, внутри Украины. Но это такая тема. Очень смешно, знаешь, звучит это только в голове у Путина, потому что каждое его действие, украинцы не хотят быть антироссией, а у них другое. Отвяжитесь от нас, все. Да. Поэтому здесь понятно, что вот сейчас дальше будет важный вопрос как бы с украинскими реформами, очевидно, после этого Северного потока, в дальнейшем взаимодействии с Европой и США. Этого все будут ждать, и если здесь будет найдена со стороны Киева какая-то энергичная линия, то это дело пойдет очень хорошо. И средства будут, и будет поддержка и политическая, и военная, и так далее. Это у нас-то сегодня так складывается, Саша, вот Игорь, и ты такие оптимисты по Украине, у нас тут гораздо больше зрады, а вы так смотрите, я почему, вот некоторые спрашивают, почему я включаю людей, там, бывших там российских граждан, там, или, во-первых, я включаю людей, которые могут свою точку зрения сказать, как они это видят, и ни на кого не работают в этом плане, а на себя, исключительно свою репутацию. Во-вторых, со стороны иногда видней, вот, и, конечно, я не приглашаю никаких русских шовинистов, но людей трезвых, я считаю, вот так послушаешь, и у меня какое-то настроение поднялось, да. Вот. Да, я напоминаю, кстати, что вы можете поднять себе настроение, зрители, уважаемые, если позвоните сейчас вот просто по телефону или по вайберу, номер на экране, или даже по скайпу, и зададите вопрос очень неглупому человеку Александру Морозову из Праги. Да, а я хочу у этого очень неглупого человека спросить про статью Путина. Вот ты ее читал, по лицу вижу. Читал. Да. Читал. Я не читал, у меня аллергия, не могу ничего с этим поделать, вот, но тезисно знаю. Скажи мне, вот это, как ты видишь Путина, вот это его искреннее убеждение про то, что украинцы и русские это один народ, или он все-таки это использует как рычаг просто идеологический для потенциальной мобилизации русских граждан на войну с Украиной большую? Тут не так надо поставить вопрос, потому что, скажу тебе откровенно, нам же все равно, по большому счету, искренне он так думает. Это правда, да, это правда. Да, потому что его искренность, она нам совершенно ни к чему, и мы ее ни к чему не приложим, грубо говоря. Допустим, он так думает на самом деле, но, значит, ясно, что человек же может думать так, например, но вопрос же не в том, как он думает, а какова в результате политика, да, условно говоря. Так сказать, тот курс, который он проводит, и то, к чему он клонит дело. Статья его, как все, так сказать, поняли, в Европе, все, кто прочитал, и во всех, я думаю, там департаментах МИДов, как бы она абсурдно распадается на две части, как и предыдущая его статья про итоги Второй мировой войны. В первой части Путин долго блуждает в каком-то школьном учебнике, непонятно на кого это рассчитано, кто это должен читать, как и в той его статье, где тоже всем же понятно все про итоги войны и так далее. Вторая часть у него в этой статье, вот она существенная. Там он как бы утверждает вот несколько тезисов. Первый из них, значит, заключен в следующем, что он, в отличие от Суркова, да, который говорит, что никакой Украины нет и быть не может, Путин говорит, что я признаю украинское государство. Что ж тут сделать, как бы в таком ключе, что ж тут сделать, как бы оно вот возникло, не хотелось этого, конечно, да, но ничего теперь не сделаешь, оно есть. Вот, это, так сказать, первая важная новость. Второй там тезис, как бы, что если, это обращено к Байдену, конечно, и к Евросоюзу, если вы будете делать, как бы, из Украины вот это вот, как он там пишет, примерно по смыслу, Великое княжество Литовское, то есть антироссию, то мы, значит, будем воевать. Это, несомненно, так. И третий тезис, который он там проводит, что он обращен, конечно, к Зеленскому, к Киеву в целом, где он как бы говорит, что давайте простим друг другу 2014 год, как бы между нами такой же может быть торговый обмен, как бы все можно вернуться, давайте мы друг друга простим.
Дело в том, что все три тезиса эти политические, они существуют в его мозгу в каком-то вакууме. И те, кто это читает, никто, и в Европе тоже, не может себе представить, как можно выйти, да, вот из произошедшего таким образом. Почему? Потому что, во-первых, никакой Байден и никакая Европа не строит никакой антироссии из Украины. Это всем понятно. Это только в болезненном мозгу, вот в этом кремлевском бункере так выглядит. Во-вторых, как можно через голову 2014 года и последующего, да, сказать, давайте здесь, так сказать, обнимемся, поставим точку и закончим. Как? Это не очень понятно как. И третий пункт тоже существенный, вот этой его статье, где он через губу, да, так сказать, довольно-таки нехотя соглашается с существованием украинской государственности. Но дело в том, что так это невозможно, потому что он же ведь не скрывает в этой статье своей этой обычной идеи такой, высокомерно утверждать, как будто вот Россия по неизвестным причинам обладает каким-то полным суверенитетом, а все остальные страны, не только Украина, ни в коем случае, но и даже там страны Балтии, Польша, да кто угодно, никто не обладает суверенитетом, у всех ограниченный суверенитет. Поэтому вот это вот бесконечное презрение, оно тоже не создает никакой почвы для восприятия этой статьи. Вот такое архаичное мышление, все это отмечают, статьи эти его никуда ничего не двигают, но в лучшем случае, наверное, будут школьников в России заставлять их изучать с карандашом в руках, заучивать какие-то формулы. Такая малая земля. Да, малая земля, да. Но смотри, если там все-таки в малой земле миру, как у нас Леонид Ильич одной рукой войска в Афганистан вводил, а другой за мир боролся. Мы же знаем, за мир мы все детство с тобой боролись. Да. И вот что у нас с тобой получилось в итоге. Значит, он все-таки, моя версия такая, не знаю, согласишься ты или нет, что действительно это будет будет ли большая война или нет, тут мы с тобой не предскажем, и когда она будет, если будет, да? Но, по крайней мере, в тот момент, когда она будет, уже каждый солдатик, каждый призывник, каждый пионер, октябренок, как там сейчас в России все это уложено, да, будут промыты мозги окончательно, и еще что-нибудь дадут на тему «один народ», но в этом народе много гнит, много врагов, да, но народ все равно один. Хотя зачем переводить статью на украинскую мову, если народ один, там, я не понял. Но, короче, там все перемешалось в голове, но все-таки это может быть таким манифестом арийской расы, да, и обоснованием ее продвижения. Ведь Гитлер тоже сначала идеологически своими статьями, речами обосновал один народ Австрия, потом один народ Судеты, потом всю Чехию забрать. В принципе, по-немецки это все понимают, да, ну а дальше мы знаем. Ты знаешь, я с тобой согласен. Дело в том, что у меня такое же точное впечатление от этой статьи. Я вообще не представляю себе, как современный политик может писать статью, так сказать, с опорой на концепцию эту Volksdeutsche, да? И в Германии это мгновенно сразу было так прочитано. Мы видели публикации немецких историков, профессионально занимающихся Восточной Европой, которые тоже прямо на это обращают внимание. Но, извините, это же что это за концепция народов, их общности, да? Дело в том, что вся эта историческая часть, она просто совершенно не нужна ни для чего, потому что ведь это не важно, как вы интерпретируете историю. Если вы проводите политику какой-то сегрегации, постройки образа врага или совершаете односторонние действия, как Путин, как Кремль в отношении Украины, то какой смысл говорить об общей истории? Значит, представим себе на секунду, что Кремль захватил теперь Нарвский район, допустим, в Эстонии. После этого какой смысл разговаривать вообще о какой-то вспоминать Ливонскую войну или еще не знаю, то, что когда-то было государство Рюриков, и, наверное, Эстония, имела к нему отношение. Это все теряет всякий смысл. Все эти поиски общих корней имеют смысл только в атмосфере, когда
эти страны действуют абсолютно дружелюбно. Ну, когда хочется дружить с кем-то, ты ищешь общих знакомых, общие какие-то воспоминания. Да. А совершенно, я тебе сейчас прострелю ногу или твоего ребенка убью, давай дружить, искать общий корень. Да иди ты к черту, товарищ. Вот единственная реакция. И, кстати, каждым таким заявлением, вот тут я с удовлетворением отмечаю, каждым таким своим нелепым в ушах украинцев, абсолютно не просчитанным для украинской аудитории, может, они и не хотели украинской аудитории тут никакой, но все равно же это читают, обсуждают, еще раз убеждается, еще раз какой-то процент населения скажет, что мы не братья, еще меньше этих станет людей. Сейчас вот, например, в Украине, просто может быть тоже интересная цифра тебе, согласно соцопытываниям, 22% людей все еще выступают за присоединение к таможенному союзу. Это, помнишь, это таежный союз, перед Майданом вот эта вся байда вместо ЕС, да? Но все-таки каждый пятый, но это, скорее всего, конечно, это стареющая часть населения, ретроградная советская, конечно, там, наверное, 80% таких, конечно, это Восток, очень сильно преимущественно Восток и Юг, да? Вот. Но тем не менее, то есть, но таких все меньше, их физиологически меньше. Я думаю, что Путин своими усилиями доведет до того, что станет стат погрешностью на нашей с тобой памяти еще. Вот. И я хочу сказать тебе, что он укрепляет независимость Украины на самом деле и боеспособность. Ну, в том числе, я думаю, что вот моя версия такая, согласишься ты или нет, что как бы политически не закончились с Байденом переговоры, оружие Украина получит в любом случае, и оружие летальное, оружие противотанковое и системы ПВО. Вот то, что как ведут войну русские, все же знают, да, они сначала стирают за земли города, как это было там в Сирии, в Чечне, а потом заходят танками и так далее. Вот какие в целом ощущения, ожидания от встречи в Белом доме, которая уже точно запланирована на 30 августа этого года? Ну, во-первых, я думаю, что действительно президент Зеленский получит поддержку, с которой он сможет вернуться и довольно, так сказать, как бы использовать вот это возникшие возможности. Во-вторых, коммуникации возникнут у него там, сказать, с некоторыми сенаторами и конгрессменами, которые занимаются Восточной и Центральной Европой, это очень важно, и которые дальше будут поддерживать, ну, так сказать, интересы Украины в американской политике. Плюс еще важный момент, я считаю, что у Зеленского тоже хорошая возможность. Дело в том, что в Соединенных Штатах сейчас вот явно видно, что есть там политики, которые обращают тоже внимание на эту проблему объединения России и Беларуси как новой угрозы. И если тут Киев как-то подтолкнет или поможет, или присоединится уже к идущему процессу, вот санкции в отношении, скажем, России, но за поддержку в Беларуси, за поддержку Путина в Беларуси, это тоже полезно сработает, потому что Киеву пора начинать эту работу. Почему? Потому что через там год-два с большой вероятностью там милитаризация границы будет происходить. Да. И лучше сейчас, да? И лучше сейчас начать об этом уже говорить и тоже выступать с позиции, так сказать, новых санкций или каких-то мер в отношении альянса Минска и Москвы, чем это делать потом. И, наконец, я думаю, что точно получит теперь как бы Зеленский поддержку вот во всех своих этих последних украинских международных инициативах. И вот этот вот Люблинский треугольник, и то, что в восточном партнерстве сейчас, да, например, это касается Евросоюза, но Соединенные Штаты в курсе и, конечно, держат руку на пульсе. В восточном партнерстве Беларусь выпала, да, это повышает, да, как бы, ну, перспективу Украины, это важно. Ну и вот такой довольно большой, неплохой пакет. Так что надо сказать, что у меня довольно оптимистичные такие ожидания от поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Ну, вернемся к обсуждению, когда она состоится. Честно говоря, у меня тоже пессимизма особого нет, и я не считаю, что Байден предал Украину там. Я считаю, что это тактические шаги, и вот мы обсуждали с живущим в Германии Игорем Эйдманом, это, что он просто передавал суть немецкой политики, почему пришлось, да, конечно, против своего желания. Байден, конечно, не хотел этого второго потока, но пришлось так маневрировать. Да. Вот. А скажи мне, что, на твой взгляд, является красной линией в поведении Путина для нынешнего, ну, условного общего Запада или Америки? Просто, знаешь, опять вспоминая разные варианты отношений с Россией, с путинской,
политической. Помнишь перезагрузку, которая началась после войны с Грузией, а закончилась оккупацией части территории Украины? Да? Вот. Нет ли у тебя ощущения, что все-таки по этим граблям решили, какая-то часть, по крайней мере, байденской администрации решила идти? Этот визит Керри, известного симпатика России, к сожалению, пришлось убедиться, значит, в Москву и так далее. Нет ли такого риска? Мне кажется, здесь Байден действует так, как и заявил с самого начала. Он очень такой довольно прозрачный и последовательный в этом отношении, очень логичный. Он сказал, как бы, что надо вот с одной стороны сдерживать, с другой стороны, так сказать, вокруг чего-то строить диалог. Да? Это понятная позиция. И здесь важно следующее, что Путин остается в положении, и Кремль остается в положении, когда он должен все-таки через 6 месяцев после встречи с Байденом, так сказать, предъявить какие-то со своей стороны какие-то, так сказать, меры самоограничения, да, то есть Кремль должен там, не знаю, предъявить там какую-нибудь хакерскую банду, которую он арестовал, и сказать, что вот они и вредили как раз, да. Да не будет такого же, не будет такого. Или он должен там вот нам выдать документы какие-то, передать там, да, допустим, там, Нарышкин приедет, Вашингтон скажет, вот документы, которые, да, к несчастью, доказывают, что там вот какие-то нехорошие люди с территории России сломали почтовые ящики Госдепа США там в 14 там, каком-то там году. Ну и так далее. Значит, во-первых, этого не будет, как ты правильно говоришь. У меня точно такое же убеждение, потому что невозможно себе представить, что Владимир Владимирович так сдал назад, да? А это означает, что конфликт с Вашингтоном будет продолжаться. При этом он будет продолжаться в условиях, когда Байден восстановил в каком-то смысле слова это, так сказать, американо-европейское единство и восстанавливает НАТО, что очень важно. И здесь новизна ведь в чем заключена? Что события последнего года, они привели к тому, что в последней резолюции НАТО сказано, что, если Кремль ведет такую политику, все, до свидания, мы прекращаем вообще согласовывать размещение противоракетной обороны. Если раньше был бесконечный торг весь постсоветский период, а вот можно ли размещать это в Чехии, да, там радар какой-то, или Кремль болезненно отреагирует, не надо, вот. А вот как вот в Румынии можно ли разворачивать, то теперь там в резолюции говорится, так сказать, все на этом закончено. Мы будем разворачивать, как считаем нужным, да, с точки зрения безопасности Альянса. Это довольно важно. В этом смысле я хочу тебе сказать, что у меня нет вообще ощущения того, что здесь какой-то, случился большой какой-то провал, что ли, или он намечается какой-то провал, или катастрофа. Нет. Мне кажется, что Украина вообще очень сильно выиграет от того, если вот этот вот план Байдена, так сказать, о воссоздании Альянса демократий, да, и о таком укреплении вообще Североатлантического альянса, если он будет развиваться, а он пока развивается, мы это видим, что Байден действует в этом направлении, то это, вообще говоря, очень позитивно скажется вообще и на Центральной и Восточной Европе в целом. Потому что это большой ясности придаст этим странам здесь в вопросе о том, как действовать в отношении Путина. Понимаешь? То есть я понял, что ты говоришь, что Путин каждым своим шагом следующим подтверждает, что с ним можно иметь дело только с жестких позиций. И то, что Байден абсолютно молодец, что это сказал, потому что очень четкая мысль прослеживается, что Байден начинает с фундамента. Он сначала заливает фундамент, да, для чего он может согласиться на какой-то там компромисс с тем, что он не хочет, допустим, Северным потоком-2. Но потом на этом фундаменте будет построен такой дот, да, из которого, если Путин дернется, действительно перейдет какие-то красные линии, то начнется уже все по-серьезному, и уже никто не отбежит из европейских стран, где полно купленной элиты политической, где симпатики Путина, где там премьер-министры потом в «Газпром» уходят там, или канцлер и так далее. То есть он создает фундамент, и в этом фундаменте кирпичи — это принципы, да, которые просто потом приступать будет невозможно. Это общее понимание того, что вот этого уже не может быть. То знать бы еще, где эти красные линии точно, да, вообще цены бы не было Путину. Но Скажу тебе, меня даже пугает то, как мы с тобой совпадаем в оценке этого. Вот дела. видишь, смотри, сейчас тебе будет звонок зрителя, может быть, он с тобой поспорит. Здравствуйте, вы в прямом эфире телеканала АТР. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос политологу Александру Морозову. Алло.
Да. Говорите. Говорю. Я из Долог. Говорите вы в эфире. Я из Днепропетровской области. Вот. Я из Днепропетровской области. Я Георгий. У меня вопрос к уважаемому Александру Морозову. Вот Путин там шлепнул свое заявление в суд по правам человека европейский. Какая реакция будет у этого суда? Будут ли этот вопрос рассматривать? Будут ли какие-то поползновения по этому вопросу? Или нет? Спасибо, да. Но мы немножко это обсудили. Могу только еще раз повторить, что, на мой взгляд, никакой реакции на это не будет, потому что подобные заявления Кремль делает время от времени, они в основном направлены на то, чтобы просто, хоть как-то ответить на критику, которая в адрес Кремля раздается. Это такие не имеющие результата политические шаги. Никто в Европе, ни в Брюсселе, ни в Вене, да, там, где находятся основные европейские организации, никто всерьез такие вещи не воспринимает, и никакой Европарламент не будет рассматривать таких заявлений. Ну да, то есть просто тебя зритель попросил четко ответить на вопрос, что будет. Но мне кажется, что даже и могут иск не принять вообще, потому что он сам по себе достаточно абсурден. Вот. Это было бы, конечно, и в любом случае, чем бы это ни закончилось формально, это будет очередной пощечиной Путину. Я в этом ни секунды вообще не сомневаюсь. А вот сейчас мы с тобой точно разойдемся, потому что я хочу тебе вопрос один задать. Ты веришь в прекрасную Россию будущего, или она должна распасться все-таки, и все народы, оккупированные Россией за эти годы, должны получить независимость, начиная с Ичкерии и так далее? Понимаешь, я знаю, что украинская аудитория и многие украинские политические деятели, они как бы связывают, это естественно, поскольку хотелось бы, чтобы этот гигантский враг на Востоке куда-то исчез, и тем самым решились многие проблемы. Поэтому многие размышляют и думают об этой федерализации или о распаде России, о том, что вот там есть какие-то народы, которые могли бы получить. Ну, а разве это не логично? Разве таких народов нет? Они народы есть, понимаешь, но, надо сказать так, что народы, и с точки зрения международного права, и истории, они должны вести борьбу. И тогда, конечно, они могут в этой борьбе одержать победу. Борьбу за независимость, я имею в виду. Но в настоящий момент понятно, что в России много народов, и больше того, понятно, что права некоторых народов ущемлены, или, во всяком случае, они могли бы, их, какие-то национальные элиты могли бы считать, что им не достается чего-то. Но мы хорошо видим, что Путин построил унитарное государство за это время, за свои последние 20 лет. Народы каким-то образом подписались все под госкорпорации, под ренту и под централизованный бюджет. И никаких следов этой национальной борьбы мы не видим. Больше того, мы видим, к сожалению, что вот те народы, которые могли бы добиваться освобождения, они наоборот, понимаешь, являются электоральной опорой. У нас время истекло, ты про чеченцев, наверное, говоришь, да? В частности. Но смотри, Чечня нынешняя, это Чечня полностью разбомбленная. Это Чечня, из которой активные десятки тысяч людей в Европе живут. Это просто концлагерь, лагерь смерти, где поставили просто полицаев из своих же. Но это не отменяет того, что это лагерь, и то, что это не свобода. И, просто, может быть, этнически русским людям тяжело это думать за, допустим, татар волжских или за бурятов, но я когда общался с ними, все-таки, знаешь, когда империя рухнет, она обязательно рухнет, да, мысли о достоинстве, о том, что твой язык должен быть во всех учебных заведениях, что все это постепенно все, то есть логика такая. Но посмотрим, опять же, кто из нас прав. Да, история открытый вопрос, конечно, это безусловно. Но эта империя должна распасться в любом случае, потому что, как такое, да? Такое неуважение к соседям, к своим народам, которых они считают своими, да? Это
просто вот русский рейх, это же, я говорю, это не этническое, это состав преступления, вокруг которого кто-то объединяется, а кто-то нет. Не веришь в то, что Россия может быть хоть когда-нибудь демократической? Но смотри, у меня потрачу еще минуту на времени наших зрителей. Смотри, у меня такая история. Я не верю, знаешь почему? Ну, по крайней мере, в этих границах точно нет. Но даже и в меньших границах я сомневаюсь, потому что в отличие от немцев, действительно реально одураченных Гитлером вот этой сверхидеей, очень похожей на путинскую, немцам все-таки было куда возвращаться. К Магдебургскому праву, к выборам, к земельным там рейхстагам, там ратуша, как на Западной Украине, там ратуша в каждом селе, да, то есть есть традиции. А русским было бы куда возвращаться, ну, условно русским, московским русским, да, вот этим, да, если бы все-таки не было проведено геноцида Новгорода и Пскова, да, который начал Александр Невский, а закончил Иван Грозный. Возвращаться, к сожалению, некуда, именно поэтому, что бы ни происходило в России, приходят более демократичные правители, а потом возвращается, а потом опять этот вселенский Иван Грозный. Но это моя такая версия, к сожалению. Вот. Ну, хорошо. Ну, я, конечно, желал бы другого. Я желал бы, чтобы все народы были свободны и имели не... Ну, ты знаешь, что Путин просто вот тоже мало освещается. Помнишь, покончил жизнь профессор филологии, я забыл, где, в Удмуртии или... Да? Да. Но вот это самое страшное, когда убивают твой язык, твою мову, твое достоинство. То есть говорят тебе, что ты второго сорта. Вот такие страны не живут. Империи, которые считают часть людей вторым сортом, но они обречены все равно, когда силы уйдут, вот, все равно эти люди вспомнят, что такое человеческое достоинство. Оно это неминуемо все-таки в любом случае. Да, благодарю тебя на связи. Надеюсь, что в Праге тебе комфортно. С нами был Александр Морозов, российский журналист, аналитик, политолог. Это важно смотреть со стороны, но он и не российский уже, собственно говоря. Он давно там уже и не живет. Смотрите АТР. Эстафету передаю прекраснейшей Гульсум Халиловой. Не переключайтесь. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр şeyin yurtçun olsa. Барсын yıllar aylansın bilgenindey. Барсын yolun şaşırsın yıldız, күн, ay. Sen aylanma dostçığım, ақ yolundan. Doğru qara, iç ürkme sağ solundan. Халқа bayram, şenlikler bolğan eken. Ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялныздың бек болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga.
Biz üçün aziz Kırımımız, takmında açsın bahtımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Eşitesiniz mi? Meni aqta unutdunuz mu? Men mundam. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня. Я напомню, что вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, который вы видите прямо сейчас. +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать борьбу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Андрій Юсов, директор школи відповідальної політики, громадський активіст, політичний діяч. Вітаємо вас, пане Андрію. Селям алейкум. Вітаю, пані Гульсун, вітаю глядачі. Пане Андрею, я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о коренных народах Украины, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года. Вот о чем там говорится. Корінний народ України, автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Пане Андрею, на ваш взгляд, почему Украина опоздала на 30 лет в принятии этого закона? Ну, найперше, окрім того, що безумовно запізнилися, але я хотів би привітати кримськотатарський народ, всіх українців кримськотатарського походження, тому що це певне відновлення тієї громадянської, культурної, історичної справедливості, яке справді мало відбутися вже давно. А запізнилися ми, дуже запізнилися із цим, зокрема тому, що українське національне державотворення, розвиток нашої держави як незалежної, ну, він теж так ривками відбувався. 91-го року не з'явилась демократична національна європейська держава
держава Україна, а просто Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР, оголосила про незалежність, про вихід з Радянського Союзу і змінила прапор, герб. І дуже-дуже багато, дуже довгий час, і по сьогоднішній момент занадто багато радянського, постімперського, ось такого регіонального, несамостійного залишається і в нашій політиці, і в нашому законодавстві досі, і в нашому медійному, гуманітарному полі. І от потихеньку ривками, як декомунізація, як зараз закон про корінні народи, ми відходимо від цієї імперської радянської спадщини. І треба рухатись далі, тому що і на цьому законі, безумовно, захист прав кримсько-татарського народу не закінчений. Це лише початок, скажімо так, довгого, серйозного шляху, кінець якому буде звільнення окупованого Криму і повернення кримсько-татарського народу. Но вот на ваш взгляд, насколько сегодня, в 2021 году, уже развенчаны эти мифы и стереотипы относительно крымско-татарского народа? Потому что действительно, вы правильно сказали, что после провозглашения независимой Украины, действительно, и в службе безопасности Украины, и в политическом руководстве, истеблишменте было такое сомнительное, скажем так, мягко говоря, отношение к коренному народу України. Більше того, довший час не тільки до кримських татар, не лише до кримських татар, а до всіх патріотів України, держава Україна ставилась певною підозрою. Тобто весь національно-демократичний рух, народний рух України свого часу, це був завжди не просто народний рух, який підтримував також і кримсько-татарський народ, багато активістів з кримсько-татарського руху, ставились не просто як до політичної опозиції, а як якихось небажаних елементів. І все те, що будував Кравчук, Кучма довший час, це була просто модель Білорусі. Ось сьогодні зденаціоналізована держава авторитарного типу, на яку перетворилась Білорусь, це було те, до чого нас вели багато років колишні комуністи, директори, ну і потім Віктор Янукович. На жаль, у них не виправдалось, але нам ще дуже багато треба чого виправляти і вирівнювати. І в тому числі розуміння нашої історичної самобутності і нашої минувшини, тому що досі в багатьох програмах і шкільних, і університетських, багатьох художніх творах українці дивляться самі на себе, на кримських татар, на поляків і росіян очима російської історіографії, імперської історіографії, де все подається з ніг на голову. Хоча насправді, безумовно, ми повинні оцю спільну спадщину і модерної доби, і постмодерної доби, 20-го століття, коли кримський татарський народ, український народ боролися спільно проти російських загарбників, спочатку імперських, потім червоних, і нам є про яку спільність говорити, є що розвивати. І, безумовно, це повинна бути державна політика. З боку Інституту національної пам'яті ми, наприклад, бачимо такі потуги, але лише їхніх зусиль замало, тому що ключові телеканали країни, Міністерство культури, Міністерство освіти повинні напряму цими наративами займатися. Тобто це вже справа не лише істориків, справжні науковці вже давно дали відповіді на ці питання, а справа популяризації, щоб кожен від пенсіонера зрозумів, що він не те вчив і його не тому готували, до нового покоління розуміли, що українська політична нація, яка складається із українців, із кримських татар, має занадто багато спільного і сьогодні має точно спільного ворога, який анексував наші території в Криму і на Донбасі. Судя по реакции России, по личной реакции Путина, этот закон хороший. Мы видим, как закон о коренных народах разозлил и дразнит сейчас Россию, дразнит Путина, что даже Путин поговорил об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель, пожаловался на Украину, пожаловался, что якобы этот закон является дискриминационным. Вот не о чем ему говорить, помимо Северного потока. Он еще вот говорит о законе о коренных народах. Как вы думаете, почему этот закон вызвал такую истерику у России? Ведь все бы ничего, если бы у них тоже не было закона о коренных народах, где, кстати, про русских не говорят ні слова. Так, у них справді є подібне законодавство про так звані малі народи, вони називаються. От вони люблять таку термінологію, от у них є великий народ, та є малі народи. І там це справді не проблема, тому що, ну, очевидно, собі росіяни і Путін більше прав виписують, ніж іншим державам. І, безумовно, для них це стало черговим
ударом, тому що це розвіює багато пропагандистських мотивів. Коли ми конкретно говоримо про Крим, то безумовно корінним народом в Криму є кримський татарський народ. Там згадані і інші два, так, але зараз ми говоримо про живий, масовий і той, який бореться і за свої права, і власне кримсько-татарський народ – це основний корінний народ Криму, зрозуміло. І зрозуміло також, що росіяни не є корінним народом ні Криму, ні України в цілому. І це нікого не викликало навіть підозри і натяку на таку точку зору. Тому що росіяни з'явились в Україні активно як частина окупаційного корпусу, починаючи від Російської імперії, безумовно закінчуючи колективізацією, голодомором, репресії і в Криму, і на Донбасі, і по території всієї країни. Там, де ми зараз спостерігаємо присутність росіян за походженням, це наслідки ось такого терору. Але Україна не відкидає всіх громадян, незалежно від походження. І українці російського походження так само українці. Але це не означає, що вони в Криму корінний народ. Безумовно, це було б неправдою, і це було б порушенням прав кримсько-татарського народу. І на весь світ Україна сьогодні заявила нарешті, що кримсько-татарський народ – корінний народ Криму. Безумовно, з усіма цими імперськими міфами про Севастополь, Руський город, про Крим і так далі, про возвращення в родную гавань, воно не вписується. І це для нас не дивина. Ми не сумнівалися, що Путін буде змінити свою позицію раптом. Це просто сигнал черговий для нас і для всього світу, що путінський режим не збирається здавати назад. Він продовжує наступати, він продовжує втручатись в внутрішні справи України, продовжує порушувати права кримсько-татарського народу, права українців в Криму і на Донбасі, і буде це робити в подальшому. І дуже добре, що він проговорив з німцями про це, щоб у наших німецьких партнерів не було ілюзій стосовно того, що з Путіним про щось можна домовитись. Ні. Український народ, кримсько-татарський народ ведуть боротьбу за життя, за виживання проти путінської російської агресії. І Путін сьогодні такою активною псевдоісторичною, псевдогуманітарною дискусією показує, що він здаватись не збирається. Ну що ж, ми теж не збираємось здаватися. Пане Андрію, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас народного депутата України фракції «Голос» Соломію Бобровську. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Соломія, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, вітання, і Андрію теж вітання. Вітаю. Пани Соломея, вчера поздно вечером президент Украины Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. На ваш взгляд, какой месседж для Украины, для наших западных партнеров несет этот закон? Ви знаєте, мені здається, що якраз цим підписом і Верховна Рада, і президент повернули справедливість і очевидні історичні факти, про які замовчували з 2014 року. І будемо відверті, що для всієї України Крим відкрився зовсім по-інакшому 2014 року. Там ми дізналися, що ми дуже різні, та? І в рамках країни ми маємо поруч кримських татар, на які не звертали увагу, до яких, власне, вчили, зокрема, в Службі безпеки, відноситися як до фактично державного, антидержавного елементу. Так? І ці речі, які були прийняті, саме цей, власне, закон, це якраз правильна крапка, чітка, зрозуміла і чіткий меседж про те, що хто є корінним народом і яке місце вони посідають в нашій історії. Але, і, зокрема, цей величезний ляпас, зокрема, навіть не ляпас, а теж така картка Російської Федерації. Бо перше, що вони почали говорити, це про те, що росіяни не є корінним народом, ще якісь спускати там гібридні свої наративи історії. Але насправді дуже знаковий законопроект, я знаю, що довго до нього йшли. І це прекрасно, що нарешті до 30-річчя незалежності історична справедливість повернулась. Пани Соломия, известно, что закон о коренных народах входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Вот на ваш взгляд, принятие этого закона каким образом может повлиять на эффективность работы Крымской платформы, инаугурационный саммит, который уже должен состояться совсем скоро, 23 августа? Ви знаєте, я би тут була трошечки скептична саме до роботи міжнародників. Чому? Тому що ці речі принципові і важливі для нас, для України в першу чергу. І ми закриваємо гештальти, які давно відкриті і були не проговорені, не пропрацьовані, не знайдені консенсусом з Меджлісом. Коли кримські татари це були антидержавний елемент, ніхто не сприймав всерйоз, швидше навпаки, вчилися боротися з кримськими татарами, аніж бачити союзників в них і бачити частиною країни. Тому для мене це не про платформу кримську, і це не для показ всьому світу.
Для нас це так очевидно. Це про те, що ми внутрішньо стали трошки багатшими. І ми нарешті визнали це офіційно, легітимно, і про це вголос можемо говорити. Бо я і раніше коментувала, і в цьому переконана, що насправді, коли ми говоримо про Кримську платформу і закликаємо міжнародників, партнерів, союзників приїхати, працювати з нами, ми повинні розуміти, над чим працюємо, власне, ми в своїй домашньому завданні. Тому що мати вільну економічну зону з Кримом, фактично внутрішній офшор останні 6 років, це не зовсім позиція правильна державницького відношення до Криму. А скасувати її, я, до речі, навіть я не вірила в шанси про те, що монобільшість і банкові це буде цікаво, але для мене це здивування, але хороше, що ВЕС було відмінено і вільна економічна зона припинила існувати. Тому що такі речі не могли бути. Ми добре розуміємо, хто цим користався, як вивозилися активи, як працювалося, як фактично звільняли без податків. І це було не про державницький підхід. Тому я тут швидше виступаю за те, що в нас є достатньо доволі багато своєї внутрішньої законодавчої роботи, зокрема по підрахунку збитків, які були завдані Російською Федерацією через спробу анексії Криму. Да, но тут же речь идет на самом деле о том, что на саммит Крымской платформы, куда Украина приглашает представительства различных стран, сама Украина должна прийти уже с какими-то конкретными, да, решениями, действиями, закрытыми гештальтами, о которых вы сказали, или, возможно, с какой-то уже концепцией деоккупации Крыма, с какой-то дорожной картой деоккупации Крыма, под которой могут подписаться лидеры или представители тех стран, которые приходят на этот саммит. Вот что это должно быть, что из себя должна представлять эта концепция, это домашнее задание? Я б розмежувала. Домашнє завдання України, як країна, яка 7 років дивиться на цю спробу анексії Криму, це одна історія, інша це порядок денний і мапа для міжнародників. Я знаю, що МЗС це готує, знаю, що ми до сих пір чекаємо, хто остаточно підтвердив свою позицію. Безперечно, це може бути пакет санкцій для бізнесу, для політиків, підтримка подалі в голосуваннях резолюцій, ПАРЄ, ООН і так далі. Але мене турбує, зокрема, інше, власне, вчорашня спільна заява Штатів і Німеччини, мені здається, досить чітко показали про те, що на словах і в деклараціях позиція є одна, а в практичних своїх кроках це зовсім інше. І мені видається така аналогія, знаєте, Будапештського меморандуму, який був порушений у 2014 році, коли Крим захопили без пострілу. Я вважаю, що все ж таки, і цікаво, вчора слухала коментарі пана Михайла Саакашвілі про ультимативні дзвінки з Держдепартаменту Сполучених Штатів про те, що Крим не потрібно стріляти, краще опустити зброю і не повторювати сценарій Грузії. Я, власне, до чого веду, що, власне, з таким порядком денним, який відбувся вчора, я не впевнена, що ми можемо розуміти до кінця наші практичні кроки і вимоги по відношенню до західних партнерів. Тому що знаємо, що фактично міжнародне право, воно як таке не працює, угода як така не працює, і навіть те, що було закладено вчора в рамках Північного потоку-2, це теж не факт, що спрацює. На ваш взгляд, Запад поступається інтересами України? Я абсолютно цьому переконана і вважаю, що так. Політика є політика, а бізнес став бізнесом. І мені дуже прикро, що за 7 років ми не втримали позицію, що без України про Україну не говорять. Без нас говорили про Україну в рамках Північного потоку-2. І думаю, що, власне, візит президента, який відбудеться в кінці серпня або перенесеться на вересень, це просто буде легітимізація майбутньої карти дорожньої по імплементації роботи Північного потоку-2, які було прийнято рішення вже з канцлером Німеччини. Скажите, а на ваш взгляд, почему так произошло? Что изменилось? Что послужило триггером того, что сегодня мы видим интересы Украины, национальные интересы Украины, к сожалению, не на первом, не на втором, и где-то там, наверное, на 600-м месте наших западных? Я думаю, що є ряд причин, безперечно. І десь часто Україна могла також не допрацьовувати. А в момент, коли вона не допрацьовує, Європа втомлюється від війни, від України, від постійного питання Криму, Донецької, Луганської області, там і так далі, і так далі. Ми бачимо, скільки реформ було провалено, і це була попередня каденція президентська, і як чітко нам казали наші партнери з Штатів про корупцію
першу чергу в рамках держави, а потім лише про російську агресію. Але мені видається так, що фактично Росія фінальним рішенням на підтримки Північного потоку-2, я допущу, що це була зустріч Байдена і Путіна. І Росія, давайте будемо відверті, фактично перемогла у цій битві. І їхнє лобі зіграло сильнішу вплив, ніж наше. Так а почему? Что мог такого Путин сказать Байдену, после которого мы увидели вот такие действия со стороны адміністрації президента США? Важко сказати, що такого міг він сказати, але тим не менше бізнес і втому від України. Давайте згадаємо французькі, німецькі заяви про те, що санкції не зовсім працюють, а давайте допустимо бізнес для роботи, а давайте будемо рухатись помаленьку в сторону діалогу з Російською Федерацією. Франція дуже активно про це виступала. Згадаємо, коли Байден говорив про те, що нам важливо знайти спільну мову і переглянути стосунки Україна, Штати, Російська Федерація. Я не знаю, мені здається, що якраз бізнес і лобізм, і гроші російські переламали цю ситуацію. І в жодні запевняння виконання договору особисто я не вірю, як громадянка, як народний депутат зі сторони наших міжнародних партнерів. Ну, але мені прикро, що українці теж доволі цікаво себе поводять зараз на міжнародній арені, тому що бачимо, коли маятник рухається не лише в сторону Заходу, але й в сторону Китаю. Це ще, до речі, одна така тригерна зона була для американців, коли ми почали дуже чітко брати курс на схід, такий далекий схід. Пані Соломія, в данной ситуации, вот в данной сложившейся международной конъюнктуре, есть ли шансы у Украины выжить в условиях, когда действительно есть, как вы говорите, усталость у наших западных партнеров? Как нам быть дальше? Как должна действовать Украина? Ви знаєте, я як людина, яка мала безпосередньо до бюджету відношення, до обласного так точно, одеського, і зараз беремо участь в формуванні державного бюджету, хочу сказати, що нам за умови відсутності корупції вистачає коштів внутрішньо для своїх реформ цілком. Я вважаю, що Збройні сили України мають бути пріоритетом фінансування. І це справді та сила, яка має бути у нас сильною, незважаючи ні на що і ні на кого. Ми маємо підтримку військову, військово-технічну допомогу, в тому числі міжнародну технічну допомогу. І в цьому плані Україна має бути сама зацікавлена ставати сильнішою, не дивлячись ні на кого. Ні на переконання Заходу, ні Сходу. Ми для себе робимо. А мені дуже часто здається, що Україна робить лише для профанації, для зовнішнього фону, щоб розвітуватися. Але дуже мало робимо для себе, щоб справді стати сильними. Як це робила, наприклад, свого часу Литва. І тому для мене моя надія особиста і депутатська – це, безперечно, Збройні сили України. Дякую вам дуже, пані Соломія. Соломія Бобровська була з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракция «Голос». Пане Андрею, мы, безусловно, вернемся к вопросу Северного потока-2 из соглашения, которое было заключено между Соединенными Штатами и Германией. Но прежде я бы хотела поговорить вот о чем. Власти России обратились в Европейский суд по правам человека с первой такой межгосударственной жалобой на другое государство. Знаете, на кого? На Украину. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура России. Давайте послушаем их претензии. Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на площади Независимости в городе Киеве, Майдане и в Доме профсоюза в городе Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишение жителей отдельных территорий Юго-Востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек, всех пассажиров и членов экипажа.
Пан Андрей, я даже не хочу говорить о цинизме этих обвинений, в особенности MH17. Мне вот что интересно. В 2020 году, если не ошибаюсь, помните, Россия провела на своей территории плебисцит, ввела изменения в свою конституцию и, собственно, этими изменениями определила, что российское законодательство является приоритетным и приоритетным над международным правом. Сейчас они обращаются в ЄСПЧ. З чого це вдруг? Так, ви абсолютно праві. Російська Федерація – єдина країна Ради Європи, яка в своєму законодавстві дозволила собі не виконувати рішення Європейського суду з прав з людини. Так. І більше таких прецедентів немає. Ну і, власне, розуміючи, що для багатьох їхні дії будуть все одно смішні і неадекватні. Ну, тобто, серйозно проговорювати ці звинувачення з боку Росії, це все одно, що якби Гітлер подав до суду на Польщу, до Нюрнберзького трибуналу. Та, ну, і там, ну, давайте ми навіть не будемо витрачати на це час, тому що в кожному з цих звинувачень є або зізнання Росії в злочині, або відверта маніпуляція і брехня. Тобто, якщо ми говоримо про збитий Боїнг, про обстріли мирного населення і про інші питання, то це пряма відповідальність злочинців Путіна. А стосовно порушення прав там населення і народу, давайте ми просто замінимо там росіян на кримських татар і українців, ось тоді це буде правда. Та? Тобто, що Росія, чиї права сьогодні в щоденному режимі порушує і в Криму, і на окупованому Донбасі, і по території Російської Федерації. Для чого їм це потрібно? Вони розуміють абсурдність. І по Орелу, та чим більше брехня, тим легше в неї буде повірити. І німецькі пропагандисти так казали. Це потрібно для того, щоб російська пропагандистська машина мала живлення і мала про що говорити сьогодні. Тому що їхній маховик не зупиняється, навпаки, він зараз лише набирає обертів. І в контексті останньої божевільної статті Путіна, та це антинаукове чорне фентезі, там, де він історію переписує по-своєму. І в контексті, безумовно, події навколо економічних фронтів, ми будемо про них сьогодні говорити. Зараз триває чергова фаза загострення в гібридній війни. І в ході цієї фази, безумовно, всі ці російські телеканали за кордоном, всі пропагандисти, всі проплачені політики, Шрёдери і інші, значить, колишні чиновники Європейського Союзу будуть мати говорити підстави, що не все так однозначно. От, бачите, є інший позов, є інша точка зору, а давайте обговоримо, давайте послухаємо. І, безумовно, з боку України дуже важливо не лише казати, що ну, це невдалий жарт, тому що цього мало. Як би нам не здавалося, що всі все знають, українці повинні в першу чергу на міжнародній арені, але й своїм громадянам нагадувати. І кожного разу по кожному з цих пунктів нагадувати, в чому правда, хто напав, хто анексував Крим, хто прийшов зброєю на Донбас, хто вбив понад 15 тисяч населення в Україні, хто порушує права людини, хто сьогодні тримає політв'язнів і військовополонених на своїх територіях. І тільки повторюючи це кратно в очі і Байдену, і Меркель, і всьому естеблішменту західних країн, абсолютно серйозно. Та? Тобто ми не в тій ситуації, коли можна жартувати навіть із безглуздих дій Путіна, тому що практика показує, що ці безглузді дії мають свою логіку. І ця логіка вбивці, маньяка, який буде говорити все життя, поки його не посадять, я не вбивав, це не я. Це от вони, я нічого поганого не робив. Навіть якщо ми будемо показувати фотографії. Тому кожного разу, коли мова буде заходити чи про Північний потік, чи про інші питання, ми повинні нагадувати, ось правда про Путіна. І це його звернення до Європейського суду з прав людини треба використати як публічний процес, де Україна в черговий раз нагадає про правду про російські і путінські злочини, і тут спробувати у цьому айкідо дипломатичному і пропагандистському перемогти. Це буде дуже важко, тому що на російські гроші сьогодні і на режим Путіна працює величезна кількість лобістів, величезна кількість інформаційних потуг, проплачених політиків, активістів, причому, як не дивно, як від крайньо лівих до крайньо правих.
І тим не менше, правда все одно за нами. У нас є потужна українська діаспора, є друзі кримськотатарського народу, є країни Балтії, є Польща, у нас є союзники в світі. І спільними зусиллями ми нагадаємо світу правду і не дамо забути про злочини Путіна. Какой будет итог этого иска, как думаете? Конкретно це подання, безумовно, нічим добрим для Путіна не закінчиться. І розуміючи це, у них одразу буде готова відповідь про те, що ми розуміємо, це русофобія і необ'єктивно, ось вам ціна вашого Європейського суду. І як наслідок скажуть, і правильно ми прийняли рішення, що можна не виконувати постанову цього. Тобто це такий меседж внутрішньому потребителю, виходить? Але вони не будуть поспішати із розглядом справи. І Росія буде максимально затягувати розгляд справи по суті, для того, щоб якомога довше мати можливість тут грати в цей пінг-понг аргументів, називати чорне білим і навпаки. Для нас наслідок має бути, якщо ми розуміємо, що Росія програє, готувати одразу наступні позови, готувати одразу наступні інформаційні кампанії. І більше того, головний судовий розгляд, який зараз триватиме, зокрема по справі збитого Боїнга, іде зараз в Нідерландах. І, на жаль, не так багато уваги українські ЗМІ і українська влада в першу чергу, тому що ЗМІ реагують на наративи від естеблішмента. Не так багато українська влада приділяє увагу цьому дуже важливому процесу. Хотілося б більше. Ну що ж, це для нас шанс. Сподіваємось, що цей шанс, на відміну від ситуації з Північним потоком, український політикум не втратить. Недавно Дмитрий Козак заявил, что если Украина решится на силовой возврат оккупированного Донбасса, Российская Федерация не будет безучастной, особенно если на это пойдут те, кто устраивает националистические силовые акции на улицах Киева. Я напомню, что об этом заявил замглавы администрации президента России. Давайте его послушаем. К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Пане Андрію, связываете ли вы вот такие заявления Дмитрия Козака? Заявление о паспортизации украинских граждан. Вот недавно он сказал, что почти 1 миллион украинцев получили якобы российские паспорта. Мы знаем, что эта цифра намного больше. Вот с последней международной ситуацией, когда многие действительно говорят, и политики, и политические аналитики, и эксперты, что Запад сливает украинские национальные интересы. Ну, багато хто говорить різне, і, до речі, ось це формулювання про те, що Захід зливає, це формулювання і наратив, який найбільше зараз пропагується російськими ЗМІ, причому з упоєнням таким. Насправді, ситуація полягає в тому, що не чорно-біла картина, і зрозуміло, що національні інтереси України – це національні інтереси України. І нікому так більше в світі не болить, як нам. Ну, і ще найближчим союзникам, які опиняються теж в заручниках цієї ситуації. Для Німеччини, для Франції, як ми з'ясували зараз, для Сполучених Штатів, в особі перших осіб держави, там теж всередині різні процеси йдуть. Це в першу чергу привід виторгувати для своїх країн, для своїх економік кращі позиції і отримати якісь преференції. Це не означає, що нас зливають. Такого формулювання, я думаю, неправильно дарувати Росії. Це означає, що перед Україною дуже складні, дуже нелінійні задачі, надзавдання для української дипломатії, для української влади, для українських лобістів. І це, безумовно, дуже важка неконкурентна боротьба, тому що у Росії ресурсів набагато більше. Но вот не кажется ли вам, что в последнее время все же Украину, скажем так, склоняют, в том числе и западные партнеры, на капитулянские решения, в частности, на прямые переговоры с представителями ОРДЛО, в частности, на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство? Мы понимаем, что это идет абсолютно вразрез с нашими национальными интересами, и по итогу мы просто получим вот конфедерацию в нашей стране. Ну, по-перше, те, що говорить Козак або Козак, точніше, ми нагадаємо, на жаль, вихідець
біженець з України, з Запорізької області. Насправді це Дмитро Казак, і у нього навіть зовнішньо такий архетип, типовий мешканець України. Можна було б його уявити десь навіть в вишиванці і в шароварах, але, на щастя, не треба цього робити, бо він зрадив свою державу і своє коріння. І ось цей Дмитро Казак розповідає про те, що він повторює оці всі наративи. Він же говорить, по суті, що України немає, про те, що українців немає, про те, що суверенітет... Путин об этом в своей статье официально сказал, что он не признает государственность Украины. От вони всі, власне, про це і говорять в цілодобовому режимі. Тобто це такий потужний сигнал для мешканців Російської Федерації і для населення України. Це сигнал не на Захід, тому що Захід його намагається не чути і не помічати. Але ми повинні розуміти, що нічого в позиції Путіна не змінилось. Він буде далі продовжувати. Тобто компроміс з Путіним неможливий. Не йде мова про те, що, ви знаєте, ну давайте ви тут нам підете на поступки, а ми з Крима підемо, або там ще щось зробимо. Компромісів немає, тому що Путін розуміє, що він злочинець, причому серійний вбивця, який відповідає за низку злочинів. І він максимально підвищує ставки. Будь-який компроміс з його боку, це означає визнати свою відповідальність принаймні частково. Тому вони як барани б'ються об ворота і розповідають про те, що в Мінському процесі вони не учасник і не сторона, а посередник, хоча ці все не визнають, і так далі. Захід не схиляє нас. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки, ми від них не чуємо в жодному форматі нічого, ні про формулу Штайнмаєра, ні про вибори до виводу військ. Тобто це гра, яка більшою мірою стосується європейців і останнім часом Німеччини в першу чергу. Ангела Меркель об этом открыто заявила. В першу чергу Німеччини і Ангели Меркель, яка, вже можемо легко говорити на щастя, ну, власне, знаходиться в політичному сесії перед пенсійному дембельському акорді, і вже з вересня ми її не побачимо. І це ті ноти, з якими можна буде легко попрощатись. Знову ж таки, сьогодні думка Ангела Меркель, безумовно, дуже важлива, але в жодному випадку не обов'язково для України. І українська влада, президент, Офіс президента, парламент і уряд повинні це чітко усвідомлювати. І коли ми говоримо про суверенітет, то це в тому числі суверенітет від виконання ось таких от дурних якихось капітулянських парад, які нав'язуються ззовні. Це означає, що попереду дуже довга гра. І після виборів в Німеччині нам треба буде говорити з новим канцлером і домагатися нових формулювань без зобов'язань по відношенню до старих історій. Ангела Меркель захищає мінський формат, зокрема тому, що вона брала безпосередню участь в цьому форматі і хоче подати цю історію як історію успіху і миру, принаймні для виборців Німеччини. Але це зовсім не так. Мінський процес не лише не вирішив проблеми України, він створив прогалини в правовому значенні, він дав можливість передишки для держави-агресора і дав можливість Путіну сьогодні наполягати на своїх дурних загарбницьких планах. Тому це для нас не варіант. Да, но если посмотреть на последние рейтинги парламентских выборов в Германии, то сейчас как раз лидирует ХДС, и возможно, что канцлером станет как раз преемник Ангелы Меркель Армин Лашет. Насколько мы можем в этом вопросе тогда рассчитывать на какие-то изменения? Безумовно, така ймовірність існує, хоча і партію зелених там ще рано списувати. Але яке б не було прізвище нового канцлера, це зовсім не обов'язково, навіть якщо це буде однопартієць Ангели Меркель, що він буде повторювати ті самі формулювання, якими сьогодні користується канцлер Німеччини. І це завдання української дипломатії. Дуже добре, що Володимир Зеленський, перебуваючи в Німеччині, зустрівся також із можливим спадкоємцем Ангели Меркель. Тобто ми вибудовуємо постійно нові взаємини. Мінськ – це історія людей, які підписували Мінськ. Це не частина національного законодавства України, це не частина міжнародного права. Да, но і відказатися від них ми не можемо. Сьогодні від них відмовляється в першу чергу Росія як держава-агресор. Коли відмовляється виконувати Паризьке комюніке за результатами останнього саміту, Україна тут продемонструвала більше, ніж достатньо жестів доброї волі, взамін Росія не зробила нічого. Мы же тоже не можем выполнять это коммюнике. В этом коммюнике говорится о необходимости имплементации формулы Штайнмаєра в українське законодательство. Ми не можемо і не повинні його виконувати. Для цього у нас є Верховна Рада, де, коли ми говоримо про формулу Штайнмаєра, якщо йде мова про допуск спостерігачів ОБСЄ, будь ласка, Україна дає необмежений доступ, на відміну від російських військ, які окупували Донбас, ні в повній мірі
на Донбас, ні тим більше на Крим. ОБСЄ місія повноцінного доступу немає. Те саме стосується обміну полоненими. І не Україна сьогодні блокує, уж хто. Зеленський більше, ніж достатньо, іноді там треба і не треба. Був зацікавлений в інтенсифікації обміну полонених. Цього не відбувається з боку росіян. І багато інших моментів, які свідчать про те, що Путін плювати хотів на всі підписані комуніке і буде робити лише те, що вважає за потрібне. А для України будь-який підписаний такий документ, це справді буде предмет для додаткових звинувачень і не більше. І тут сподіваюся, що після Паризького саміту Зеленський зробив для себе гіркі, важкі, але висновки, бо інакше, навіщо це взагалі треба було робити. Тому так, легко не буде. І ніхто за нас захищати Україну і боротися з агресором не буде. Але тим не менше у нас є союзники. І навіть в тих країнах, лідери яких сьогодні поводять себе не так, як би ми хотіли, є контреліти. І коли ми говоримо про Штати, то це не лише президент, це дві палати парламенту Сполучених Штатів. Коли ми говоримо про Німеччину, то це опозиція. Коли ми говоримо про Францію, то це так само інші політичні течії і досить впливові. Тому це політика, і, на щастя, політика не авторитарна, а демократична. Це коли ми говоримо про Північну Корею, Білорусь чи Росію, там зрозуміло. Тому що ти домовляєшся з однією людиною, з керівником і автократом, а все інше йде як по маслу. В демократичному світі все не так. І навіть позиція Меркель і Байдена не є визначальною для населення і політикуму їхніх країн. Давайте подробнее остановимся на этой теме и перейдем к подробному обсуждению Северного потока-2. МИД Германии и Госдепартаменте США рассказали, что предусматривает соглашение по газопроводу «Северный поток-2». Многие политические аналитики этот газопровод уже назвали газопроводом Молотова и Риббентропа. Давайте послушаем квинтэссенцию этого соглашения. Німеччина застосує національні санкції проти Росії, закличе до ефективних заходів ЄС, якщо Російська Федерація далі використовуватиме газ як інструмент тиску на інші країни або здійснить подальші агресивні дії проти України. Це зобов'язання спрямовано на те, щоб Росія не використовувала трубопроводи, зокрема Північний потік-2, для досягнення агресивних політичних цілей. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дозволити Україні продовжувати угоду про транзит газу з Росією на строк до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори мають розпочатися якнайшвидше, але не пізніше, ніж 1 вересня. Также в соглашении сказано, что Германия и США будут продвигать инвестиции, в том числе от частного сектора, на сумму $1 миллиард в зеленый фонд для развития возобновляемых источников энергии в Украине и повышения энергоэффективности и энергобезопасности. Германия внесет в фонд первые $175 миллионов, а также Германия назначит спецпредставителя для продвижения двусторонних энергетических проектов с Украиной и выделит ему $70 миллионов. Теперь относительно реакция украинского истеблишмента на это соглашение. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии. Давайте послушаем их цитату. Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку Росії та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом. Германия не может выступать гарантом продолжения транзита газа по территории Украины, считает глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его мнению, нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает. Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла би гарантувати Росія, але постає питання, яка ціна цих гарантій? Бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим. Украина в отношении соглашения США и Германии имеет много вопросов, в частности, о том, насколько оно учитывает риски для украинской стороны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Я предлагаю послушать его.
У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, пов'язані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск Північного потоку-2. Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу. І ми б хотіли, щоб формулювання в американо-німецькій заяві саме щодо безпеки були сильнішими. Що стосується економічного блоку цієї заяви, то ми вивчаємо все, що нам викладено, пропозиції, які зроблені, і ми будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що запропоновано. Ну, в России, естественно, тоже не молчат. Там Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Так, не можем вывести цитату Пескова, который сказал следующее, я зачитаю. Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Мы бы хотели увидеть также заявление, посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий, сказал Песков. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Ігоря Айзенберга, професора, завідувача кафедрою комп'ютер-сайенсу університету Манхеттен Коледж в Нью-Йорку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю, пани Гульсун, салям алейкум. Пане Игорю, вот расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что предусматривает эти соглашения и где тут конкретные гарантии для Украины? В чем они заключаются? Значить, я би це розбив на дві частини. Я почав би з другої. Значить, відносно другої частини я не задоволений, тому що там немає конкретних гарантій безпеки України. Конкретних я маю на увазі, що було б сказано, що перше, друге, третє, четверте, п'яте, що буде саме зроблено у тому разі, якщо Росія буде використовувати газогін як зброю, скажімо, припинить постачання газу в Європу через Україну. Що саме конкретно ті кроки, які можуть бути зроблені у відповідь, там про це не йдеться. Воно так дещо розпливчато. А щодо іншої частини вашого запитання, ну, в Україні обіцяють багато гарних речей в плані переходу на зелену енергетику. Наскільки я бачу звідси з Америки, в Україні не приділяється така найбільш суттєва увага цьому питанню. Але західний світ, провідні демократичні країни, вони поставили завдання просто, значить, протягом наступних 30 років звести до нуля викиди двоокису вуглероду в атмосферу, зменшити їх вдвічі протягом наступних 10 років. І Україні обов'язково потрібно шукати себе в цьому новому постнафтовому, постгазовому світі, тому що споживання нафти і газу провідними країнами світу буде зменшуватися. І відтак роль усіх цих магістральних газопроводів, нафтопроводів, вона буде зменшуватися. І Україні треба себе знайти, причому в двох аспектах себе знайти. Аспект перший – треба не бути залежними від російського газу. Тобто треба відмовлятись крок за кроком від використання газу в енергетиці. І друге, просто Україні треба вбудовуватись в цю зелену енергетику, в будівництво зеленої енергетики, в те, щоб будувати відповідні електростанції, те, щоб бути потрібною західному світу в плані розвитку зеленої енергетики. Вот я бы це охарактеризовал так. Да, пане Игорю, вот к зеленой энергетике мы еще вернемся. Я хочу обратиться к формулировкам этого соглашения. Там Германия обязуется в случае чего прилагать усилия для того, чтобы поток не превратился на рычаг давления. Вот не напоминает ли вам эти формулировки Будапештский меморандум? Вот у вас нет дежавю?
Ні, пані Гульсов, немає. Хоча я бачив вчора ввечері за нашим часом і сьогодні вранці за нашим часом, що в Україні це дуже такий популярний став мем, що це Будапештський меморандум номер 2. Якщо ви дозволите, я можу просто, от у мене зараз перед очима, я спеціально відкрив Будапештський меморандум. Він дуже коротенький. Я би зачитав 2 пункти. Це 2 коротесенькі пункти, що саме підписанти Будапештського меморандуму зобов'язались робити. І, власне, там дієвий лише пункт 4. От читаю, Будапештський меморандум, цитую, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Все. Більше в Будапештському меморандумі ніяких зобов'язань Сполучені Штати та Велика Британія на себе не брали. Це єдине зобов'язання, яке там є. Тому те, що в Україні завжди люблять посилатися на Будапештський меморандум, як на таку, те, що мало бути панацеєю, те, що Захід його порушив, це просто несерьезно. Так я же об этом, так в этом соглашении тоже ведь нет конкретики, тоже нет конкретных обязательств, как и, впрочем, в Будапештском меморандуме, пункт, который вы зачитали. Я про це і кажу, що наприклад, я особисто цим не задоволений, що там немає конкретики, це дуже розпливчато написано, хоча там є одна конкретна гарна річ. Там сказано, що наступні санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати ці трубопроводи як зброю, це будуть санкції проти її енергетичного сектору. Тобто це натяк на те, що просто може бути заборонений імпорт російської нафти та російського газу. Тобто, відповідно, Росія не зможе експортувати ці основні продукти свого експорту, які дають їй основні гроші. Але це сказано не конкретно, я з вами в цьому згоден, і я цим не задоволений, тому що це сказано дуже розпливчато. А от щодо іншої частини, щодо допомоги Україні в тому, щоб включитися у світ зеленої енергетики, там є досить багато конкретних речей, які будуть сприяти тому, щоб Україна розвивалась, щоб Україна була менш залежною сама від російського газу. Розумієте, справа ж у тому, що ми кажемо, що Україна купляє газ в Європі, не купляє газ в Росії. Но технічно як це відбувається? Газ іде через український газогін, так просто він залишається в Україні. Він в Україні таким чином обходиться дешевше, хоча Україна формально платить не Росія, а Європі за цей газ. І якщо цей газ іти не буде, Україні він буде потрібний, так для України газ стане дорожчим і буде дуже багато інших суто економічних труднощів, навіть не кажучи про політичні труднощі. І тому зменшення залежності України від газу, української енергетики від газу, це дуже гарна річ, це позитивна річ. А от відсутність конкретних гарантій в Україні, це погано. Я з цим абсолютно згоден. США и Германия говорят, что не позволят России использовать «Северный поток-2» как оружие. Вот мне интересно, я читала ваш перевод, вы переводили это соглашение, когда готовилась к этому эфиру. А вот есть ли у вас понимание, а кто будет решать, что действия России, те или иные, являются угрозой, являются использованием «Северного потока» как оружия? Кто это решает? Кто это определяет? США, Германия, ЕС? Кто? Ну, очевидно, кожна країна буде це вирішувати згідно свого розуміння, але це з одного боку. Але з другого боку, вчора ввечері з американським часом відбувся брифінг високопосадовця з Держдепартаменту, саме з цього приводу він там відповідав на багато запитань. І він каже, що у Сполучених Штатів і ЄС є домовленість, і у Сполучених Штатів і ЄС, і у Сполучених Штатів і Німеччини є домовленість про спільні дії
Якщо спільні дії проти російської агресії, якщо Росія буде нарощувати свою агресію проти України чи проти будь-кого, чи будуть спільні дії у відповідь. До речі, йому було задано запитання, які саме. Він сказав, що це узгоджено, але він не хоче про це розповсюджуватись, тому що не треба, щоб Росія знала, які саме дії у відповідь будуть здійснені у такому випадку. Тобто, напевно, якийсь механізм дійсно узгоджений. І розумієте, я не маю сумніву в тому, що якщо Росія здійснить щось нове проти України, якийсь новий будь-який агресивний акт, чи то військовий акт, чи то припинення постачання газу через українську газотранспортну систему, США на це будуть відповідати жорсткими економічними санкціями. У мене в цьому немає сумніву. Але я знову-таки з вами згоден, що дуже розпливчаті такі от формулювання в цьому документі. Я коли вчора прочитав, я вирішив його перекласти російською, виклав у себе в Фейсбуку, тому що не сподівався, що десь переклад повний з'явиться. Я побачив реакцію людей на моїй сторінці у Фейсбуку. Переважна більшість українців, я думаю, що просто не читали навіть цей переклад, вони були дуже незадоволені, вони були переповнені емоціями. Я їх розумію. Я згоден з тим, що ці формулювання щодо гарантій безпеки України, вони розпливчаті. І Україні треба працювати передусім із Сполученими Штатами над тим, щоб був якийсь інший документ, де такі гарантії би конкретизувалися значно краще, щоб було виписано, що саме будуть робити Сполучені Штати в тому чи іншому випадку. Треба працювати над цим. Безусловно, потому что даже если мы говорим о санкциях по энергетике России, в случае, если она там предпримет еще какие-то действия, вот что нам с этих санкций, если у нас уже будет гореть земля? Ну, дивіться, Росія, якщо будуть такі санкції для Росії, це буде дуже суттєвий удар по ній. Тому що російська економіка – це російська економіка. Вона абсолютно залежна від нафти і газу. Якщо Росія не зможе експортувати нафту і газ, то просто економіки в Росії не буде. Дуже швидко, за кілька місяців вона просто буде потерпати від жаху. Дивіться, я впевнений, що Сполучені Штати не допустять, щоб в Україні горіла земля. Але в мене було б значно більше впевненості, якби був документ підписаний між Сполученими Штатами і Україною. Я не знаю, який це має бути документ. Якийсь меморандум, якийсь договір про відповідну співпрацю, договір про якесь особливе партнерство. Щось має бути зроблено. І як на мене, українська дипломатія має над цим працювати. Зважуючи особливо на візит пана Зеленського до США, який відбудеться через місяць і 8 днів. Так, навіть до цього, напевно, можна було чесно працювати, щоб щось було в Вашингтоні підписано. Українській дипломатії також треба працювати над тим. В американському конгресі є законопроект, який, до речі, він був вже схвалений Комітетом закордонних справ у Сенаті, який передбачає багато з цих речей, про які я зараз кажу, тобто, щоб це стало законом США. Українській дипломатії також треба працювати над тим, щоб пришвидшити прийняття цього законопроекту. Якби він був прийнятий, скажімо, до 30-річчя незалежності України, до Дня Незалежності України, було б дуже добре. Хоча Конгрес, він в серпні буде на канікулах. Але він повернеться в перший тиждень вересня. І українській дипломатії треба працювати із адміністрацією США, треба працювати із Конгресом для того, щоб, наприклад, був прийнятий цей закон, який, до речі, збільшує обсяг військової допомоги Україні з поточних 250 мільйонів доларів. Я думаю, що два такі напрямки мають бути.
Потрібно, щоб Україна працювала над тим, щоб був підписаний документ між Україною та США про якесь особливе партнерство, щоб США взяли на себе зобов'язання по забезпеченню безпеки України. А по-друге, треба українській дипломатії в Америці лобіювати прийняття Конгресом цього закону, про який я кажу. Він розглядається в Конгресі. Я не маю сумніву, що він буде прийнятий. Це така одна з небагатьох речей, по якій демократи та більшість республіканців можуть дійти згоди і прийняти цей закон. Просто треба прискорити його прийняття. Некоторые конгрессмены недовольны тем, что президент Украины Зеленский посетит Вашингтон в конце августа, потому что именно в это время конгрессмены будут в отпуске, и тем самым президент Украины не сможет провести с ними переговоры. Как вы думаете, почему так? И есть ли здесь какая-то акция, которая направлена на специальное привлечение и приглашение Зеленского именно в конце месяца, в конце августа? Мені важко сказати, чому саме ця дата. Є багато припущень. Я не люблю обговорювати припущення. Але я можу сказати, що так, ще Конгрес буде офіційно на канікулах, але це буде останній тиждень канікул. І зазвичай більшість сенаторів конгресменів повертаються до Вашингтона. Вони вже починають працювати після своїх канікул. Тобто, якщо хтось з них захоче зустрітися з Зеленським та українською делегацією, вони зможуть це зробити. І знову-таки над цим українській дипломатії треба попрацювати. Але зазвичай в Сполучених Штатах перший понеділок вересня свято, День праці, вихідний день. І Конгрес завжди повертається до пленарних засідань наступного дня після цього. Але вже за тиждень до цього більшість з них збираються в Вашингтоні, вони повертаються до роботи. Тобто українським дипломатам треба попрацювати над тим, щоб ті, з ким вони хочуть, щоб зустрівся український президент, щоб вони були доступні до зустрічі. Тобто тут я не бачу якраз проблеми. Чому саме ця дата? Ну, я кажу, бо я бачив багато припущень, і мені б не хотілося обговорювати, чи то спеціально, чи після Дня Незалежності, чи то... Ну, я не думаю, що... Я не думаю, що причина, щоб Зеленський не зустрічався з членами Конгресу. Ну, це дуже надумано. Особливо в цей перший тиждень вересня більше членів Конгресу повертаються до Вашингтона. Тобто він зможе з ними зустрітися. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам. Я би, якщо, пані Гурсум, якщо є одна хвилина, я би хотів додати одну річ, тому що бачу, що в Україні є нерозуміння дуже важливих речей. От якщо ми подивимося з вами в історію будівництва Північного потоку-2, значить, Німеччина прийняла рішення про те, що, значить, будуть розпочати роботи в січні 2018 року. Будівництво розпочалось. І ніхто нічого не робив, щоб його зупинити. Ні в Сполучених Штатах, ні в самій Німеччині. Значить, в грудні 2019 року він вже був добудований на 83%. Да. І тоді Конгрес зобов'язав адміністрацію запровадити санкції проти його будівників. Після цього швейцарська компанія, яка там брала участь у будівництві, вона одразу вийшла з проєкту, щоб не стати жертвою санкцій. І будівництво уповільнилось значно. Але коли адміністрація Байдена прийшла до влади 20 січня цього року, то Газогін був добудований на 95%. Тому коли кажуть, що очікували, що Байден зможе зупинити його будівництво, ну, я змушений погодитись з тими представниками Держдепартаменту, які кажуть, що їхня оцінка показує, що ніякі санкції його будівництво вже зупинити не можуть. Тому треба шукати розв'язки поза цим. Я, наприклад, бачив, що на превеликий жаль він буде добудований. Я бачив, що це ще 2 роки тому, коли він будувався, і коли ніхто не протидіяв цьому будівництву. Тому треба думати про те, як створити запобіжники для України, для того, щоб Росія не могла використовувати цей як зброю.
Дякую вам дуже за можливість це пояснити. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагл, у нас Ігор Айзенберг був з нами на прямому зв'язку. Професор, завідувач кафедрою комп'ютер-сайенсу університету Манхэттен Колледж в Нью-Йорку. Пане Андрію, много было сказано относительно зеленой энергетики. Значит, в соглашении идет речь о выделении Украине $1 миллиарда на зеленую энергетику, в то время, когда мы теряем $2 миллиарда от транзита, если мы говорим о половине объема газа, который будет проходить через Украину. Не выглядит ли это как вот замыливание глаз или банальное откупление? Ну, взагалі обговорювати лише економічний аспект Північного потоку окремо від іншої діяльності Путіна, це або такий цинізм, або наївність, чи якась навмисна маніпуляція. Да, но мы же говорим о гарантиях, которые нам... На жаль, мова не йде про гарантії, тому що підписаний документ – це що завгодно, але це не міждержавна угода. Тобто ніхто не несе остаточно ніяких відповідальності жодної. Цей документ не ратифікується парламентами. І він взагалі може не бути офіційно підписаний. Це не державна угода, це позиція двох керівників, сьогоднішніх керівників держав. Насправді, правове значення цієї угоди тут порівнюють з Будапештським меморандумом. Так Будапештський меморандум порівняно з цим хоча б документ. Тобто Його хоча б ратифіцировали. Він ратифікований, він документ, який фігурує в ООН, і це достатньо серйозний акт, який на перспективу буде все одно працювати в інтересах України для звільнення і покарання Російської Федерації, і звільнення наших окупованих територій. На відміну від ось цієї історії з Північним потоком, де по суті йде мова про представників держав, які поводять себе як керівники корпорацій бізнесових і кажуть, наші інтереси такі. І говорити про компенсації сьогодні, коли Росія не повернула окуповані території. Мова йде не лише про Україну. Росія продовжує гібридну агресію проти Грузії, проти Молдови, проти інших держав, безумовно, проти України. Росія не понесла жодної відповідальності за свої чисельні злочини, як проти України, наприклад, окупований Крим, Донбас, тисячі загиблих мирних мешканців, збитий Боїнг, можемо про це багато говорити, і зрештою стан з правами людини в території самої Російської Федерації. Навальний сидить, вбивство Німцова і багатьох інших опозиційних діячів не розкрите, і на фоні цього всього... Такий подарок Северним потоком. Пряма підтримка диктатора Лукашенка, тоді як Європейський Союз не визнає Лукашенко і так далі. Це не просто Північний потік, це не просто економіка, це і є посилення військової допомоги режиму Путіна, тобто давайте це так називати. Говорити про ефективність санкцій, які запроваджені перед тим за Крим і за Донбас, в умовах, коли Німеччина, Європейський Союз надає додаткові мільярдні заробітки через Північний потік-2 Путіну і його режиму, вибачте, це смішно. Тому говорити тут про компенсацію не доводиться. Україна справді сьогодні має уважно вислухати і вивчити, про що йдеться в документі, а потім далі сідати і говорити. І говорити не з позиції, що питання закрите і питання знято. Ні, це не так. До введення Північного потоку-2 в експлуатацію ще є досить довгий час. І те, що Байден, наприклад, зобов'язався не вводити сьогодні санкції проти Північного потоку, це не означає, що їх не буде вводити Конгрес, а тоді Байден змушений буде, як це зробив Трамп свого часу, підписати. Те, що ситуація внутрішньополітична... Трамп сам був ініціатором введення санкцій проти Северного потоку. Він виступав найбільш жорстко, в отличие від Байдена, проти Северного потоку. Але частина антиросійських санкцій була підписана Трампом під примусом. Власне, він не хотів цього робити, але це було рішення Конгресу. Те саме стосується ситуації в Німеччині. І окремо є величезний пласт, взагалі, який не стосується напряму економіки, а це стосується Європейського Союзу, тому що Північний потік-2 виведений за рамки законодавства Європейського Союзу, оскільки там, де до інших застосовується правила антимонопольного законодавства, коли одна організація не може займатися видобутком, транспортуванням і продажем, то на Північний потік це все сьогодні не розповсюджується. І це також уже частина правових певних процесів в Європейському Союзі. Це складна багатовекторна гра. Україна має в ній брати участь, разом з тим постійно захищаючи свої інтереси і фіксуючи
фіксуючи, власне, не на рівні якоїсь угоди між персонально Байденом і Меркель, а справді на рівні окремих угод Україна-США і Україна-Німеччина в такому плані. Вот мне интересно, позиция Германии, в принципе, в вопросе Северного потока-2 не менялась. Мы видели, как Северный поток-2 вот для Германии это такая священная корова, можно сказать. Но позиция США, Соединенных Штатов Америки, очень сильно изменилась. Почему? Вот что послужило триггером того, что против Северного потока-2 Байден не ввел санкции. Более того, вот сейчас появилось это соглашение, где, в принципе, как мы сейчас говорили, нет абсолютно никаких четких гарантий и конкретики. Байдену, як і Сполученим Штатам, не потрібен Північний потік-2, і вони продовжують вважати це шкідливим і непотрібним проектом. Але Байдену дуже потрібна Німеччина. І це те, з чим він йшов на вибори, і, власне, відновлення довіри і співпраці в рамках євроатлантичної спільноти, і відновлення нормальних взаємин з Європейським Союзом, а це означає в першу чергу з Німеччиною, які були дуже майже зруйновані за Трампа, це надзадача для Байдена. То есть Германия важнее, чем Украина, получается? Важлива співпраця в Європі. Ну, тобто, безумовно, там так не ставлять питання, хто важливіше. Але завдання відновити... Пріоритет, скажімо. І тут вже Німеччина виказує, ну так, ми готові відновити співпрацю, але для нас питання номер один – це Північний потік. І далі складний процес. Ну, добре, раз Північний потік, а тоді давайте які запобіжники, які механізми, що натомість і так далі. І це зовсім не означає, що питання закрите. І позиція Північний потік – це не лише проблема України, це теж треба чітко розуміти. Це проблема і Польщі, це проблема всієї Східної і Центральної Європи. Коли Німеччина вирішує свої економічні проблеми і якісь свої обіцянки політичні за рахунок інших партнерів, навіть членів Європейського Союзу. Тому це історія, яка буде тривати далі і дуже довго. І Україна тут не в тій ситуації, коли пропало все. Тобто нам далі треба боротися і обстоювати свої ситуації, і свої права, і інтереси. І, безумовно, використовувати навіть кризові моменти для того, щоб посилювати свої позиції. Так, ми повинні виходити на окремі двосторонні взаємини і угоди, і документи Україна-США, Україна-Німеччина. І сподіваюся, що і візит Зеленського, коли він не відбувся, 30 серпня чи в вересні, для цього буде використаний наповну, тому що візит Німеччини таким не був. Візит Німеччини був невдалим, бо ми там нічого, крім констатування, крім заяв, не почули. А нам потрібні конкретні результати. Пане Андрію, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Максима Ялі, політолога-міжнародника, професора кафедри міжнародних відносин НАУ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Как вы считаете, поступается ли национальными интересами Украины Запад в своих экономических интересах? Ну, как-то вы вопрос сформулируете, понимаете, поступается ли. Смотря в каком вопросе. Если вы говорите о Северном потоке-2, то, безусловно, мы не отстояли своих интересов. Но тут же нужно учитывать обстоятельства, что все в наших руках. У нас достаточно объемов газа. Мы не увеличили добычу по прошлой программе, провалили ее в принципе. А просто надеялись на то, что наши более взрослые внешние партнеры договорятся за нас и решат за нас наши проблемы. Так не бывает, так только в сказках бывает, так что это нас, надеюсь, опустит к земле, к реальности мы вернемся и начнем использовать те ресурсы, которые у нас есть. А то, что интересы, каждый отстаивает свои интересы, каждое государство, по крайней мере, субъектное. Это незыблемое правило международных отношений, геополитики. И тут необходимо находить компромиссы. Безусловно, Германия решила их свои. Она последовательно отстаивала строительство Северного потока-2, в том числе, когда Трамп вводил санкции против Северного потока-2. Да, Германия понятно, а в чем интерес США? Ну, смотрите, тут нужно различать республиканцев, демократов, да, как бы республиканцы отстаивают интересы, в том числе одни из главных
спонсоров республиканской партии, это нефтяники, газовики. Вот они их и отстаивали, пытаясь заставить уже Германию, другие страны покупать сжиженный газ. Частично им это удалось. У демократов другие спонсоры, другие взгляды на национальный интерес. Я напомню, что администрация Байдена отказалась вводить те жесткие санкции против Северного потока-2, которые действительно могли бы остановить, по крайней мере, на время завершения строительства, формулировкой несоответствия национальным интересам. В данном случае национальные интересы Соединенных Штатов были в возобновлении тесного сотрудничества с той же Германией, с европейскими партнерами, которые существенно усложнились, усугубились во время президентства Дональда Трампа. То есть так называемое восстановление евроатлантического единства. Безусловно, для Соединенных Штатов эти отношения намного важнее, чем утрата Украиной транзита, оплаты за транзит российского газа. Вот в чем заключаются национальные интересы. Для них намного более важно противостояние с Китаем, который они видят главным соперником за мировое лидерство. И вот, кстати, в сторону Китая политика Трампа существенно подтолкнула к подписанию того же торгового соглашения стран ЕС. Вот сейчас они пытаются оторвать, так сказать, Европейский Союз, сплотить тоже НАТО, единство, о котором говорил Джозеф Байден во время своего европейского турне, во время встреч с лидерами европейских государств на саммите G7, ЕС и НАТО. Вот это главный интерес. А каждая страна балансирует. Я уверен, что Германия также не отменит свою торговую сделку с тем же Китаем. Там речь идет о сотнях миллиардов долларов инвестиций. Каждый отстаивает свои интересы, и нам следует брать пример со своих западных партнеров и усваивать уроки, которые они нам преподносят, и как непостоянно эти национальные интересы. Здесь, в принципе, хочется напомнить фразу, она была сказана премьер-министром Великобритании в свое время, что в Британии нет постоянных друзей и союзников, есть только постоянные интересы. Вот ту же политику, в принципе, сейчас исповедует и Джозеф Байден. Это, кстати, главное отличие, которое произошло, трансформация с демократами. Если раньше именно республиканцы были апологетами так называемой реал-политик, циничной достаточно, где, условно говоря, фразы приписываются «это сукин сын, но наш сукин сын», когда они сотрудничали с диктаторами, то демократы считались проводниками, для них было главное либеральные ценности, общечеловеческие. Вот на словах риторика осталась, а де-факто они исповедуют ту же самую реал-политик, и о чем и говорит попытки перезагрузить взаимоотношения с тем же Кремлем, в том числе за счет украинских национальных интересов и принуждения к выполнению кремлевского сценария Минских соглашений. Вот это новые реалии геополитики 21 века и трансформации курса администрации Джозефа Байдена. То есть эти различия между демократами и республиканцами фактически стерлись абсолютно, остались лишь только на словах. 30 августа уже должен состояться визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Вот нам стоит, как вы думаете, ожидать каких-то больших соглашений во время визита, не знаю, подписания каких-то стратегических документов или движения по получению статуса основного союзника США вне НАТО? Уверен, что нет. Если говорить о статусе союзника вне НАТО, хотя это бесспорно должна быть нашей главной внешнеполитической целью во взаимоотношениях с Соединенными Штатами, потому что ПДЧ мы не получим как минимум в ближайшие 5 лет, то есть до окончания
срока первого президентства Джозефа Байдена. Подтвердил это даже заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, ответственный за переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. То есть если сам Козак говорит, что право вступления в НАТО — это суверенное право украинского народа, это говорит о том, что гарантии не вступления Украины, не предоставления ей ПДЧ уже были даны. И это фактически уже можно эту страницу, этот урок также уяснить и понять, исходить из существующих реалий. Но в контексте даты, перенесенной постоянной, которую анонсировала администрация президента, что она состоится в июле, всех этих заявлений о геополитическом кульбите, развороте в сторону Китая, который является главным геополитическим соперником США, мягко говоря, не способствует налаживанию отношений. До этого также стоит вспомнить редакцию стенограммы телефонного разговора Зеленского с Джозефом Байденом и неслучайное появление в сети слив разговора господина Ермака с Рудольфом Джулиани. Вот это все сигналы и перенесение даты, которая подтверждает, что президент Джозеф Байден точно не посетит Украину в день празднования 30-летия независимости. Это также нужно зафиксировать. Второе, он не примет участие в Крымской платформе. Это еще один сигнал. Вот это те выводы, которые по таким дипломатическим путем, непрямым текстом послал Белый дом, перенеся встречу на предпоследний день августа. Ну и главное, еще один внутриполитический момент, контекст. Таким образом, я имею в виду Джозеф Байден, администрация обезопасили себя от критики внутри Соединенных Штатов, потому что Конгресс будет на каникулах, и президент Зеленский не сможет встретиться с конгрессменами. Кстати, даже одна конгрессвумен, демократической партии, член кокуса по поддержке Украины, заявила о том, что они требуют переноса на более ранний срок встречи именно по этим причинам. Поэтому никаких серьезных договоренностей не будет. Главная речь будет идти о выполнении Украиной кремлевского сценария Минских соглашений, о чем и договорился Джозеф Байден на встрече с Путиным в Женеве, что фактически подтвердила госпожа Меркель во время визита Зеленского в Берлин. Я имею в виду формулу Штайнмайера придется имплементировать. И после этого она ездила и в Вашингтон. То есть вот эти все сигналы и главные темы, которые будут говорить. Ну а «Северный поток-2», возможные компенсации, также каких-то уступок не стоит идти речь. Вот вчера была совместная декларация Вашингтона, Джозефа Байдена официально с Германией. То есть нам как бы там что-то пообещали. Ну, естественно, это слезы, ни о каких де-факто компенсациях, судя по всему, речи быть не может. Но и стоит признать, Банковая также сама приложила к этому руку вот этими шагами, о которых я перечислил. Пане Максиме, и последнее, вот вы упомянули цитату Уинстона Черчилля о реалполитик, но Уинстон Черчилль еще говорил о том, что нельзя договориться с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти. Как вы думаете, вот такая позиция умиротворения агрессора со стороны Запада может ли привести к плачевным последствиям? Может привести к плачевным результатам, безусловно, для нас, в первую очередь. Ну а то, что удастся перезагрузить отношения, какие-то сиюминутные результаты это может преподнести. Но, как свидетельствует пример перезагрузки отношений времен президента Барака Обамы с Россией, в итоге это лишь способствует разжиганию аппетита хищника. А Путин, безусловно, является хищником, в отличие от своих вегетарианских
партнеров на Западе. Он прекрасно это знает, и эта политика шантажа подтвердила свою эффективность эти 7 лет. И статья Путина, которая фактически является доктриной, да, о том, что его интересы не удовлетворены, хищника касательно украинских территорий, и он будет продолжать их реализовывать, да, по возврату, в кавычках, исконно русских земель. Вот. Естественно, там какие-то краткосрочные интересы, он пойдет на уступку по Афганистану, по Арктике, там определенные есть. Для Байдена главное победить на выборах, я имею в виду промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году, а дальше, как говорится, посмотрим. Но я уверен, что в итоге это все равно закончится разочарованием, это срывом перезагрузки. Другой момент, чем это завершится для Украины и за счет України в ближайшій перспективі. Нам ще до цього дожити. Дякую вам дуже, пане Максиму. Чохсагул у нас Максим Ялі був з нами на прямому зв'язку, політолог міжнародних, профессор кафедры международных відносин НАУ. Не очень позитивную картину нарисовал наш гость в беседе. А вы как думаете, что нас ждет? Я думаю, що на нас чекає, безумовно, складна і виснажлива боротьба. І завжди хочеться вірити, що хтось замість нас вирішить наші проблеми. Цього не буде. Однозначно песимістичних сценаріїв я би не малював, тому що, давайте згадаємо президентство Трампа. Кожен його виступ на тему Росії, кожна його зустріч і перетин з Путіним, Україна чекала якоїсь маленької катастрофи, тому що Трампа тоді можна було очікувати будь-що завгодно, і весь світ. Але тим не менше ми і це пережили. Тобто так буде маятник, так буде складно, так для України стоять надважкі завдання на всіх фронтах, дипломатичному, економічному, і безумовно нам потрібно дивитись на перспективу, і в перспективі так чи інакше, незалежно від Північного потоку-2, такий ресурс, як оця пострадянська газова труба, він відійде в минуле. І ми повинні вже сьогодні вчитися жити без неї, використовуючи нові сучасні технології, використовуючи цю ситуацію для того, щоб посилити не лише питання зеленої енергетики, альтернативної енергетики, це все дуже добре, але в першу чергу безпекового компоненту. І це залежить в першу чергу від Сполучених Штатів, на Німеччину надії менше, і від Британії так само. Ми можемо постійно і повинні апелювати до Будапештського меморандуму, і на відміну від Німеччини є країни, в першу чергу це Британія, і вся британська співдружність, які однозначні в своїх оцінках, і це значна частина цивілізованого світу. Тому не все погано, і навіть якщо б все було добре, це не означає, що у нас була б можливість опустити руки і чекати, поки за нас зроблять роботу. Це означає негайні реформи, виконання тих самих домашніх завдань, які ми провалили і прострочили давно. Це і чесний суд, і реформа армії, і багатьох інших аспектів. Сильна, потужна, реформована, модернізована Україна буде не по зубам Путіну. І про що би не домовлялись Меркель і Байден, ціну за російську агресію зрештою визначає Україна і її готовність битися і здатність битися. І ось ця здатність і готовність має бути завжди на найвищому рівні. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагул у нас Андрій Юсов, директор школи відповідальної політики, громадський активіст та політичний діяч, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском и русском языках. Не переключайтесь, скоро шкенчик. Сем дефне еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеныш чөл торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер
Kaynak neyer ingiltisi, uçurumlu sayıller. Ozu düşman kanını akızgan son denizge, çimenlerini ve kırlarını terk edip yeryüzünde. Men Tanrıga yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanını bilmeyim men akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine süzünüz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Marifçi, neşirci, dramaturg ve publitsist Hasan Sabri Ayvazov Alupka köyünde Mayıs'nın 6'sında 1878 senesi dünyaya geldi. O ilki tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Hasan Sabri Ayvazov çet el memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurreşit Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Hasan Sabri Ayvazov Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Hasan Sabri Ayvazov tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Hasan Sabri Ayvazov publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Hasan Sabri Ayvazov'un icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından repressiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Hasan Sabri Ayvazov'un Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгыла ТР телеканалының телесүйерджілері. Бүгін информацион программасына сүйретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве беттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве бүгін мұйым олған хаберлеріні, құсусан Қырым ile бағлы мұйым олған хаберлеріні музакер етмеге планлаштырдық ве не язықке бойле яман хаберден башламақ мечбуретіндем, зира бүгін ишғал етілген Қырымда күн кенеде тінтувлернен башлады. Бу ақта өзінің Facebook сайфесінде инсан ақлары бойынша Украина парламентосының омбудсмені Людмила Денисова білдірді. Бұнен бераберлікте қайд етмелік Қырым прокуратурасы бұл меселе етрафында жинайы дава ачқаныны да бір кере қайд етті. Қорчалайжы Лютфия ханым Зудиева бізлешімді жанлы бағдаве өткерілген тінтув меселесі етрафында бізлерге тавсиятларыны тариф етмеге азыр. Лютфия ханым, мераба, ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Жүмлемізге, Лютфия ханым, тарифетіңіз Лютфен бізге, яғни не себептен бүгін ишғалжылер семеддешеріміздің евіне тынтувнен басып кірділер, не істеділер ве анги мадде бойынша семеддешіміз қабатлана? Обыски в Кезлеве, в Евпатории начались сегодня в 9 часов утра. В доме многодетной крымско-татарской семьи, там проживает 9 человек, 3 взрослых сына, внуки, мать и отец. Параллельно вместе с этим обыски шли в продуктовом магазине, который принадлежит семье Ибрагимовых. Целый день шли следственные действия. К обеду закончились обыски в доме Али Ибрагимова. И, насколько мне известно, практически до вечера шла опись товаров в магазине Мустафы Ибрагимова, который является сыном Алиага Ибрагимова. Еще одного сына, Абдулы Ибрагимова, задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, доставили его в полицию города Евпатория на допрос. Затем отвезли в Евпаторийский городской суд. И вот только что мы получили известие о том, что его арестовали на 3 дня. То есть Абдулу Ибрагимова взяли под административный арест по административной статье, связанной с какой-то публикацией в социальных сетях. Более подробная информация будет немного позже, когда адвокаты выйдут из здания суда. Они уже ознакомились на территории дела и знают, с чем связано данное обвинение и почему ему вменили именно административный арест. Но вот на настоящий момент мы знаем о том, что Абдулу Ибрагимова прямо в здании Евпаторийского городского суда задерживают и будут увозить в изолятор, где он будет содержаться в течение 3 дней. А известно ли, что инкриминируют сегодня? Предварительно мы знаем о том, что суд, который сегодня состоялся, связан с публикацией в социальной сети ВКонтакте, если я не ошибаюсь, за 2013 год. Что было в этой публикации, что изображено, адвокаты прокомментируют чуть позже. Они сейчас должны как раз выйти из здания суда и рассказать более подробно детали. Но в этой семье уже были обыски, следственные действия в 2015 году. К ним в дом ворвался спецназ, тогда они искали у них оружие, взрывчатку, ничего не обнаружили и ушли ни с чем. Кроме этого, в марте 2018 года сына Алиага Ибрагимова, Абдулы Ибрагимова, который сегодня арестован на 3 дня, задерживали на российском пункте пропуска «Армян», держали несколько часов, на него оказывали серьезное давление сотрудники ФСБ. Скорее всего, они пытались его завербовать в своих целях, чтобы, возможно, он выполнял какие-то оперативные задачи для них. Они применяли к нему физическую силу, давление, моральное давление. И тогда им не удалось добиться сотрудничества. И мы видим, что сегодня они продолжают давление в отношении этой семьи. Мы, как правозащитники, связываем это в первую очередь с их национальной идентичностью. Это крымско-татарская семья.
с их религиозной идентичностью. Это религиозные люди, которые открыто выражают свои религиозные взгляды. С их политической и гражданской позицией, потому что они против и арестов в домах других крымских татар. Поэтому то, что сегодня произошло, это просто очередной виток репрессий в отношении еще одной крымско-татарской семьи. Я Лютфе ханым, siz şahsen bu Kur'an'tan tanış ediniz mi? Ali Ağa İbragimov, Abdullah Bey İbragimov oğulları ve ilahri. Yani nenen olar böyle işgalcilerinin közüne tuşup oldu sizin fikriniz? Yani bizim bilgenimizge göre elbette ki buna tutulgan birçok diğer semiyetdaşlarımız çeşit faaliyetlerde iştirak etkenler Kırım Birdemligi Teşkilatında iştirak etip ötkürülgen tıntuv ve repressiyalar ve ilahri bu hadiselerini aydınlatkanlardır. Yani bu Kur'an'da sizin fikrinizce nenen böyle işgalcilerini açıklatmış olabilir? С семьей Ибрагимовых заочно познакомилась вот в ходе первых событий, которые произошли в марте 2018 года, когда их сына задерживали на российском пункте пропуска, и мы боролись за то, чтобы его освободили, не причинили ему какой-то физический ущерб и не взяли под стражу. Позже мы встречались в здании судов, где проходили уголовные или административные дела над крымскими татарами. Более того, Али Ага по возможности и финансово и морально всегда старался поддерживать крымско-татарских политических. Ve Lütfiye Hanım, şimdi siz nasıl neticeni bekleysiz? Yani bu şimdi ötkürülgen mahkeme menanlığanıma göre o da devam etti. Aslında bina o günde semiyetdaşlarımız toplaşamı destek etmek için ve şunu da soracaktım aslında yani nasıl bir netice beklemektesiniz? К сожалению, по имеющейся у нас информации, суд уже вынес трое суток административного ареста. Это принятое решение суда. Соответственно, Абдулла сегодня уже не будет ночевать дома и будет находиться в изоляторе временного содержания. Конечно, адвокаты будут обжаловать действия силовых структур. Один судья их уже обратился в прокуратуру по факту недопуска адвокатов в домовладение во время обыска. И будет обжаловать решение сегодняшнее Екатеринского городского sуда. Anladım. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp böyle tavsiyatlarını tarif etkeniz için Lütfiye Zudiyeva Akhorchalaycı bizle canlı bağda edi. Men ise saygılı dostlar, şimdi Людмила Денисованың саба берген мәліматы ақында пайлашмаға істейм, яғни о бұл хаберін өзінің Facebook sayfasында açıklagan еді. Келіңіз оны бері тыңлейік. В тимчасово окупованому Криму у помешканні 57-літнього Алі Ібрагімова та його 27-літнього сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОНу проводять обшуки. У будинку проживає 9 осіб, 4 з них неповнолітні діти. Yayınımızға Eskender Ғабариевны шымды бағламаға істейм. Қырым татар милли межлис азамы телефон вастысы еле бізле бағланды. Eskender Аға, мераба, селям алейкум. Алейкум селям. Акшам шерифлеріңіз қары болсын. Жүмлемізге. Мен бұтын біздің семейдешлеріні ve dindaşlarını Kurban Bayramı'nın қайырлайым жан yürekten. Çok sağ olunuz Eskender Ağa. Biz de sizni öz adımdan ve ATR telekanalının adından Kurban Bayramınızın қайырлаймыз. Allah uzun ömürler versin, niyetlerinizine yetmege yardımcı olsun. Eskender Ağa, şunu soracaktım. Sizin de malumunuz endi olgandır. Bugün işgal etilgen Kırım'da semiyetdaşlarımızga karşı yani 9 insan yaşagan bir Qorantağa tintuvnen basıp kirdiler. Mahkeme davaları bugün ötkürüldü ve bir semiyetdaşımızga 3 gün hapis cezası berildi ve bunun beraberlikte siz bugün böyle bir press konferensiya geçirdiniz ve son müddetlerde yapılgan insan hakları ile bağlı hesabatta bulundunuz. Mına bu tintuvnen sizin bergen hesabatlarınızı kıyaslayacak olsak, laf edecek olsak nasıl neticelerge kelmek mümkün?
Ну, Баранчиден Бет, Бугон Кене Тентуфлер, Япхан Длер, Ижгалджилер. Біз бұл заманда албардық пресс-конференцияны, бұл пресс-конференция біз уч ай sonra yapamız çünkü yarım yıl 2021 senede nasıl bu insan, какие были нарушения прав человека. Мы каждые полгода проводим презентации нашего мониторинга Крымско-Татарского ресурсного центра. И, конечно же, мы в целом определили ряд таких проблем. То есть, на самом деле, количество обысков, количество задержаний, количество арестов на самом деле не уменьшилось, а увеличилось. И, соответственно, мы связываем это с определенными, с тем, что в прошлом году более активная фаза была коронавирусной инфекции, но при всем том мы видим, что тенденции продолжаются и также продолжают преследовать именно по религиозным, по таким статьям, как причастность к батальону и в том числе там диверсион или шпионаж. Поэтому, кстати, за вот эти полгода также прослеживались задержания еще зимой порядка 120 человек, которые удерживались. Мы это приравниваем к задержаниям. Поэтому такое большое количество и разбежность с прошлым годом именно по задержаниям. Ну а в целом, конечно, мы видим, начинают преследоваться женщины. Это в первую очередь жены, дочери и близкие люди, которые непосредственно уже в отношении которых проводятся административные или приговоры выносятся. И мы это, конечно, обозначаем. Кстати, за эти полгода было порядка 23 случаев, когда удаляли из зала заседания суда из-за того, что политзаключенные хотели давать показания в суде в Крымско-Татарском языке, и это очень важно, на это обращать внимание. Возвращаясь непосредственно к ситуации сегодняшней, то мы видим, что оккупанты продолжают преследовать, что провели сегодня обыск в семье, где 9 человек, из них 4 несовершеннолетних детей. Ну и, соответственно, конечно же, речь идет о том, что нужно, конечно, на все это реагировать. Искендер ага, наверняка вам известно, что власти России обратились в Европейский суд по правам человека с первой такой межгосударственной жалобой на другое государство, угадайте, на кого, на Украину. И там, значит, огромное количество претензий нашей стране, начиная с катастрофы MH17, заканчивая так называемым геноцидом из-за водной блокады полуострова. Вот насколько могут быть состоятельными вот такие вот иски в Европейский суд по правам человека? На сайте прокуратуры появилась информация о том, что российская прокуратура подала иск в Европейский суд по правам человека. Однозначно это следовало ожидать, потому что это встречная реакция. Конечно же, здесь очень важно, кто первый подаст. В этом плане украинские, скажем, компетентные органы сориентировались раньше и более четче. И, соответственно, сама территория Автономной Республики Крым является той, которая находится под контролем Российской Федерации с 27 февраля. Поэтому эти все моменты очень важны. И поэтому, конечно же, сейчас мы со своей стороны, в частности, я говорю сейчас о правовом управлении Меджлиса крымско-татарского народа и Крымско-Татарского ресурсного центра, мы, конечно, сейчас будем обдумывать, что необходимо с нашей стороны предпринять, чтобы помочь украинскому государству в реализации этих процессов. И я хочу еще раз напомнить о том, что там в Европейском суде есть как дело Украины против Российской Федерации, и оно прошло определенную юрисдикцию, и, соответственно, там уже будут эти процессы. А другой вопрос, что мы еще работали активно над тем, что были индивидуальные жалобы. И мы со своей стороны только от Меджлиса, от членов Меджлиса, от ревизионной комиссии Курултая, от счетной комиссии Курултая, от местных и региональных меджлисов подали порядка 14 заявлений. И мы ведем коммуникации сегодня с Европейским судом по правам человека. И, конечно же, со своей стороны будем делать все, чтобы был позитивный результат в нашу пользу.
Çok sağ olun Eskender ağa, bizle bağlanğanız için tafsilatlıca bu meselelerini müzakere etmek için hem de bugün bilesiz demek Zelenskiy Tamir Halklar Kanunu imzaladı. Bu mesele boyunca stüdyamızda sizni bekleyimiz. Teşekkürler. Milli Meclis Azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise bizim yayınımızda Milli Meclis Azamız ve Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini Elmiağa Umerov bağlanına. Kelinin sonu selamlayıq Elmiağa. Selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, sağ olun. Elmiağa, sizni Kurban Bayramı'nın de hayırlamağa isterim. Öz adımdan ve ATR telekanalı adından bayramınız hayırlı olsun. Ve ne yazık ki... Alo. Alo, şimdi iştesiz? Şimdi işteyim. Elmiağa, ne yazık ki degen yer. Ama ne yazık ki böyle bir bayram günlerinde bugün Kırım'da kene tıntuf ötkerildi. Demek Ali Bey İbragimov ve onun oğlu Mustafa İbragimov'ın evine Kizlev'de işgalciler basıp kırdılar ve evlerinde böyle tıntuf ötkerildiler. Bu sebepten Kırım'da mında yani anaqtada bulungan prokuratura endi o'zining jinoiy davasini açtı. Kırım'da insan hakları demek bozulgani sebebinden ve kenede böyle tintuvlarının ötkerilgani sebebinden. Yani ne dersiniz? Sizin fikrinizce bu tintuvlarının şimdi kenede bu şekilde faalleşmesi ne sebepten olay ya da sadece işte bu korkutup siyaseti böyle dalgalı şekilde devam ediyor? Men de isterdim başlamağa bayramdan bütün semeddeşlerime, Kırım Tatar halkına, başka bizim destekleyen Müslümanlarga Kurban Bayramınız hayırlı olsun ve dualarınız, yapkan ibadetleriniz, kesken kurbanlarınız hepsi Allah kabul etsin. Amin. Evet, bu tıntıvlar ya soňky wagt açyk toktalgan daýyn görünýärdi. Ama bugün yapılgany elbetde bir maksatny yapalar. Maksus bayram günlerinde bularını açyk kozgaýyk dep ve bütün halkymyzyny korku sostoяниесinde tutaýyk dep. Başka sebepleri bilmeyeyim, yokturdu. Elmiağa, bugün bilesiniz de böyle bir haber geçti. Demek Rusya devleti Avrupa Birliği insan hakları boyunca mahkemesine böyle bir isk muracaatta bulundu ve Ukrayna'nı çeşit türlü demek hareketlerde kabatladı. Bu MH17 demek felaketinde işte Kırım'a su vermegeni sebebinden genotsit ve böyle ekocit yapkanında ve de birçok diğer böyle uzun cedvelli pretenziyalarını Ukrayna'ya seslendirdi Rusya. Sizin fikrinizce ne için bu gibi hareketini şimdi yapmak karar aldı Rusya? Zira biz bilemiz o'zining kanununu zaten halkara kanunlarının üzerinde olarak belgiledi anayasasında ve şimdi böyle Avrupa insan hakları boyunca mahkemeye müracaat etti. Sizce ne için? Şimdi buna bu kanun kabul edildi. Tamir halkları hakkında. Ukrayna'da 3 tane tamir halkı sayılacak. Cedveli var indi. Ondan son başka milletlerin vekilleri ya da temsilcileri biz Ukrayna'da tamirli halk dep olamayacaklar. Bunlar nasyonalne menşinstvo. Bunu da özlerinin kanunu olacak. Anda hukukları hepsi yazılır. Evet. Hem ona göre yaşayışlarını, siyasetlerini yapacaklar. Ama Rusya tarafından çeşit türlü cedvelde tüzüle ya da anayasaya vereceğimiz de hareketler yaparlar. Ne için yapkanları belli. Лучший способ защиты — это нападение деген bir söz var. Onun için ular hareket yaparlar. Birinci taş atmağa yer var.
Бүгін енді Зеленский... Мен істер едім, Украинада ашық огренмек борçlu bu şeylerden. Bizge hep birde yaşamamak gerek ve Rusya'nın bir halk değilmiz dep yaşamak gerek. Hareketlerini birinci yapmağa öğrenmek gerek. Ana at silahını kullanmamak da men doğru saymayım. Anda da Ukrayna gereğine göre devlet sınırına kadar basmağa hakkı var. Dünyada kimse ona bir şey aytmaz. Sınırga kadar. Eski sınırga. 91 senesi olgan sınırga kadar atıp, basıp, urup, yıkıp öbür tarafka ütep taşlasa kimse bir şey aytamaz. Azerbaycan'ı bakın tamamıyla etti. Onun için her vakit korkup Strauss gibi başını kumga koymağı gerekmiyor. Çok sağ olun Selmiağa, kıymetli fikirlerini seslendiriğiniz için ve bizle bağlanğanız için teşekkürler. Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini Elmi Umerov bizle canlı bağdaydı. Sağol dostlar, men ise bu bolikni yekünlemek mecburiyetinde 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması sizlerini selamlayacaktır. Sonki ve en aktual haberler şimdi sizler için. Sonra biz bu studiyaga kaytıp peyda olgan ve muhim olgan haberlerini muzakere etmeye devam edecekmiz. Atayarlı olunuz. Görüşkence. Kartlık hiç sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımны toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Qırım cennet degil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoxtan ne uriler, ne melekler kalmagan. Qırım cennet degil dostlar, siz cennetke kızmanız, allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz degil, sazlığı bar, golü bar, suvundan tuz damı kelgen, qavrab qalğan çölü bar. Dülber olup korunse de, qarağından tışından, Qasım ayı kirgenden son, can tomulur qışından. Qırım cennet degil dostlar, pek horlanğan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmagan kalmagan, selbilerge torbalarını asmaganlar kalmagan. Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı. Zehirlaçsız bereket yok, bahçasında, bağında, suf kalmagan kara suvda, salgır degen ağımda. Kelmeşeknin bir soyu alayım dep tırışkan, kentler, koylar boruqsızgan, tutunlerinen qarışkan. Qırım, Qırım, bir zamanda belkim cennet edin sen. Endi ise canımның kapısına keldin sen. Qaytıp kele sana yanı can verecek tamırın. Şu tamırın ile bağlı bırgıdan, sırın. Qırım, seni kurtarırmız, son maksatha yetermiz, ya da senday taptavır da olup sonup ketermiz. Qırım, belkim birevlerge sen bir cennet mekansın, bizge ise cennet degil. Qırım, bizge vatansın. Російські окупанти та озброєний ОМОН зі слідчими вдерлися до будинку Ібрагімових у Євпаторії о 9 ранку, буцімто для проведення слідчих дій. В будинку мешкають 9 людей, 5 дорослих та 4 дітей. Біля домівки почали збиратися небайдужі, знайомі та сусіди. Никаких комментариев от силовиков, ничего. Оцепили, как всегда получается, оцепили дом и проводят следственные мероприятия внутри. Никого не пускают, никого не выпускают. 57-річний господар будинку Алі Ібрагімов – підприємець, в родини продуктові крамниці. Старшого та середнього синів Мустафу та Абдулу забрали до магазина, де також влаштували обшук. Старшего сына Мустафу забрали в магазин. Там тоже проходят следственные мероприятия. Я тоже с утра заезжал туда. Двери закрыты, внутри силовики, никого не пускают, никого не выпускают. Что они там делают, есть ли понятые, нет ли понятых, об этом нам неизвестно. Після вторгнення силовиків дружині Алі Ібрагімова Гульвірі Ханим стало зле. Викликали швидку допомогу. Втім, адвокатів, які прибули для надання правової допомоги, силовики не пропустили. Сообщите, пожалуйста, следующее, Вы запомнили мою фамилию? Аляга! Аляга, вы здесь? Это Эдем, адвокат приехал.
До каких пор будет это продолжаться? И неужели в этом обществе сегодняшнем, да, что получается крепостное право никто не отменял? В нашем народе видят крепостных, что ли? Так получается, что в любой момент можно прийти, забрать, арестовать, навесить ярлык террориста, экстремиста и так далее. Это очень возмущает, и хотелось бы услышать объяснение как официальных властей, так и органов, да, что же здесь происходит сегодня, где человек с внуками, с сыном, сына забрали, до сих пор никакой информации нет. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму у Штатському забрали середущого сина Абдулу з крамниці, де тривав обшук. Посадили до автівки та вивезли у невідомому напрямку. Він мешкає зі своєю родиною окремо від батьків. У березні 2018 року на адмінмежі Криму та Херсонщини його затримували ФСБівці та піддавали тортурам. Адвокати його відшукали у міському відділку окупаційної поліції. Наразі невідома мета силовиків, що вони шукали та в якому статусі перебуває Алі Ібрагімов та його сини. На тлі чергових облав прокуратура Криму почала кримінальне провадження за статтею «Порушення недоторканності житла». Наголошують, що політика країни-окупанта спрямована на утиски та репресії. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала обшук залякуванням кримських татар. Також омбудсмен закликала міжнародну спільноту тиснути на Росію для припинення порушень прав людини на півострові. Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Так звані докази у справі Ельвіра Аметова, голови Судакського регіонального меджлісу, неприпустимі, оскільки зібрані з порушенням законодавства. Адвокат Олексій Ростовцев вимагає повернути справу окупаційному прокурору на дорозслідування. Той вирішив взяти перерву для з'ясування своєї позиції. Ельвіра Аметова звинувачують у незаконному зберіганні частин старовинної вогнепальної зброї, вилученої в його домашньому музеї. Дознаватель не получил письменного указания, то есть письменного постановления начальника органа дознания на принятие материалов проверки в свое производство. Статья 41, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит о том, что дознаватель вправе приступить к производству по делу только с момента получения письменного постановления начальника органа дознания. Такое постановление в материалах уголовного дела отсутствует. Это говорит о том, что все доказательства, собранные с нарушением, начиная от возбуждения уголовного дела, являются недопустимыми. А недопустимые доказательства препятствуют суду вынесению законного и справедливого приговора. Поэтому сторона защиты попросила вернуть дело на дослідування прокурора. Окупанти вдерлися до оселі Ельвіра Аметова у вересні 2019 року. Вони фактично знищили його музейну колекцію, яку той збирав 20 років. Серед вилучених окупантами експонатів – старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ельвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідоцтва того, як розвивалася історія кримських татар і мають виключне культурне значення. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання та зберігання зброї. Український воїн підірвався на невідомій вибухівці. Бійця з уламковими пораненнями терміново ушпиталено, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він у задовільному стані. Крім того, російські окупанти били по позиціях українських захисників важкими мінометами, ПТРК, а також гранатометами різних систем. Загалом ворог тричі порушив тишу, кажуть у штабі. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Контррозвідники СБУ накрили російську агентурну мережу на Херсонщині. Її очолював колишній співробітник регіонального управління Служби безпеки, передає прес-служба СБУ. За завданням ФСБ резидент створив розгалужену мережу інформаторів. Серед них були службовці СБУ, місцеві прокурори, поліцейські, надзвичайники та колишні посадовці обласної адміністрації Херсонщини. Встановленої московського куратора агентурної мережі – це кадровий офіцер ФСБ Віталій Король, який, за даними СБУ, спеціалізується на Україні. Москву цікавила таємна інформація про особовий склад українських спецслужб, військових, правоохоронців та місцеву владу. За це резидент діставав з Москви щомісячну платню. В нього знайшли значні суми в доларах, євро та, звісно, в російських рублях. Також вилучено електроніку та російську символіку. Затриманому резиденту оголошено підозру у державній зраді. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку. Російську службу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Також їх цікавили дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами цих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Штрафи за порушення в'їзду-виїзду на окуповані території скасовано. Відповідний закон, який Верховна Рада України ухвалила наприкінці червня, підписав президент Володимир Зеленський. Ним передбачається, що до українців, які проживають на окупованих територіях на час дії карантину або блокування роботи пунктів пропуску, не застосовуватимуться штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду. Але для цього мають бути гуманітарні обставини. Серед таких повернення громадян України до місця свого проживання, воз'єднання родини, важкі хвороби або смерть родичів, прийняття спадщини, необхідність проходження лікування або забезпечення ліками. До гуманітарних причин також віднесено перетин межі з дитиною молодшою 16 років у супроводі опікуна для оформлення українських документів. Тут можна зробити українські документи у сучасному ЦНАПі, а у приміщеннях сервісної зони можна відпочити і підзарядити телефон. Правозахисники з Херсонського офісу «Кримсос» проінспектували пункт пропуску Чонгар на межі з окупованим Кримом. Відзначають поліпшення умов, але зауважують, що досі немає крамниць, банкоматів та обіцяної автостанції. Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир запевнив, що її відкриттю перешкоджають бюрократичні перепони. Але до кінця року вона вже має запрацювати. Зараз плануємо розбудувати дорожню інфраструктуру. Ну і зараз там надається повний спектр адмінпослуг на межі з Кримом. Тобто люди, які приїжджають з Криму, ми ж розуміємо, навіщо вони приїжджають. Перше, що там паспорта, інші там всі ці заходи, вони все отримують. Все, що можливо, ми там зараз робимо. Зараз працюємо над там місці, зараз змінимо інтеграцію для запуску максимально швидко цих автостанцій. Ну це не все від нас залежить. Є бюрократичні механізми, які просто не можна переплюнути. Як людина, я розумію, що потрібно це робити, але як держслужбовець я буду нести за це відповідальність. До кінця року на КПВВ «Чонгар» мали завершити реконструкцію сервісної зони. Компанія «Сокар» має зробити там автозаправку, аптечний пункт та магазин з кафетерієм. Головний спеціаліст з управління пунктом пропуску розповіла про благоустрій сервісної та режимної зони. З водою в нас були великі проблеми, в період дощів заливало там нашу свердловину, але все ми вже прибрали, довели до ладу, все працює в штатному режимі, є вода, працює каналізація, є світло, слава Богу, все нормально. Підприємство працює в нормальному режимі. Стараємося зробити так, щоб людям було переходити адмінмежу з комфортом. Загрозливим правозахисники називають брак експрес-тестів на ковід. З 17 червня на вільній частині України встановлено зелену карантинну зону. Кримчанам не потрібно проходити самоізоляцію та робити тестування. Тому пункти з експрес-тестами на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» не працюють. Був представник Червоного Хреста. Зараз у них, на жаль, немає тестів, але вони будуть видавати тести, хоч і закінчилася програма «Дія», тести все одно будуть бажаючим видаватися.
Люди здебільшого задоволені. Кажуть, умови значно краще, ніж з боку окупованого півострова. Та й зміни помітні. Там вот за все время, что я проходила, раза 3, наверное, условия как-то никак не улучшаются. Здесь, в принципе, как бы, я так понимаю, слышат просьбы людей и выполняют их. Адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках щорічно перетинають близько 2,5 мільйонів людей. Такі дані наводить Державна прикордонна служба України. Ковідного 2020-го цей показник впав до 400 тисяч перетинів. Чекали Росію, а залишились ні з чим. Кримські рибалки з Сиваша скаржаться на утиски з боку окупаційної влади та на знак протесту готуються перекривати траси. Причина – здирницькі квоти на вилов риби. Рибалки обурюються, дозволи видають в Ростові і лише місцевим. А кримським риболовам відкрито сказали про розпорядження, кримчанам дозволи на вилов не видавати. Люди скаржаться, що окупанти системно знищують рибальство, і поки по той бік Сиваша українські рибалки вільно працюють, кримчани залишилися без роботи. А вот на последнем собрании мы были, был представитель президента, научный сотрудник, он уже доцент, уже пенсионер, он еще работает. Он сказал открыто: да задолбали вы, нам Ростов приказал наука, чтобы мы все херили, он открыто сказал. И куда бы вы ни пойдете, у вас ничего не получится. Это два. Третье, Журавка, Лабань, Пеленгас, приходит Сиваш, поела и в июле месяце ушла. Украина ловит. Турция ловит, Болгария ловит, все. Кроме кого? Кроме вас. Кроме Крыма. У людей кончается терпение. Потому что невозможно, люди, это было 100 бригад на Севаше. Остается последний вот умирающий. И все в таком возрасте, что работу найти. Мне 60 лет. Я не могу нигде найти работу. Мне до пенсии еще 3 года. И меня забрали и то. У нас остался один ход. Вот старикам собраться с детьми, со всеми, выйти на трассу, честное слово. Перекрыть трассу, может тогда президент обратит внимание. Мы за Россию шли. Мы никогда мы не думали, что мы попадем не в Россию. Это получается, что мы не домой попали. Нас просто поимели и убили. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в онлайн-режиме. Мы обсудим основные новости, события сегодняшней информационной повестки дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете подключаться к нам в эфир, задавать ваши вопросы. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, номер которого вы видите сейчас на экранах, +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем непростом информационном фронте. Этот блок я хочу начать со следующего информационного сообщения. Власти России обратились в Европейский суд по правам человека с первой межгосударственной жалобой на другое государство, Украину. Сообщила сегодня утром Генпрокуратура России. Москва пожаловалась на Украину в ЕСПЧ, положив на Киев ответственность, в частности, за гибель мирного населения Донбасса и катастрофу рейса MH17. Давайте подробнее послушаем, какие именно претензии предъявляет Россия. Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на площади Независимости в городе Киеве, Майдане и в Доме профсоюза в городе Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.
Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек, всех пассажиров и членов экипажа. С нами сейчас на прямой связи народний депутат України фракції «Слуга народа» Неллі Яковлєва. Пані Неллі, вітаємо вас. Селям алейкум. Алло. Добрый вечер, рада приветствовать. Да, мы тоже рады вас приветствовать. Пани Нелли, что вы думаете относительно иска России в Европейский суд по правам человека? С чего бы это вдруг, на ваш взгляд? По моему мнению, это в первую очередь закрепление определенной политики Российской Федерации. Мы понимаем, что такие иски могут рассматриваться достаточно длительный период, в течение нескольких лет, но именно сейчас, и я считаю, в том числе перед проведением саммита Крымской платформы, в том числе перед достроительством Северного потока-2, Российская Федерация решила закрепить такую позицию, в том числе и относительно Украины. Поэтому этот иск есть, и мы должны тоже брать его в работу как часть информационной войны между Российской Федерацией и Украиной. Да, и как нам сейчас реагировать на этот иск? Как мы можем с ним работать? Что нам нужно с ним сделать? Смотрите, мы не можем работать со стороны какого-либо давления и влияния на Европейский суд по правам человека. Мы скорее должны это отрабатывать в информационном поле, представляя альтернативную версию своих событий, представляя правдивую версию, в том числе и на международной арене, для того, чтобы у всех было единое понимание того, как произошла незаконная аннексия Крыма и как были оккупированы территории. А можно ли этот иск связать действительно с последними международными событиями, Северный поток-2, вот эти заявления? Алло? Слышно ли меня? Да, я вас слышу, а вы? Алло? Да, я тут, я на связи. Пани Нелли, как вы думаете, вот можно ли действительно этот иск связать с последними международными событиями? Это и вопрос Северного потока-2, это вот в частности много экспертов, политиков сейчас говорят о том, что Запад поступается национальными интересами Украины и так далее. Вот есть ли в таких идеях, по-вашему, жизнь? Смотрите, мы понимаем, что такие иски, они не готовятся за один день. Мы понимаем, что до этого проводилась системная юридическая работа, в том числе по подготовке материалов к этому иску. И бесспорно сейчас в связи с накалением международной обстановки по Северному потоку-2 мы понимаем, что это один из компонентов в целом той стратегической линии, которую сейчас ведет Российская Федерация. И, конечно, после тех событий, которые были по Северному потоку-2, Украина должна занять достаточно жесткую позицию по отношению к другим государствам, в том числе и к Германии, в том числе к Соединенным Штатам Америки, потому что мы должны продолжать бороться за свои национальные интересы, что, собственно говоря, Киев уже и делает. Со стороны министра Кулебы было заявление об инициативе проведения встреч с Еврокомиссией и с Германией для того, чтобы мы все-таки согласовывали те позиции, и раз эти страны смогли пренебречь нашими национальными интересами, то мы со своей стороны возьмем на себя инициативу и продолжим. Алло? Прерывается, к сожалению, связь. Алло, пані Неллі, зараз чуєте? Я не расслышала, к сожалению, последнее ваше предложение. Можете ли вы его продублировать? Алло.
Так, очень плохая связь, к сожалению, с народным депутатом Украины с фракции «Слуга народа» Нелли Яковлевой. Мы попробуем еще раз с ней связаться и решить технические неполадки. А тем временем вот относительно этого иска России в Европейский суд по правам человека министр юстиции Украины Денис Малюска считает, что поданная российской генпрокуратурой жалоба на Украину обречена на поражение, нужна лишь для промывания мозгов. Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора, а также их МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении. В судебном заявлении выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь. У них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения их ожидает неминуемое поражение. Конец цитаты министра юстиции Украины Дениса Малюска. Нелли Яковлева вернулась к нам, как мне подсказывает наш редактор. Пані Нелли, зараз чуєте? Да, чую вас, добре. Пані Нелли, вот какой вопрос. А что именно Украина должна вкладывать? И по-вашему, что вы вкладываете вот в понятие более жесткая реакция на эти действия Запада? Вот когда мы говорим о жесткой реакции, о жестких действиях, о своих инициативах, о чем мы говорим? Вот о чем идет речь? Что может делать Украина в такой международной конъюнктуре? В первую очередь, как я уже сказала, это инициированы новые переговоры, в том числе и с Еврокомиссией. Если у нас подписана ассоциация и соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, то, соответственно, и европейские страны берут на себя ряд обязательств по реализации, в том числе и по поддержке интересов Украины. Это касается и внутренней политики. Мы же понимаем, что Северный поток-2 – это в том числе не только политическая составляющая, но и экономическая составляющая. И, соответственно, мы со своей стороны можем принимать более жесткие методы по укреплению экономики, что нам, в принципе, и надо. Есть вопрос локализации украинского производства, которая у нас идет вразрез с ассоциацией Европейского Союза, но в то же время мы понимаем, что нам надо поднимать промышленность, и поэтому законопроект о локализации, в том числе для европейских партнеров, может стать определенным сигналом. Это касается, мы посмотрим, как сейчас уже в августе месяце пройдет саммит Крымской платформы. В то же время впереди у нас еще встреча, анонсированная на 30 августа Байдена и Владимира Александровича Зеленского, на которой тоже я рассчитываю, что будут определены определенные стратегические задачи будущего года, которым он будет после встречи. Но в любом случае мы можем говорить о том, что Северный поток-2, он несет в первую очередь еще и угрозу национальной безопасности Украины. И мы должны продолжать это артикулировать, и что дело здесь не только в деньгах, а дело действительно еще и в безопасности. А на ваш взгляд, визит президента Украины Зеленского в Вашингтон 30 августа – это хорошо или плохо? По моему мнению, любые переговоры, особенно между главами государств, это хорошо. Я имею в виду и дату, которая определена 30 августа, потому что до этого говорили, что вероятнее всего такой визит состоится до Дня независимости, до проведения инаугурационного саммита Крымской платформы, а сейчас мы говорим о том, что уже этот визит состоится после. В этом контексте это хорошо либо плохо, на ваш взгляд? Давайте исходить из того, что ситуация уже есть таковой на сегодняшний момент. А на самом деле, когда мы говорим о встрече лидеров государств, мы понимаем, что есть еще много протокольных нюансов. Это и согласование графиков, и согласование служб безопасности, согласование повестки дня, согласование всех протокольных. И здесь мы можем искать определенный символизм, что, в принципе, мы всегда и делаем после встреч на таком высоком результаты, чем, скажем так, дата встречи до Дня независимости или после Дня независимости. Дякую вам дуже, пані Неллі. Чохсаг, у нас и последний вопрос. Сегодня стало известно, что в Верховной Раде Украины отреагировали на заключение Германии и США соглашения относительно трубопровода, и выступили члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады с открытым заявлением, где они осуждают принятие такого соглашения. Подписались ли вы под этим заявлением? Если нет, то планируете ли?
Я не знаю, насколько оно открыто для подписания другими депутатами. Я знаю, что осенью мы будем рассматривать постановление, в том числе и к обращению к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, которое уже зарегистрировано. И постановление, в том числе, мы уже делаем по тем процессам выборов, которые будут производиться на оккупированных территориях. Но без сомнения я поддерживаю идею этого постановления. И если есть такая возможность, я к нему присоединюсь. И последняя, вот крымская платформа, которую мы несколько раз уже с вами упоминали, не так остается много времени до проведения саммита. Известно ли, сколько стран уже заявили о своем участии в этой крымской платформе? И можете ли вы назвать какую-то цифру? Прервалась, к сожалению, у нас связь. Так, Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу», была с нами на прямой связи. Мы сейчас попробуем связаться со следующим народным депутатом Украины. Мне подсказывают наши редакторы, что с нами на прямой связи народный депутат України, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Ярослава, как вы смотрите на соглашение, подписанное между США и Германией относительно Северного потока-2? Известно, что в Верховной Раде Украины ряд народных депутатов уже сделали такое очень жесткое заявление по этому поводу. Это открытое заявление, как сообщается. Что вам известно по этому поводу? Поставили ли вы свою подпись под этим заявлением? Так, я поставив підпис під цією заявою. Насправді, на жаль, це можна розглядати як недалекоглядність наших стратегічних партнерів, в першу чергу Німеччини як наслідок Сполучених Штатів. І кожного разу, коли йдеться про те, що Німеччина відшкодує якусь економічну шкоду і допоможе Україні, якщо Росія порушить фактично мир та спокій нашої держави, ну питання, якщо тут неумісно, тут питання коли. Тобто, якщо західний світ іде на такі поступки, суто політичний проект, запускає Північний потік-2, то відповідно, звісно, це буде використано Росією для атаки на Україну, на інші незалежні республіки. Дуже сподіваюся, що наслідки будуть не такими, як свого часу наслідки Мюнхенської змови, коли, власне, Британія, Франція здали Німеччині спочатку Чехословаччину, а потім і розв'язали Другу світову війну фактично. Ну, на ваш взгляд, пане Ярославе, почему сегодня Запад поступается национальными интересами Украины? Вот что стало триггером вот этих действий, которые мы сегодня, к сожалению, наблюдаем? Насправді дуже багато різних факторів зійшлося. Меркель закінчує свою кар'єру і, відповідно, не хоче передавати своєму спадкоємцеві цю проблему, хоче її взяти на себе, щоб полегшити йому чи їй майбутнє. Сорвался телефонный звонок у нас с Ярославом Юрчишиным, с народным депутатом Украины, фракции «Голос». Мы попробуем наладить связь. А я пока хочу сейчас, чтобы мы с вами вместе послушали цитату с квинтэссенции этого соглашения между Германией и Соединенных Штатов Америки. Что именно предусматривает это соглашение? Давайте вместе послушаем и потом вернемся и представим нашего следующего гостя и обсудим этот вопрос. Німеччина застосує національні санкції проти Росії, закличе до ефективних заходів ЄС, якщо Російська Федерація далі використовуватиме газ як інструмент тиску на інші країни або здійснить подальші агресивні дії проти України. Це зобов'язання спрямовано на те, щоб Росія не використовувала трубопроводи, зокрема Північний потік-2, для досягнення агресивних політичних цілей. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дозволити Україні продовжувати угоду про транзит газу з Росією на строк до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори мають розпочатися якнайшвидше, але не пізніше, ніж 1 вересня.
Есть уже реакция наших западных партнеров, в частности Литвы. Там министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине необходимо предоставить план действий по членству в НАТО, то есть ПДЧ, в обмен на завершение строительства Северного потока-2. По его словам, соглашение по Северному потоку-2 – ошибка, которая будет дорого стоить. Я цитирую министра иностранных дел Литвы. «Я считаю, что эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству НАТО, и открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины». Конец цитаты. Также есть реакция Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий раскритиковал позицию Соединенных Штатов Америки вокруг завершения строительства Северного потока-2. Он сказал следующее, цитирую: «Изменение на 180 градусов позиции США по Северному потоку-2 поразило многие страны. Я выражаю неодобрение относительно того, что наши союзники эгоистично подошли к строительству этого газопровода. Россия – страна, которая довольно сильно вооружается, у нее много возможностей в этом случае, в связи с чем мы сразу подумали о том, что это неправильный проект». Конец цитаты. Я хочу подключить к нашему эфиру следующего гостя. Это Константин Боровой, депутат Державної думи РФ в 96-2000 роках, емігрант з 2019 року. Пане Константине, вітаємо вас. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Да, вы меня слышите? Да, вот сейчас мы вас слышим, но, к сожалению, мы вас не видим. Видимо, какие-то технические неполадки, которые сейчас попробуют наши инженеры устранить. Алло? Угу. Да, к сожалению, сегодня со связью у нас небольшие проблемы. Пока я предлагаю нам послушать заявление Министерства иностранных дел Украины, которое также очень жестко отреагировало на соглашение между Германией и США относительно Северного потока-2. В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по Северному потоку-2. Вот о чем говорится в заявлении МИДа. Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку Росії та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом. Так, Константин Боровой с нами сейчас на прямой связи. Пане Константине, здравствуйте, витаем вас. Да, здрасте. Здравствуйте. Как вы смотрите на соглашение по Северному потоку-2 между Германией и Соединенными Штатами Америки? Оно затрагивает интересы многих стран, однако это соглашение заключено между США и Германией. Ну, это даже не соглашение, это договоренность. Оно не оформлено никак и не может быть оформлено, потому что ни через Бундестаг, ни через Конгресс такое соглашение пропустить невозможно. Мне кажется, это недоработка очень существенная украинских дипломатов, украинской власти, когда многие важные для Украины вопросы решаются без ее участия и в ущерб Украине. И то, что там вот поляки, литовцы говорят о недостаточной компенсации для Украины, это один из важных вопросов. Действительно, если бы Украина получила ПДЧ, начался бы процесс вступления в НАТО, но это была бы хоть какая-то компенсация. А обещание накладывать санкции в случае, если Россия будет себя вести агрессивно, но она уже ведет себя агрессивно, уже на востоке Украины действуют террористические группы, уже Крым захвачен. Вот. Можно уже вводить санкции.
Вот, во всяком случае, главную санкцию надо было ввести, не допустить финансирования Кремля вот этим новым источником. То, о чем говорил Дональд Трамп совсем недавно, с одной стороны, европейцы требуют защиты, а с другой стороны, продолжают финансировать Россию, ее агрессивную политику. Ну, это очень недальновидный шаг и очень опасное решение. А как вы думаете, все же, почему так резко на 180 градусов изменилась позиция Соединенных Штатов Америки по Северному потоку-2? Ведь даже после того, как Жозеф Байден пришел к власти, мы слышали его четкую позицию относительно Северного потока-2, относительно того, что этот трубопровод не должен быть достроен и так далее. А сейчас вот позиции очень сильно кардинально изменились. Вот что стало триггером, на ваш взгляд? Понимаете, вот в этой большой игре президент Зеленский обладал огромными возможностями влиять на ситуацию, козырями. Но он ими не воспользовался. И американская дипломатия приняла решение поддержать Меркель, поддержать немецких дипломатов, поддержать немецких политиков, которые в краткосрочном плане заинтересованы в развитии отношений с Россией, получении прибыли от дешевого газа, получении прибыли от большого количества рабочих мест. Это недальновидная политика, которая нанесет ущерб и наносит ущерб прежде всего немцам и американцам. Вот, но позиция Украины очень слабая, нечеткая, невыраженная. Она способствовала тому, что эти планы были реализованы. То есть, на ваш взгляд, это только лишь сугубо экономические интересы Запада? Но мы ведь сами понимаем, что Северный поток-2 это не экономический проект, а политический для России. Сегодня возможность, которую дал Запад Путину достроить этот Северный поток-2, это такой подарок фюреру. Да, это подарок, и это не единственный подарок Путину, который делает Джо Байден. Вы знаете, совсем недавно, практически во всех средствах массовой информации США такая формула действовала, что Трамп на крючке у Путина. Вот доказательств этого никаких не было, но это произносилось. Сейчас обратная ситуация, это не произносится. Но доказательств, к сожалению, очень много, слишком много, что администрация США действует сегодня в интересах Кремля, в интересах Путина. И это очень опасно. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и связались с нами. Константин Боровой был с нами на прямой связи. Иммигрант з 2019 года, депутат Державної думи Росії в 96-му та 2000-му роках. Украина в отношении соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2» имеет много вопросов, в частности, о том, насколько они учитывают риски для украинской стороны. Давайте послушаем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, пов'язані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск Північного потоку-2. Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу. І ми б хотіли, щоб формулювання в американо-німецькій заяві саме щодо безпеки були сильнішими. Що стосується економічного блоку цієї заяви, то ми вивчаємо все, що нам викладено, пропозиції, які зроблені, і ми будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що запропоновано.
В Верховной Раде Украины, как мы отмечали выше, также отреагировали. Там народные депутаты призвали Берлин и Вашингтон остановить запуск российского газопровода. С соответствующим заявлением выступили члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Демократичний світ має продемонструвати російському агресору єдність та силу у захисті своїх основоположних цінностей. Україна це демонструє щодня, обороняючи східний фланг Європи. Попри розпочату Російською Федерацією збройну агресію проти України у відповідь на демократичний європейський та євроатлантичний вибір українського народу, попри спробу незаконної анексії Криму та окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей, попри триваючу збройну агресію та воєнні злочини з боку Росії та атаки на нашу стратегічну інфраструктуру, а також попри щоденні вбивства українських громадян, Україна не зраджує своєму вибору. Политический обозреватель и диссидент Андрей Андреевич Пиантковский с нами сейчас на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Гульсум. Да, я предлагаю нам вместе сейчас посмотреть на формулировки соглашения, которое заключено между Германией и Соединенными Штатами Америки. И там, значит, Германия обязуется в случае чего прилагать усилия для того, чтобы поток не превратился на рычаг давления России. Вот что это означает и нет ли у вас в этом вопросе дежавю? Потому что многие здесь в Украине политические деятели сегодня это соглашение назвали соглашением Молотова и Риббентропа-2, и более того, у многих это соглашение вызвало дежавю с Будапештским меморандумом. Ну, целиком присоединяюсь к такой оценке. Что касается фрау Меркель, она уже предприняла усилия, она доложила в Москву, это ветеран германского комсомола Ангела Меркель, она доложила своему куратору Владимиру о успешно выполненных переговоров с Байденом и, да, приложил усилия. Там в коммюнике есть какая-то фразочка, что рассматривалась возможность дальнейшего использования украинской транспортной системы. Ну, в случае, если эта транспортная система вдруг испортится, ну, она может выразить серьезную озабоченность еще одну. Ну, тут не о чем говорить. Это такое классическое предательство Украины западными союзниками. Ну, что касается Германии, это ожидаю. Да, кстати, вот вишенка на этом предательском торте. Эта информация, возможно, еще ваши зрители, буквально последних минут. Через несколько часов после беседы Меркель с Путиным МИД Федеративной Республики Германии выступил с официальным заявлением с требованием Украине внести формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Вот с такой наглостью они в последнее время не разговаривали. То есть вопрос сдачи Украины западными союзниками идет полным ходом. Андрей Андреевич, а что происходит? Почему позиция и риторика изменилась и повернулась на 180 градусов? Ну, во-первых, я еще раз повторю, что особенно в Германии не повернулась. Меркель всегда отчаянно топила за Северный поток. Ну, это вопрос для немцев, это вопрос бизнеса. Действительно, русские им предлагают за более дешевую цену газ, ну и сдают они Украину за эту цену. Гораздо интереснее поворот Байдена, который начал с очень жестких характеристик. Вот он сказал, Америка вернулась. Да. И он любил повторять непоколебимое unwavering support территориальной целостности и независимости Украины. Вы знаете, он человек пожилой, он пал жертвой влияния очень активной пророссийской группировки внутри его администрации. И мы знаем этого человека, который возглавляет эту группу. Это бывший госсекретарь Джон Керри. Да. Это уже стопроцентный агент Москвы. Я думаю, что не агент влияния, а агент в самом узком смысле этого слова. И они уже в Москве не стесняются. Он только что посетил Москву и вернулся со свежими инструкциями после бесед личных с Лавровым и Путиным. Вот это очень неприятная часть правды, которую я изложил, но я не хочу так совсем погружать в мрак аудиторию. Есть и весьма положительные новости, что вот этот акт предательства
Я вот 2 дня слежу за дебатами в американском конгрессе, в американских СМИ. Был встречен взрывом возмущения не только американском политике, не только республиканской партии, но, что очень важно, и демократами, союзниками Байдена. Это было, кстати, это же произошло в день возвращения Байдена, 17 июня. CNN, ну, уже самый основной орган демократов, выступил с редакционной статьей «Путин получил от Байдена в Женеве все, что хотел». То есть возмущение американского политикума, американского истеблишмента, оно единодушно. И оно дает возможность для очень активной украинской политики. Вот Байден же присылал 2 эмиссаров в Киев. По-моему, один из них там сейчас и находится, Шолли. В общем, это довольно приличные люди, хорошо относящиеся к Украине, но они дисциплинированные сотрудники аппарата, и их миссия была как-то, ну, скажем, грубо заставить Зеленского замолчать, не критиковать американскую позицию во время подготовки визита, и тем более не не выходить с этой критикой в американский конгресс. Ну, насколько я понимаю, Украина... А как вы думаете, именно поэтому перенесли визит президента Украины Зеленского Именно на 30 августа? В Конгрессе был все на день каникул, когда никого нет в Вашингтоне, конгрессмены уже предлагают перенести на неделю вперед, где-то там 5-6 сентября. Но вчера очень важный шаг, важнейший шаг был сделан с Украиной, очень мудрой Верховной Рады, от имени Верховной Рады спикер Рады Разумков написал госпоже Нэнси Пелоси письмо, в котором он в самых резких выражениях критикует последние шаги байденовской администрации. То есть, понимаете, тоже Зеленский, министр Кулеба, они были в довольно деликатной ситуации. Они ведут очень важные переговоры с администрацией, и в ходе этих переговоров выступать с резкой критикой той же администрации, ну, как-то не очень принято и конструктивно. Но зато руки не связаны совершенно у законодательного органа. Межпарламентские связи – это основа лагеря демократических стран. Мне кажется, вот это письмо должно быть подхвачено делегацией Рады в Вашингтон. Вот этот порыв единодушный американского конгресса против намечающегося, уже идущего предательства, он должен быть поддержан официальной Украиной, потому что эти люди проукраинские, американские, они не могут быть более проукраинскими, чем сама Украина. Я не то что предлагаю, я думаю, что это уже сейчас и готовится, такой визит парламентской делегации. Вот Кулеба и Ермак едут в Соединенные Штаты, готовят визит по линии администрации, а делегация Рады, объединяющая представителей всех партий, ну, кроме там всяких Рабиновичей и Медведчуков, она должна поехать и работать с Конгрессом. Тем более, что Конгресс занимает проукраинские позиции. Да, более того, я вам скажу, половина администрации Байдена недовольна этой политикой. Вот на меня большое впечатление произвело вчера выступление Нуланд в Конгрессе. Ей оппонировал очень ярко и мощно сенатор Круз. И видно было, что она выдавливает из себя какие-то крайне неприятные ей самой слова, оправдывающие администрацию, что она, вынуждена подчиняться дисциплине правительственной, но с удовольствием говорил бы совершенно другие вещи. Вот этот, я назову это антибайденовский бунт, Украина должна всячески поддержать. Тем более, что это не выглядит, это могло бы выглядеть
не совсем корректно, если бы это было, скажем, обращение к противникам Байдена, к республиканской партии. Но это же, те же позиции занимает большинство демократов. То есть это не через голову, не заигрывание какое-то с противниками Байдена, не вмешательство Украины в внутриамериканскую повестку дня, а национальная позиция Украины, которая поддерживается всем американским политическим истеблишментом. Вот, мне кажется, это очень важная линия сейчас в поведении. Плюс ко всему прочему, мы видим, как поляризируется Европа. Вот буквально несколько минут назад появились жесткие заявления Министерства иностранных дел Литвы. Премьер-министр Польши очень жестко высказался. Вот литовцы говорят о том, что в ответ на запуск Северного потока-2 НАТО должно предоставить Украине ПДЧ. Говорит ли это о том, что Европа делится на новую и старую? И что это будет означать для Европа Украины? и американский истеблишмент делятся. И ясно в нашу, то есть в вашу пользу. И это надо не сидеть зайчиком и ждать указаний из Вашингтона, а проявлять субъектность Украины. И мне кажется, сейчас Украина это делает. Вот к тому списку, который вы пишете, я добавил вчерашнее заявление министров иностранных дел Украины и Польши, тоже резко осуждающие Северный поток. Вот Байден, вчера много было интересного на американском телевидении. Ну вот, например, выступление госсекретаря предыдущей администрации Помпео. Я всегда очень уважал этого человека. Он, благодаря ему, несмотря на все такие пропутинские симпатии Трампа, ему, как госсекретарю, американскому истеблишменту удалось выдержать такую твердую политику и в поддержке Украины в годы президентства Трампа. И он сейчас сказал очень правильную вещь. Он сказал: послушайте, представьте себе на минутку, чтобы при президентстве Трампа Трамп подписал вот тот же договор, который Байден подписал с Меркель. Да, демократы бы все бы единодушно немедленно требовали импичмента Трампа. Это действительно так. А что вы делаете сам? И второе, это выступление Байдена. У него вчера было часовое такое интервью с CNN. И у него спросил, ну, конечно, очень комплиментарное, так, с его корреспондентами. Его спросили, ну, а вот что было самым значимым для вас моментом, вы уже полгода президент Соединенных Штатов? Он говорит: вы знаете, когда я сидел напротив Путина, я почувствовал впервые, что я лидер свободного мира. Вот это прозвучало очень двусмысленно. Конечно, и это показывает, что Байден искренен, он заблуждается. Он, в отличие проблема Америки и проблема всего мира, свобода была, что 12 лет не было лидера свободного мира. Ни Обама, ни Байден не чувствовали себя таковыми. Они просто рассмеялись бы, если бы им сказали, что они лидеры Запада и свободного мира. Обама был левак, который считал, что Америка виновна там в империалистических преступлениях, перед всякими мерзавцами там раскланивался, издевался. Оба они с разных позиций, один с левой, другой с правой, работали на уход Америки из мировой политики. Поэтому так обнадеживающе прозвучало первое заявление Байдена «I come back», «Я вернулся», вот именно как лидер свободного мира. И он, видимо, внутри видит себя таким лидером. Но как же можно так вести себя лидера свободного мира, если на следующий день та же CNN пишет, что Путин получил от него все. И вы посмотрите, как ликует уже второй месяц российская медиа, российское руководство. Как резко они подняли агрессивный тон против Байдена. Путин почувствовал, не знаю, оправдается это в ближайшем будущем, нет, но Путин убежден, что Байден слабак. Он вынес этот урок из их встречи, как в свое время, между прочим, Хрущев вынес первый урок из первой встречи с Кеннеди, и потом очень просчитался, правда. Вот. Вы посмотрите, вот эта безумная статья, в которой отрицается вообще сам факт существования украинского государства и, более того, украинского народа. Бесконечные угрозы к окончательному решению украинского вопроса, огромные территориальные притязания. Это все развернулось после встречи с Байденом. Он понял, что он может осуществлять давление на Украину безнаказанно. Поэтому очень важно сейчас
как ни парадоксально, вот момент, когда Байден, полагая, в отличие от Барака и Обамы, что он лидер свободного мира, объективно не выполняет эту функцию, в каком-то смысле Украина может стать лидером свободного мира, объединив против себя, вокруг себя сопротивление против путинской агрессии. Это два взаимно дополняющих процесса. Совершенно иную позицию занимает не только Прибалтика, Польша, Румыния, Великобритания, Турция. Я перечислил вам половину вообще решающих стран. Забудьте про Францию, Германию. Эти страны уже полностью продались Путину. Но вот эта новая Европа, она консолидируется именно в поддержке Украины. И я думаю, что при активной поддержке Украины мы сможем переломить ситуацию в Вашингтоне. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич. Спасибо за такой обстоятельный ответ. Российский политический обозреватель, диссидент Андрей Андреевич Пиантковский был с нами на прямой связи. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок, потому что далее информационная программа «Заман» продолжает наш эфир. После мы вернемся в эту студию и продолжим его уже на русском и на крымско-татарском языках. Не переключайтесь, Корушкенджи. Російські окупанти та озброєний ОМОН зі слідчими вдерлися до будинку Ібрагімових у Євпаторії о 9 ранку, буцімто для проведення слідчих дій. В будинку мешкають 9 людей, 5 дорослих та 4 дітей. Біля домівки почали збиратися небайдужі, знайомі та сусіди. Никаких комментариев от силовиков, ничего. Оцепили, как всегда получается, оцепили дом и проводят следственные мероприятия внутри. Никого не пускают, никого не выпускают. 57-річний господар будинку Алі Ібрагімов – підприємець. В родини продуктові крамниці. Старшого та середнього синів Мустафу та Абдулу забрали до магазина, де також влаштували обшук. Старшего сына Мустафу забрали в магазин. Там тоже проходят следственные мероприятия. Я тоже с утра заезжал туда. Двери закрыты, внутри силовики, никого не пускают, никого не выпускают. Что они там делают, есть ли понятые, нет ли понятых, об этом нам неизвестно. Після вторгнення силовиків дружині Алі Ібрагімова Гульвірі Ханим стало зле. Викликали швидку допомогу. Втім, адвокатів, які прибули для надання правової допомоги, силовики не пропустили. Сообщите, пожалуйста, следователю, кто ведет это самое. Вы запомнили мою фамилию? Аляра! Аляра, вы здесь? Это Эдем, адвокат приехал. До каких пор будет это продолжаться? И неужели в этом обществе сегодняшнем, что получается крепостное право никто не отменял? В нашем народе видят крепостных, что ли? Так получается? Что в любой момент можно прийти, забрать, арестовать, навесить ярлык террориста, экстремиста и так далее. Это очень возмущает, и хотелось бы услышать объяснение как официальных властей, так и органов. Что же здесь происходит сегодня? Где человек с внуками, с сыном, сына забрали, до сих пор никакой информации нет. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму у Штатському забрали середущого сина Абдулу з крамниці, де тривав обшук. Посадили до автівки та вивезли у невідомому напрямку. Він мешкає зі своєю родиною окремо від батьків. У березні 2018 року на адмінмежі Криму та Херсонщини його затримували ФСБівці та піддавали тортурам. Адвокати його відшукали у міському відділку окупаційної поліції. Пізніше окупаційний міський
суд Євпаторії заарештував його на 3 доби за буцімто пропаганду нацистської атрибутики, символіки або публічну демонстрацію забороненої в Росії атрибутики. Было ходатайство о привлечении переводчика с крымско-татарского на русский и обратно. Однако суд в этом ему отказал, сославшись на то, что суд посчитал, что он в достаточной степени владеет русским языком. Решение обязательно будет подавать апелляционную жалобу, так как ни защита, ни сам Абдулла не согласен с вынесенным решением. Всем передает большой селям. Он с достоинством принял это решение. И надеюсь, что 3 дня для него быстро пролетят. На тлі чергових облав прокуратура Криму почала кримінальне провадження за статтею «Порушення недоторканності житла». Наголошують, що політика країни-окупанта спрямована на утиски та репресії. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала обшук залякуванням кримських татар. Також омбудсмен закликала міжнародну спільноту тиснути на Росію для припинення порушень прав людини на півострові. Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Так звані докази у справі Ельвіра Аметова, голови Судакського регіонального меджлісу, неприпустимі, оскільки зібрані з порушенням законодавства. Адвокат Олексій Ростовцев вимагає повернути справу окупаційному прокурору на дорозслідування. Той вирішив взяти перерву для з'ясування своєї позиції. Ельвіра Аметова звинувачують у незаконному зберіганні частин старовинної вогнепальної зброї, вилученої в його домашньому музеї. Дознаватель не получил письменного указания, то есть письменного постановления начальника органа дознания на принятие материалов проверки в свое производство. Статья 41, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит о том, что дознаватель вправе приступить к производству по делу только с момента получения письменного постановления начальника органа дознания. Такое постановление в материалах уголовного дела отсутствует. Это говорит о том, что все доказательства, собранные с нарушением, начиная от возбуждения уголовного дела, являются недопустимыми. А недопустимые доказательства препятствуют суду вынесению законного и справедливого приговора. Поэтому сторона защиты попросила вернуть дело на дослідування прокурора. Окупанти вдерлися до оселі Ельвіра Аметова у вересні 2019 року. Вони фактично знищили його музейну колекцію, яку той збирав 20 років. Серед вилучених окупантами експонатів старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ельвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідоцтва того, як розвивалася історія кримських татар і мають виключне культурне значення. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання та зберігання зброї. Український воїн підірвався на невідомій вибухівці. Бійця з уламковими пораненнями терміново ушпиталено, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він у задовільному стані. Крім того, російські окупанти били по позиціях українських захисників важкими мінометами, ПТРК, а також гранатометами різних систем. Загалом ворог тричі порушив тишу, кажуть у штабі. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Контррозвідники СБУ накрили російську агентурну мережу на Херсонщині. Її очолював колишній співробітник регіонального управління Служби безпеки, передає прес-служба СБУ. За завданням ФСБ резидент створив розгалужену мережу інформаторів. Серед них були службовці СБУ, місцеві прокурори, поліцейські, надзвичайники та колишні посадовці обласної адміністрації Херсонщини. Встановлено і московського куратора агентурної мережі. Це кадровий офіцер ФСБ Віталій Король.
контроль, який, за даними СБУ, спеціалізується на Україні. Москву цікавила таємна інформація про особовий склад українських спецслужб, військових, правоохоронців та місцеву владу. За це резидент діставав з Москви щомісячну платню. В нього знайшли значні суми в доларах, євро та, звісно, в російських рублях. Також вилучено електроніку та російську символіку. Затриманому резиденту оголошено підозру у державній зраді. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку. Російську службу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Також їх цікавили дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами цих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Штрафи за порушення в'їзду-виїзду на окуповані території скасовано. Відповідний закон, який Верховна Рада України ухвалила наприкінці червня, підписав президент Володимир Зеленський. Ним передбачається, що до українців, які проживають на окупованих територіях на час дії карантину або блокування роботи пунктів пропуску, не застосовуватимуться штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду. Але для цього мають бути гуманітарні обставини. Серед таких повернення громадян України до місця свого проживання, воз'єднання родини, важкі хвороби або смерть родичів, прийняття спадщини, необхідність проходження лікування або забезпечення ліками. До гуманітарних причин також віднесено перетин межі з дитиною молодшою 16 років у супроводі опікуна для оформлення українських документів. Тут можна зробити українські документи у сучасному ЦНАПі, а у приміщеннях сервісної зони можна відпочити і підзарядити телефон. Правозахисники з Херсонського офісу «Кримсос» проінспектували пункт пропуску Чонгар на межі з окупованим Кримом. Відзначають поліпшення умов, але зауважують, що досі немає крамниць, банкоматів та обіцяної автостанції. Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир запевнив, що її відкриттю перешкоджають бюрократичні перепони, але до кінця року вона вже має запрацювати. Зараз плануємо розбудувати дорожню інфраструктуру. Ну і зараз там надається повний спектр адмінпослуг на межі з Кримом. Тобто люди, які приїжджають з Криму, що розуміємо, навіщо вони приїжджають. В першу чергу там паспорта, інші там всі ці заходи, вони все отримують. Все, що можливо, ми там зараз робимо. Зараз працюємо над тим місці, зараз з Міністерством інтеграції для запуску максимально швидко цих автостанцій. Ну це не все від нас залежить. Є бюрократичні механізми, які просто не можна переплюнути. Як людина, я розумію, що потрібно зробити, але як держслужбовець я буду нести за це відповідальність. До кінця року на КПВВ «Чонгар» мали завершити реконструкцію сервісної зони. Компанія «Сокар» має зробити там автозаправку, аптечний пункт та магазин з кафетерієм. Головний спеціаліст з управління пунктом пропуску розповіла про благоустрій сервісної та режимної зони. З водою в нас були великі проблеми. В період дощів заливало там нашу свердловину. Але все ми вже прибрали, довели до ладу. Все працює в штатному режимі. Є вода, працює каналізація, є світло, слава Богу. Все нормально. Підприємство працює в нормальному режимі. Стараємося зробити так, щоб людям було переходити адмінмежу з комфортом. Загрозливим правозахисники називають брак експрес-тестів на ковід. З 17 червня на вільній частині України встановлено зелену карантинну зону. Кримчанам не потрібно проходити самоізоляцію та робити тестування. Тому пункти з експрес-тестами на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» не працюють. Був представник Червоного Хреста. Зараз у них, на жаль, немає тестів, але вони будуть видавати тести, хоч і закінчилася програма «Дія», тести все одно будуть бажаючим видаватися. Люди здебільшого задоволені. Кажуть, умови значно кращі, ніж з боку окупованого півострова. Та й зміни помітні. Там вот за все время, что я проходила, раза 3, наверное, условия как-то никак не улучшаются. Здесь, в принципе, как бы, я так понимаю, слышат просьбы людей и выполняют их.
Адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках щорічно перетинають близько 2,5 мільйонів людей. Такі дані наводить Державна прикордонна служба України. Ковідного 2020-го цей показник впав до 400 тисяч перетинів. Чекали Росію, а залишились ні з чим. Кримські рибалки з Сиваша скаржаться на утиски з боку окупаційної влади та на знак протесту готуються перекривати траси. Причина – здирницькі квоти на вилов риби. Рибалки обурюються, дозволи видають в Ростові і лише місцевим. А кримським риболовам відкрито сказали про розпорядження – кримчанам дозволи на вилов не видавати. Люди скаржаться, що окупанти системно знищують рибальство, і поки по той бік Сиваша українські рибалки вільно працюють, кримчани залишилися без роботи. А вот на последнем собрании мы были, был представитель президента, научный сотрудник, он уже доцент, уже пенсионер, он еще работает. Он сказал открыто: да задолбали вы, нам Ростов приказал наука, чтобы мы все херили, он открыто сказал. И куда бы вы ни пойдете, у вас ничего не получится. Это два. Третье, Журавка, Лабань, Пеленгас, приходит Сиваш, поела, и в июле месяце ушла. Украина ловит, Турция ловит, Болгария ловит. Все. Кроме кого? Кроме вас. Кроме Крыма. У людей кончается терпение. Потому что невозможно, люди, это было 100 бригад на Севаше. Остается последний вот умирающий. И все в таком возрасте, что работу найти. Мне 60 лет. Я не могу нигде найти работу. Мне до пенсии еще 3 года. У меня забрали и то. У нас остался один ход. Вот старикам собраться с детьми, со всеми, выйти на трассу, честное слово. Перекрыть трассу, может тогда президент обратит внимание. Мы за Россию шли. Мы никогда мы не думали, что мы попадем не в Россию. Это получается, что мы не домой попали. Нас просто поимели и убили. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшней информационной повестки дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, звоните по скайпу atr.tv, это наш адрес, нам важен ваш голос. А я хочу підключити к нашому ефіру Андрія Добрянського, директора з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Він зараз з нами на прямому зв'язку і, естественно, обсудить соглашение о Северном потоке между Германией и Соединенными Штатами Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас, дякую за запрошення. Зараз досить серйозний час на відносини США-Україна. Да. Пане Андрею, насколько мне известно, Украинский конгрессовый комитет в Америке выпустил такое жесткое заявление относительно этого соглашения между Америкой и Германией по Северному потоку-2. Вот что включает в себя ваше заявление? Ну, в заяві ми просимо президента Байдена, щоб він тримався до законодавства Америки. Так як ми чуємо від наших друзів у Конгресі і від всіх у Конгресі, це є двопартійна підтримка України, двопартійна підтримка санкцій проти Північного потоку, які не тільки перейшли в законодавстві у 2019 році, але були підкреслені жорстокі такі санкції у 2020 році. І виглядає, що президент Байден
мав якусь угоду з Німеччиною, в яким вони будуть мати дозвіл скінчити Північний потік, але ще до нинішнього дня ніхто від Білого дому, ніхто від Держдепартаменту не міг пояснити до Конгресу, як це сходиться разом з законодавством Америки. То є досить серйозна справа. Не можна тільки виключити санкції сам Білий дім, ані Держдепартамент, держсекретар. Це мусить статися згодом законодавстві. І будь-яка анонс, яка вийшла цього тижня, треба якусь підтримку чи під Конституцією, чи під законом Америки. І зараз тепер мовчають у Білому домі. А как много конгрессменов сегодня в Соединенных Штатах Америки, которые выступают против этого соглашения? Как их, насколько их много? Так, досить багато. По-перше, ми знаємо, що наші, котрі підтримують Україну, тобто члени кокусу, так званий, і в Палаті представників, і в Сенаті, обидва організації, ті кокуси, вони оголосили, що вони не згодуються з цим анонсом. Далі вони так само просять, і чуємо, нині було відкритий лист двопартійний від кокус у Палаті представників. Як ви знаєте, є зовсім контрольовано демократичної партії, тобто партії президента. Вони звернулися до президента, що вони не згодилися, що він запросив президента Зеленського прийти 30 серпня, коли ніякий конгресмен чи сенатор буде у Вашингтоні. Просять президента Байдена, щоб змінити дату, коли президент Зеленський може мати зустрічі з цілим конгресом і не тільки з Білим домом. Далі, щодо угоди, це з Німеччиною, чуємо дуже багато від демократів зараз тепер. Вчора вийшло заяви від представницькою, то є конгресменкою Марсі Кептер з Огайо, яка очолює. Вона не тільки говорила в Палаті представників, але кілька заяв видала. Сенатор Уайтхаус, сенатор Карден, сенатор Кейн, це всі демократи зараз тепер, я садаю. Вони всі садали, що вони не є задоволені з тим. І зараз хочемо чути, яка та розмова буде між Білий дім і Конгресом. Пан Андрею, как вы считаете, намеренно ли была перенесена дата визита Зеленского на 30 августа, уже постфактум соглашения по Северному потоку-2, постфактум проведения саммита Кримської платформи? Так, і так само зараз у цей важливий тиждень, коли Україна відзначує 30-ту річницю незалежність, так само. Зараз в Америці ця дата пропаде зараз тоді, коли є вихідних для Америки, буде свято в Америці, де це не буде робочий день. Переважно більшість людей виїжджають з міста на оселях чи на пляж, або це такий традиційний кінець літа. Не урочистий день на прийняття з президентом. І так само не на рівні штатовий візит, як ми бачили вже роками, коли лідер іншої держави приходить і є мала парада чи будь-який фет для нього. Це має бути якийсь робочий візит, тобто тільки з президентом і ніякі інші урочисті події. То не належить для країни, яка, як ми чую, коли я виступав з вами, я підкреслив скільки разів від початку цієї посади Байдена, і він, і його радники говорили, яка важлива Україна є. Ну, як Україна є такий важливий партнер Америки, будь ласка, покажіть на рівність, щоб президент, будь-який президент України, коли він приходить, щоб це була важлива подія, щоб не тільки Білий дім його призначив, але щоб цілий уряд Америки призначив його. І так само я не можу перейти це без згадати, що і вже президент Зеленський має приїхати до Нью-Йорку на Генасамблеї через 20 днів після цього візиту у серпні. То йому вже просить Байден приїхати раз до Вашингтону, вернутися в Україну і ще раз вернутися до Нью-Йорку через 3 тижні,
коли так само Байден буде у Нью-Йорку на зустрічі. Не знаю, чому таку дату вибрали, але це, як я згадав раніше, вже конгресмени, вже сенатори звертаються до Білого дому за запрошення, щоб була зміна дати. Пан Андрео, давайте вспомним, с какими лозунгами приходил к власти Джозеф Байден. Америка вернулась, были очень жесткие заявления относительно территориальной целостности нашей страны, относительно вообще всего мирового порядка. Вот как вы думаете, по Северному потоку-2 тоже были довольно жесткие заявления Джозефа Байдена и его администрации. Как вы думаете, что произошло такого, что риторика Джозефа Байдена изменилась в диаметрально противоположную сторону? По-перше, ми бачимо, що багато друзів України є включені в тієї адміністрації. Тобто підсекретар Вікторія Нуланд, яка оголосила це, сам президент Байден говорив проти Північного потоку відкрито. Сам держсекретар говорить і до нинішнього дня, чого у Держдепартаменті представник так само підкреслив слова держсекретаря Блінкена, що вони є проти Північного потоку, що це недобре для цілої Європи. Мусить бути декотрі особи у адміністрації, такі як проти котрих ми тут, як Український конгресовий комітет, вже висловили, що ми були проти декотрі експерти, який Білий дім виготів як радниками, експерти такі, які сходуються разом з Росією. І втім, що ми вже чули, що вони би хотіли прийняти, так як чоловік Рожанський ми чули кілька місяців тому, який досить сильно підкреслює позиції пана Путіна у різних think tanks тут у Вашингтоні. Ми так думаємо, що мусить бути декотрі особи у команді, які мають свою думку про світовий баланс. Втім, перш за все думаємо за радник президента Джейк Саліван, який очолює його Ради безпеки. Як це би була його позиція, де під нього би був цей чоловік Роджанський, виглядає, може ця особа Джейк Саліван пропонує таку позицію, втім ми б не сходилися з ним. Але я мушу підкреслювати, що ми ще бачимо досить багато осіб, які підтримали Україну вже понад 10 років, які є частини цієї адміністрації. І щось не вирівняється, коли сам президент Байден каже, що Північний потік не є добра ідея для цілої Європи, чи то Україна, чи то Західна Європа, чи коли Блінкен каже, чи коли будь-кожний конгресмен, який про цю справу говорить, є проти цю ідею. Знаємо так само, яка вийшла заява міністра Кулеби разом з Польщею, що і інші радники, і союзники Америки, так як Польща, так як Балтійські країни, Литва, естонці і інші так само не згодилися з цієї угоди. То чому би так сталося, не знаємо, але ця праця до нинішнього дня, в яким адвокати за українську владу, за українську територіальну цілісність тут в Америці, ми домовилися з Конгресу, щоб вони законопроєкт перейшли, що таких звільнення від санкцій не може бути. Я мушу знову підкреслювати, навіть як був цей анонс від Білого дому, ще немає будь-яке пояснення від Білого дому, як це сходиться разом з законодавством Америки. Цей закон існує. Такий анонс, я ще не знаю, як це має йти. Чи довічність він підпише місячно дозвіл для Північного потоку, не знаю. Пан Андрей, вот до вас в нашем эфире был Андрей Пиантковский, довольно известный политический обозреватель, который на данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки. И он допустил такую мысль, что на Байдена могли повлиять представители пророссийского лобби в администрации президента США, и в частности шла речь о Джоні Керрі. Как вы думаете, есть ли жизнь вот в таких словах? Так, знаємо, що Джон Керрі вмішається у справі про клімату, і так само він є при столі, так як кажемо, у Ради міністерів. Але, втім, я не знаю, чи він би мав такий вплив, як змінити
цілий стан уряду Америки. Я так мусить бути якесь домовлення, може від Керрі, бо ми знаємо, що він поїхав до Москви, знаємо, що була угода з Узбекистаном мати там якусь військову місію Америки щодо майбутністі Афганістану. Але втім, я не думаю, що він би мав такий вплив зараз тепер. Як я кажу, є законодавство щодо санкцій, є офіційна позиція Америки проти Північного потоку. Є цей анонс, так, розумію, що є анонс, і включно в тім анонс вони і Америка, і Німеччина підкреслили, що це буде партнерство. Знаєте, як ми, адвокати в Америці, і так само Україна просить вже НАТО роками за цей доступ до НАТО, цю програму. Але в цей анонс вийшло, що є інша програма партнерства, що Америка і Німеччина би хотіла мати партнерство з Україною щодо зелену енергію. Я не думаю, зараз тепер це може перейти без більших, докладних, точніших пояснень, як підтримує Америка українську територіальну цілісність. І зараз, коли ми чуємо через менше тижня, коли Путін оголосив свої плани через цю заяву у газеті, його в журналі, що ми чули, що він вже не тільки думає про Крим, але про інших остров у Чорному морі. Ну вот, если говорить об этом соглашении, конкретно какие нам гарантии дает это соглашение? Или абсолютно нет никаких гарантий сегодня? По-перше, включення до НАТО, процедура до НАТО якнайшвидше. Це вже люди говорять, що президент Ющенко про це говорив у 7-8 році, але ще у 2-му році міністр під президентом Кучма звернувся до НАТО на зустрічі у Ісландії і просив за цей мап, цей дорогу до партнерства. Чому до нинішнього на 20 літ на вищій рівні Україна стоїть як мілітарна сила в Європі, ніж інші члени НАТО? Це би було конкретно, так як я говорю, якісь конкретні гарантії, як Україна би починала цю процедуру. Далі ще нам би треба докладніші гарантії, ніж ми отримали, ніж Україна отримала у 94-му році в угодах у Будапешті. Ми бачили, які ті угоди, що там вони гарантії мали, як після цього, коли Росія мала свій напад. Це не вистачить. Ми знаємо, що гарантії мусять бути певніші, ніж ми отримали у 94-му році. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку з США, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Це Глотослар Менсі Хрым-татар тілінеке чим ве бұл программамыздың невбеттеки бөлігіні енді Хрым-татар тілінде алып бара жақмыз. Студиямызға тешриф бұйырған мұсафиріміздің тағзым етеміз. Хрым-татар милли межлisi азасы Ризаға Шевкеев. Селам алейкум, хош келдіңіз, Ризаға. Ризаға, қатенде сіз яйынларымызға әр вақыт келгеніз вақыт Будапешт меморандумы ақында айта едіңіз, айтмаға да девам етесіңіз. Ве бұл күнлері не язық ке мұна Будапешт меморандумына бензеген бойре бір Америка ве Алмания тарафындан таздықланған аңлашма пейда oldu ve bu аңлашма Шымали Ақым 2 ақында Дейлер, фақат біз аңлаймыз ки, бұл аңлашма sadece Шымали Ақым 2 ile bağlı değil, bu umumen böyle siyasi bir sualdır. Bu umumen Ukrayna'nın milli merakları olған bir sualdır ve bugün ne yazık ki biz Garp ülkelerinin Ukrayna'nın bazı böyle milli menfaatlarına kozunu yumğanını gördük deyler. Siz bu fikirden razısınız mı? Evet, birinci bu son zaman politikada ketken meselelerini bakan son, analiz yapan son. Birinci de bunu düşünecek edi. Merkel topal papi deyip ayta ediler.
Mına ikinci topal papi ortağa çıktı. Biden da öyle papi oldu. Onu birinci bu son Putin'in konuşken son o zaman belliydi. Bu çok gizli konuşup açıklamadılar beraberlik konferansiyada. Ondan belliydi. Onların arasında bir gizli laflar da geçkendir. O zaman ben bilesem Putin özünün KGB, FSB talantın netip faydalanıp ona kompromatların ayttı ona karşı benim fikrimce. Ondan sonra Biden çıkıp biz her şeyin çizgen gibi olup bir boş laflar ayttı. Yani bu yüz vergen hep hadisələr Женева bu konferansiyasından son böyle bir neticeler peydalanmışımdı. Şimdi bu devamı Ceneva'da konuştu. Bu devamı ola niye gizli laflar olgandan mına şey anlaşıldı. Biden mesela Severny Patok olmayacak deyip başından aytaydı ama bir adım ona karşı yapmaydı. Tek bir iki laflar etiydi. Ama şimdi Rusya bitirgen son bu Severny Patok'nu şimdi o aytaydı 99% şimdi oldu. Şimdi onu biz razı olacağımız deyip ona netip onu gösterip Ukrayna'nı satkan gibi ola. Çünkü bu mantıkla aslında mümkün aytmağa. Mına men kelgende zaten Kırım işgal etildi. Zaten Donbass'ta cenk başlandı. Men olmaganda işte bu olmaydı. Men prezident oldum işte bu hadiseler şimdi barlar deyip aytmak da mümkün. Ama ama Putin'den sakına o. Sakına anlaysınız mı? Putin öyle bir oyuncu dünyada birinci adımlar o yapar. Son onun ardından başka devletler başlarlar yapmaya. Bu aklınızda olsa neden de Reagan diyecek olan Trump'la da konuşken de o zaman da Trump konuşken son çıkıp aynı bir silah tavuk gibi özünü alıp vardı. Ama Trump Biden yok ama o başka türlü ama yana da o laftan son onun çırayı yok idi. Niçindir? Ona da bir kompromatlar göstergendir ama o onu çok bakmayı işin becerdi. Trump özünün ben bilesem ahalinin gösteriydi. Ama bu Biden bir aynecilik gibi başladı yumuşatıp sonuna geldi Ukrayna'nın sırtına bir bıçak vurdu. Şimdi bunu düşündükten sonra ne yapmak gerek Ukrayna taraftan? Ben desem Ukrayna taraftan bir açık müracaat yapmak gerek. Amerika halkına, kongreske, senatorlarga böyle müracaat. Aynı Biden'e de değil. Bütün Amerika halkına bu Severny Patok başlamak gerek Budapest memorandumdan garantiyaların yapmayı vaktine şimdi de Severny Patok'nu da böyle razılık verirler. Ukrayna'nı böyle bir ağır kaldırırlar. Ukrayna'nı sanki Amerika'da Biden'da bu Rusya tübüne tebergeni gibi olur. Aman eğer Ukrayna'nın parası olmasa ekonomikası düşse bu Biden'in işleri için bir parçası son ne olacak? Ukrayna basıp almaya Rusya'ya çok yengil olacak. Onun için böyle koymak gerek ortağa. Eğer Ukrayna'nı böyle ağa kaldırsanız Ukrayna'nı aselet bu Rusya tübüne tebergeniniz gibi sayacağımız deyip böyle bir mutlaka müracaat gerek. Ondan sonra bu müracaatta yazmak gerek. Bana yakında olacak Kırım platforması anda gerek öyle adamlar gelmek gerek Amerika'dan. Kaysileri bu Patok'tan razı değiller. Kaysileri Ukrayna'nın dostlarıdır. Bu büyük iş alanından, büyük kongresler, senatorlar mı biri gelmek gerek. Şimdi Biden gelmeyeceğini çoktan biliyorduk. Böyle bir adamlar gelsinler de bu platformada Ukrayna'nın politikasını, Ukrayna'nı işgal etmesin kol tutsunlar da böyle devamları olsun, işleri olsun deyip sayam.
Я мұны насыл түшінесін? Шымды Зеленский мәлім олғаны кебі Америкаға yol alacak ve dediler ki avgustun sonunda demek bekleyler eken Zelenskiy'ni Washington'da bu endi Kırım platformasından sonra bu endi bu demek Şimali akım eki anlaşması tüzülgenden sonra gerçekleşti bir şey değiştirebilir mi endi Zelenskiy? Eğer Ağustos'un sonuna barsa çok şeyinci akıp gidecek. Ben belirse bana evvelce bu müracaatını yapmak gerek de platformada bir güzel gerekli kararlar çıkargaylar. Ama sonundan bargan son o toydan son hına gibi olacak. Onu ben bek huvanmayım aslında. Son daha bir neler. Biden aynı hazırlayırken bu patoklu severni patok açılgan son onlar Ukrayna'ya para yardımı verecek ekenler o ya yok. Yani onlar verecek zaten paranın, onlar sadece 1 milyar dolar verecekler deyip ayttılar. Fakat Ukrayna bu tranzitten 2 milyar dolar joya. Aman o uç değil. Yok yarısı değil. Umumen 4 milyar dolar bu tranzit. Yarısı geçecek olsa Ukrayna bölgesinden bu 2 milyardını Ukrayna joya. Bunlar ise 1 milyar dolar vereceklerini aytalar ama bu da biraz böyle aldatmaca bir şey gibi. Çünkü indi korcuk. Bana son anda Rusya'nın da anlaşma yaptırırız 10-15 yılga bu olar. Ama bugün briefing oldu bu Putin'in hancığı var da Zakharova. O çıkış yaptı briefingde. O doğrudan ayttı. Nasıl anlaşma 10-15 yılga Ukrayna'nın gaz indik edecek Severni Patok değil. Bizi nasıl mecbur edecekler? Ekonomika taraftan biz zayıflengeyiz de onun böyle anlaşma yap. O indi açıkladı onu. Indi bitti. O indi 2 milyar indi o 1 milyar verilse desek 2 milyar joyuldu. Onu vermez. Rusya yapmaz. Ya da onu vermek için aytacak Kırım'a razı olun Rusya'ya kalmağa. Onun için ben sakınam, Biden böyle hareketler yapkan son, o aytmak mümkün Ağustos'un sonuna Zelenskiy'e indi siz razı olmak gereksiz. Hükümeti saklamak için Kırım kalsın orada, Donbass'tan olar çıkarlar mesela ya da bu Formula Steinmeier'den razılık veriniz de ana kalgan devletiniz saklarsınız diye böyle bir o müracaat edecektir diye düşünüyorum. Ya belki bana Rezağa men düşüneyim ki hakikaten şimdi bu hadiselerge bakar eken de çok böyle vaziyet ağır korune. Yani hakikaten de bana Ukrayna'ga sanki dersin ihanet etkenleri korune. Bu Şimali akım ki meselesini alacak olsak sonra bu Ukrayna'nın demek kanunlarına Steinmeier formulasının körsetilmesi gerek olganını Merkel ayta sonra Amerika Birleşken Devletleri'nde de bu kıbışımda demek seslendirmeler kelgen ve hakikaten de böyle vaziyet çok kara siyah dehşetli olarak korunuyor ama belki de bu böyle bilmeyeyim Amerika prezidentinin böyle bir büyük oyunudur. Belki de her şey hakikaten de o kadar dehşetli korunmaydır. Belki de ihanet yoktur ya da siz böyle ışık görmeyesiniz. Çünkü ben hatırlayayım Amerika prezidenti seçimleri olğanı vaxtında aklınızda herkes Biden'ın gelecekti. Bilmeyeyim çünkü onlar demokratlar, onlar yıllarca, 10 yıllarca demek bu sistematik siyasetini alıp baralar. İşte dünya hafızlığı, insan hakları, bilmeyeyim işte bu prensipler, ценностler deyip aytalar. İşte bu şeref meselesi etrafında onlar çok meşhur böyle bir siyasi güç etmeye de devam ederler. Belki de bu o kadar ihanet değildir. Nasıl düşünüyorsunuz? Belki de bir oyundur. Eğer bu politik oyunu olsaydı Amerika'nın politikumu yarıga bölünmez idi. Çok senatörler, kongresmenler anda karşı çıkarlar bu Biden'ın yapkan işlerini. Eğer bu oyun olsaydı onlar incemeyi bekleyerdiler. Ama onlar da büyük politikler. Onlar Koreliler. Bu yanlış yol olganı. Bu öyle oyun son Putin'in oyun oynamak geçmez.
Putin'in razvedkası, GRU'su bütün hükümet nelerine, ofislerine çalışarlar da onu aldatıp böyle geçmiyor. Putin'i tek açıklıkla, açık laflarla, doğru yollarla yerine koymak mümkün. Buna mesela bugün Kore'miz Pribaltika hükümetleri karşılık yaparlar, çıkarlar bu Severni Patok'a, Polşa ve bütün bu Rusya'nın kokusunu bilgen hükümetler, Avrupa hükümetleri hepsi anlayırlar neye kete bu yol, alıp barılgan yol. Onlar onun için ayakta durdular. Onlar hazırlar netmeye, birleşmeye. Buna yakında doğru etti Piyantkovski. Yanı birine kurmak gerek, birleşmelik kurmak gerek. O hükümetler çokluktur. Evet bu Fransa nelerini, Almanya'nı endi çetken bakmıyorlarga Büyük Britanya baranda, Türkiye var, başka hükümetler var. Onlarla bir anlaşmalar yapıp böyle bir koalisya, politik koalisya kurmak gerek de belki de bu Kırım platformasına onlarını çağırtıp böyle karşılık çıkargaylar, böyle adımlar yapmak gerektir deyip sayan. Aslında bekleydiniz mi böyle olacağını? Yani Biden'ın gelgenden sonra bu kavuşumda haberlerle karşılayacağımızı. Biliyorsun birinci günden bu ifariye ana endi Biden geldi deyip kuanıp yürüyecek öyle aklıma gelmeydi ama son kete onu anlap başladım o zimcasına. Bu Biden'ın mutlaka bir böyle bir fayda olmaz. Birinci bu silahla paranı başladı tutmağa, kesmeye. Ondan başladı, anlap başladım o zimcasına. Bu Biden'dan ama da Patok'a razılık vereceğin asla aklıma gelmeydi. Bilesiniz daha ondan başka siz onu da soracaktırsınız. Mahkeme için Rusya mahkemeye ESPÇ'ye verdi. Bilesiniz Bu asıl da çok meraklı böyle bir şey. Birinci de ESPÇ'ye kana onlar benim sözümü işitsekenler ya da bizim politikler işitip çalıştırdılar. ESPÇ bu işini kaytarmak gerek. Ne için? ESPÇ'nin kararların becermegen Rusya hükümeti yok anda hakikat kıdırmağa. Çünkü ozu becermedi, yapmadı çıkan kararlarını. Onlar için bana mecliste ekstremist bölgüsü deyip onu kararını çıkarma becermedi Rusya. Daha da çok neler. Onun için birinci de ESPÇ onu kaytarmak gerek, bakmaya. İkinci de bu ne için bu alga kaldık? Siz ayttınız Budapeşt memorandumunu çoktan beri başından çoktan beri aytım. Aman ben aklıma 16. seneden onu her zaman böyle açıklap laf ettim. İnanan bu gerek şey ondan başlamak gerek. Eğer Ukrayna bu mahkemeye verseydi Budapeşt memorandumunu becermegen garantlarını Amerika, Büyük Britanya, Rusya ve ardından Kitay, Fransa'da imzalanan onlarını Sovyet mahkemeye halkara mahkemesine bakıp ondan karar çıkmak mümkün idi. Mutlaka mecbur etmeye bu hükümetlerini özlerin imza çeken vazifelerin yerine getirgeler. Nasıl getirecekler? Özleri düşünsün de yapsınlar. Meraklısı şunda ki ne bu anlaşmada, bu Şimali Akım 2 anlaşmasında onlar aytalar biz bu kifayetini beremiz. Tranzit Ukrayna işte bölgesinden geçeceğine biz Rusya'nın bu demek borunu, gaz borusunu böyle baskı aleti olarak kullanmasına izin vermeyeceğimizni aytamız.
деген bu anlaşmada yazıla. Bu cümleler fakat bunu nasıl şekilde gerçekleştireceklerini yazmadılar. Aynen Budapeşt memorandumunda da olğanı gibi anda da Ukrayna territorial bütünlüğüne, Ukrayna istiklaline ve ilahri destek vereceklerine ve eğer ki bir devlet bu devletke yani Ukrayna'ya hücum etse onun territorial bütünlüğü için böyle yardım edeceklerine degen cümle var fakat nasıl şekilde bunu gerçekleştirecekleri hakkında hiçbir şey yazılı değil. Buna problem, bunda konkretika yoktur. Evet o problem. Olmasa yani ne talep edeceğimiz? Ama gerek edi 14. sene bu işgallık başlagan son onlar bu Budapeşt memorandumu devletlerin toplaşmağa da yana bir netip konuşup yana bu memoranduma koşmalar yapmak gerekirdiler. Çünkü yolların göstermek gerekirdiler de imzalamak gerekirdiler. Böyle adımlar yapacakmız. Evet Rusya ona koşulmaz idi. Koşulmazsa koşulmasın. Ama bu hükümetler özlerin yolların gösterseydiler bütün dünya bilirdi, Rusya duyardı böyle adımlar yapılacağını. То есть сделал дополнение к этому Будапештскому меморандуму. Ama onu yapmadılar. Yazık ki. Ana mahkemeye baktırmadılar. Mahkemeye olarını bakacak. Ukrayna'nı mahkemeye çağırtıp Rusya bakacak iken Ukrayna'nın işi. Sanki bilesmi bilmiyorum nasıl bir şaşılacak bir iştir. Onun için eğer yani YSPÇ onu bakmağa alsa ben YSPÇ'ye de vallahi işan taşlamayın çünkü bana fond Kırım'dan ben mahkemeler verdim. 4 mahkeme anda tura. Onlar kabul ettiler bakmağa. 16. senesinden, 18 senesinden, 19 senesinden 4 tanesinde tura asla bakmaylar. Kabul etkenlerden yazılar verdiler ama bakılmıyor. Niye uzatalar? Anda da onların adamları var. Anda da çalışmaları var. Ben sakınam YSPÇ içinde bu Rusya'ya taraftarlar, satılganlar çokça olmak mümkün de başlarlar Ukrayna'nı mahkemeye bakmağa da dan kabatlarlar Ukrayna'nı da til için başka bir şeyler için taparlar olar. Rusya'nın da atışmalar çıkardı ama şimdi Ukrayna'nın omuzlarına yüklemek mümkünler öyle bir neler olmak mümkün. Ondan Hem de meraklısı şunda ki bu YSPÇ meselesinde aslında Rusya özü 2020 senesi aklınızda mı anayasaga değişmelerle bağlı böyle bir plebissit geçirgen edi. Ve demek bu değişmelerle bir sırada özünün kanununun halkara kanunlar üstünde olganını belgiledi. Ve şimdi zaten bu demek YSPÇ bir karar çıkarsa bile onlar zaten onu yerine getirmeyecekler. Doğru ettiniz. Doğru. O birinci de ona bu YSPÇ'nin bana birinci sualde etmek gerek. Siz kararlarından özünüzün kanunlarını bizim kararlardan yüksek koygan son niye siz YSPÇ'ye asla müracaat etesiniz de etmek gerek de kaytarmak gerek. Yanında sual. Sizin fikrinizce ne için bunu Rusya yapar şimdi? Rusya her zaman dünyanın bir sualleri başı üstüne bir ağırlık gelgen son o yeni bir iş çıkaradı. Bütün hükümetler ona atılıp başladılar onun etrafına çalışmaya. Onun için şimdi atlikayişi manevr. Bu YSPÇ'den olacak şey olmayacağını o duya. Ama atlikayişi manevr. Herkes bu YSPÇ etrafına laf edecekler. Sanki Kırım kaytarılgan, sanki Donbass'ta atış toxtalgan, olarından çıkanlar. Herkes bunun etrafına çalışacaklar. Yok. Eğer YSPÇ'ye etmek gerek. Mahkemeye vermek için siz birinci Kırım'ı kaytarın da Donbass'ını boşaltın da son konstitüsyonu özünüzün anayasanızı yerine getirin de o zaman sizin işinizi bu müracaatınızı bakmaya mümkün deyip onların cevabı olmak gerek. Belki buna Rizağa şimdi biz sizinle laf etemiz demek halkara topluluğunun yani sivilizasyon böyle halkara topluluğunun Ukrayna menfaatlarını bir şekilde şimdi menfaatlarına kozunu yumganını ve dikkat etmegeni hakkında aytamız. Fakat biz her vakit zaten anlay edik ki dünya yani bizim yerimizge bizim problemimizni çözmeyecek.
Ne kadar olar bu problemalarga kifayet berseler de kenede olar birinciden özünün iktisadi menfaatlarını düşüneler ve bizim için hiç kimse savaşka cenkке kirmeyeceği zaten anlaşılaydı. Belki hakikaten de endi Ukraynaga gerek belgilemege ve anlamaga mını bizim problemimizni bizden gayrı hiç kimse çözmez. Elbet bizni destek eterler ki destek etmege devam eteler, ona da çok şükür. Ama mına Dağlı Karabağ'ın meselesini alacak olsak, anda nasıl ki hazırlandı 30 yıl Azerbaycan özünün topraklarını azat etmege, belki de Ukrayna'ga endi böyle stratejini gerçekleştirmek lazım. Evet. Ya da ama başta bak öğrenmek gerek nasıl Azerbaycan hazırlıklar tuttu. Azerbaycan benim bilgenimi böyle en pahalı arabalarını hükümette çalıştırıp biznesmenlerini kotertip öyle bir hararsız şeyler anda yok ediyor. Anda bir bütün tapkan paraların armiyaya verediler, silah toplaydılar ve dostlukka tırıştılar Türkiye'den, böyle becerip işler yaptılar. Ukrayna ne yapar? Ukrayna'dan özünün halkın bir mobilizasyon politikasını yapmadı. Halka anlatıp olmadı. Biz böyle ağır aldığımız hükümetini basıp almak mümkünler. Onun için bütün halk anlamak gerek, biznesmenler anlamak gerekler. Hepsi beraberlikle tırışıp Ukrayna'da böyle büyük militarizasyon politikası başlamak gerek. Büyük hazırlık olmak gerek. Mobilizasyon. Mobilizasyon deyip o mobilizasyon ben şimdi beğendim, bu kontrakt armiyasını kuracakların o da bir güzel bir iştir. Ana ona para tapmak gerek de hazırlık tutmak gerek. Bu kontraktlerini öğretmek gerek. Çet devletlerden instruktörler gelgeler. Ondan silahlar satıp almak gerek. Bütün hükümet, bu pромышленность, bütün çalışmak gerekler buna. Eğer bunu yapmasa özü Ukrayna, evet anladık, tek askerler vereceklerin Amerikan'ı endi umut etmeyimiz, daha onlar buna böyle satkın kararlar almak mümkünler. Ukrayna'nın satıp kararlar algan gibi yaparlar. Bakıp göreceksiniz, umut etemiz ki o kadar da böyle ihanet içerisinde değil. Garp belki de bir şeyler denişir ama şimdiki vaziyet dehşetli görünüyor. Bakıp göreceksiniz. Evet, her zaman işançka bir yer kaldıramaz ama Korgen'de politiklerin laflarına bakanda ben bir şey duymadım. Buna Zakharov'un bugün bir saat briefingi oldu. Ona bakanda onlar öyle o tırışalar etmeye aslında bir adım yol vermeye hazır değildi. Ve bir de diğer taraftan Garp siyasetçilerinin, hususan Litvanya, Polonya ve diğer Baltık ülkelerinin reaksiyasına bakacak olsak ki o çok böyle sert oldu. Sert çıkışlar ayttılar buna. Misal olarak Litvanya Dışişleri Nazira aytkanına göre eğer ki Garp Şimali akım eki leyhasına böyle yeşil ışık verse, demek ki Ukrayna'ga da NATO'ga kirmek için PDÇ verilmesi lazım. Yani böyle sert aytacağım böyle sert demek çıkış, böyle sert sözler bu hakikaten de bir şeylerinin doğru ketmegenini tasdiklayı. Evet. Çok sağ olunuz Rizaga stüdyamızga gelgeniz için ve son olarak Kurban Bayramınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Belki de siz de halkımızga bu bayram münasebetiyle bir şey faydalanıp aytacak olam. Saygılı halkım, Kurban bayramlarınız hayırlı olsun. Birincide Allah sağlık, selametlik versin. İkinci yerde men sayam işgallıktan tezce kurtulgaysız ve serbest vatan kırmızıga yaşagaysız. Kısmet olsun beraberlikle vatanınızda yaşamağa. Rahat özümüzün hükümetimizni, avtonomiya hükümetimizi kurmağında. Allah'dan bunu sorayım. Mukat olunuz özünüzge, birbirinizge. Çünkü bunda bilgi aldık. Rusya 6-6 раз занижает данные по ковиду. Onun için muhat olunuz, onu sayınız. Buna benim Xorantam da Kırım'daki bütün Xorantam hastalar 3. 4. gün hasevet temin
hepiniz muhat olunuz birbirinizge. Böyle kontaklar çok yapmanız. Başka o delta covid de başladı çalışmaya, kirmege. Onu gizleyeler sizden hükümet taraftan. Ama siz her zaman kocanızı tutun da mesela böyle toylar, toplaşılar böyle yapmanız açık. Bir muhatça olunuz. Sağlığınız sizin yaşayanınız o birinci yerdedir. Balaçalarını, torunlarını düşünmek gerekmiş. Çok sağ olun. Çok beyranlarga yetik. Teşekkürler Rizaga, stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için ve böyle güzel tilekleriniz için teşekkürler. Hürmetli Milli Meclis azası Riza Şevkiyev stüdyamızda musafir edi. Sevgili dostlar, men seni yazık ki bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim. Bugün informasyon programması bu günlük sonuna keldi. Ujdakadan Zaman informasyon programması sizlerden sonki haberlerinin selamlayacaktır. Sonra bu stüdyada Prime programmasını seyretmege unutmanız. Yarın Allah kısmet etse görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мұнарың сіл yüzünden, menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlarda ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip, asretine kavuşsun. Русия işgalçilері, Селяламон хадимлері ве тақиқатчылар Ибрагимовлар evine sabah saat 9'da surup kelgen. Sanki dersin taqиқат hareketlerini keçirmek için. Evde 9 kişi, 5 buyuk ve 4 çağına yetmegen bala yaşamakta. Ev yanında lakayt olmagan komşu ve yakınları toplaşı başladı. Никаких комментариев от силовиков, ничего. Ну вот оцепили, как всегда получается, оцепили дом и проводят следственные мероприятия внутри. Никого не пускают, никого не выпускают. 57 yaşında olgan ev sahibi Ali Ibragimov iş adamı. Xorontanın azık tükanı var. Uyken ve ortanca oğulları Mustafa ve Abdullah'ını tükanda tintuf geçirmek için anda alıp ketkenler. Старшего сына Мустафу забрали в магазин. Там тоже проходят следственные мероприятия. Я тоже с утра заезжал туда. Двери закрыты, внутри силовики, никого не пускают, никого не выпускают. Что они там делают, есть ли понятые, нет ли понятых, об этом нам неизвестно. İşgalci hübetçiler kelgen son Ali Ibragimov'un umur arkadaşı Gulvira hanım yaramagan, acele yardım çağırmaga mecbur oldular. Tintuf yerine kelgen advokatlarına ise silahlı Rus hübetçileri geçirmedi. Сообщите, пожалуйста, следующее, что это самое. Вы запомнили мою фамилию?
Аляга! Аляга, вы здесь? Это Эдем, адвокат приехал. До каких пор будет это продолжаться? И неужели в этом обществе сегодняшнем, да, что получается крепостное право никто не отменял? В нас, в нашем народе видят крепостных, что ли? Так получается? Что в любой момент можно прийти, забрать, арестовать, навесить ярлык террориста, экстремиста и так далее. Это очень возмущает, и хотелось бы услышать объяснение как официальных властей, так и органов, да, что же здесь происходит сегодня, где человек с внуками, с сына забрали, до сих пор никакой информации нет. Арби урбада олмаған экстремизмнен күреш меркезінің хадимлері Али Ибрагимовнан ортанжы оғлы Абдулланы Ибрагимовларынан қорантасына түкендан өз арабасына отыртып белі олмаған тарафқа алып кеттілер. Өз қорантасынен ана бабасындан айры яшамақта. 2018 сенесі март айында оны ишгалжілер Қырым ве Херсон велееті арасындаки мемори сыңырда тұтып қиынаған еді. Адвокатлар оны Кезлевнің полис бөлігінде тапып болды. Бірқач сааттан оны Кезлевнің ишгалжілер махкемесіне алып кетіп Хүкіметі башладылар. Оны ясақ етілген экстремистик тимсірлер тешвиқатында қабатлы оларақ танып, 3 күнге апске алғанлар. Было ходатайство о привлечении переводчика с крымско-татарского на русский и обратно. Однако суд в этом ему отказал, сославшись на то, что суд посчитал, что он в достаточной степени владеет русским языком. Решение обязательно будет подавать апелляционную жалобу, так как ни защита, ни сам Абдулла не согласен с вынесенным решением. Всем передает большой селям. Он с достоинством принял это решение. И надеюсь, что 3 дня для него быстро пролетят. Кечірілген тінтөвлерден себеп Қырым прокуратурасы мескен тиіл мемезлігі маддесі бойынша жинайдава башлатты. Тежауызжы девлетінің сиясеті басқа репрессияларнен бағлы дейлер. Юқары шурада инсан ақлары векелетлесі Думила Денисова есе тінтөвна Қырым татар халқының қорқузма интылуы деді. Омбудсмен халқара жематшылығына ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бозылмасы тоқтатылмақ үшін Русияге басқын арттырмаға чағырды. Наголошую, обшуки у помешкання громадян України суперечить міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Эльвира Метовнан давасы бойынша сөзді избатлар қабул етілмес, чүнки қанун бозылулары иле топланған. Судах региональ меджлис рейсінің адвокат Алексей Ростовцев дава материаллары прокурорға қайтарылмасына талап етті. Прокуроры сенайты жағыны білместен тенефус илан етілмесіні рижа еткен. Ишгалжілер Эльвира Метовна Эва ве шақси музейінде кечірілген тентув девамында тұтып алынған қадеми селянын қысмыларына сақлағанында қабатлай. Дознаватель не получил письменного указания, то есть письменного постановления начальника органа дознания на принятие материалов проверки своего производства. Статья 41, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит о том, что дознаватель вправе приступить к производству по делу только с момента получения письменного постановления начальника органа дознания. Такое постановление в материалах уголовного дела отсутствует. Это говорит о том, что все доказательства, собранные с нарушением, начиная от возбуждения уголовного дела, являются недопустимыми. А недопустимые доказательства препятствуют суду вынесению законного и справедливого приговора. Поэтому сторона защиты попросила вернуть дело на следствие прокурора. Ишгалжілер Эльвира Метовнан Эва ве шақси музейінде 2019 сенесі күзде тентув кечірген еді. Нетижеде Эвінден региональ меджлис елбач солғанны таздықлаған шеадетнамесіна музейінден есе қадеми эшияларына алғанлар. Шу сырада қадеми револьер қысмыдыр. Эльвира Метовнан сөздеріне көре бұл экспонатлар Қырым татар халқының тарихын насыл инкишаф еткенні көстермекте. Украина арби белі олмаған патлай жали түсінде патлаган оз штабында хабар еткенлеріне көре яраланған арби әжіле шекілді хастаханеге еткізілген. О қанатлендірі алды. Бұндан ғайры Русия ишгалжілері бұйық калибрлы майынлар атқан граната атыжы системаларыны қолланған. Уммен алғанда душман күчлері уч кере атышкес режиміні бозған.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Украина телекеслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі Херсон вилаятында Русия агентлеріні белгіледі. Региондаки телекеслік қызметінің сабық хадима елбасшылық япа екен. ФСБ бұйрығы еле хабердарлар ағына құрған. Олар арасында СБУ хадимлері, ерлі прокурорлар, полис хадимлері, құртарыжылар ве Херсон вилаяты мемориетінің сабық хадимлері. Москвадаки кураторда белгіленген бұл ФСБ забиті Виталий Король. Украина телекеслік қызметінің мәліметіне көре, отек Украина меселелерінен ұғраша екен. Москваны Украин мақсус қызметшілерінің еркен азалары, арбилер, оқу қорujылар ве ерлі әкемет векілері ақында мәлімат мерақландыра екен. Москваға мәлімат бергені үшін о ай айлы қала екен. Тентув девамында евінде $1 евро ве Русия рублелері тапылған. Бұнен бері электроники ве Русия тимсаллері тұтып алынған. Тұтылғанны Девлет қайынлігінде қабатлайлары. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку. Російську службу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Також їх цікавили дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами цих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Земаневи мемори қызметлер берув мерkezінде Украина весиқаларына алмақ мүмкін. Сервис зонасында есе ратланып телефонларына yüklендірмек мүмкін. Ақ Қорчалайжы Крымсос әрекетінің Херсондаки офис хадимлері чоңғар сыңыр кетіш ноқтасыны тефтіш етті. Шарайтлер эйлешкен дейлер, ама аляда түкән банкомат вейшандырылған автостанция yok. Херсон вилаяты Девлет мемориетінің башы Сергей Козыр қайдеткеніне көре ачылышқа бюрократик себеплер кедереті. Ама елінің сонына қадар ершей чалышы башлар деп айта. Зараз плануємо розбудувати дорожню інфраструктуру. Ну і зараз там надається повний спектр адмінпослуг на межі з Кримом. Тобто люди, які приїжджають з Криму, що розуміємо, навіщо вони приїжджають. В першу чергу там паспорта, інші там всі ці заходи, вони все отримують. Все, що можливо, ми там зараз робимо. Зараз працюємо над там місці, зараз з зміною інтеграції для запуску максимально швидко цих автостанцій. Ну це не все від нас залежить, є бюрократичні механізми, які просто не можна переплюнути. Як людина, я розумію, що потрібно це робити, але як держслужбовець я буду нести за це відповідальність. Елінің сонына қадар чоңғар сыңар кетішінде сервис зонасынан реконструкциясы бітірілмек керек. Сакар шirketi анда яқарлық ноқтасы илячхане түкән ве қавихане құрмақта. Кетіш ноқтасы идаре етілігі бойынша уйкен мутихасыз сервис ве режим зоналарының реконструкциясы аққанда тариф етті. З водою в нас були великі проблеми, в період дощів заливало там нашу свердловину, але все ми вже прибрали, довели до ладу, все працює в штатному режимі, є вода, працює каналізація, є світло, слава Богу, все нормально. Підприємство працює в нормальному режимі. Стараємося зробити так, щоб людям було переходити админмежу з комфортом. COVID-19 хасталығыны белгілей білген экспресс-тестлер олмағанны ақ Қорчалайжылар төлікеледей. Июннің 17-сінден Украинаның сербес қысмында карантиннің ешіл зона сыңырланулары чалышмақта. Қырымдан шыққанлар самоизоляцияда бұлынмаға, еда тест тапшырмаға мечбурды гел. Оның үшін шымдылік экспресс-тестлер япув ноқтасы чалышмай. Був представник Червоного Хреста. Зараз у них, на жаль, немає тестів, але вони будуть видавати тести, хоч і закінчилася програма «Дія», тести все одно будуть бажаючим видаватися. Мемори сыңырына кечкенлерінің эксериеті шарайтлерінен мемнун. Ишгалчилер тарафындан олған шарайтлерден баяғы яқшы дейлері. Там вот за все время, что я проходила, раза 3, наверное, условия как-то никак не улучшаются. Здесь, в принципе, как бы, я так понимаю, слышат просьбы людей и выполняют их.
Ел деваманда мемория сыңырына тахминен 2,5 миллион инсан кече. Бу малюматны Украина девлет сыңыр хызметі бере. 2020 сенесі коронавируснен бағылы сыңырланулар көрсетілген сон мемория сыңырына кечкенлерінің сайысы 400 бинге қадар түшкен. Русия келмесін бекледілер, енді есе бір шейсіз қалдылар. Севаш гөлінде балық тұтқан қырымлы балықшылар, ешғалжелер акимиетнан басқысы алтында бұлынғаны үшін трассаларыны қапатмаға ишандыра. Чүнки балық тұтылығы үшін квоталар көрсетілген. Балықшылар хабер еткенне көре рұқсетлер Ростовта берілі. Ветек ерлі балықшыларға. Қырымдан олған балықшыларға балық тұтылығы үшін рұқсетлер берілмесі ясақ етілген. Севашнан дигер ялысында олған Украин балықшылары сербес балық тұталар дейлер. Оларны есе ешғалжелер ишве келерсіз қалдырған. А вот на последнем собрании мы были, был представитель президента, научный сотрудник, он уже доцент, уже пенсионер, он еще работает. Он сказал открыто: да задолбали вы, нам Ростов приказал наука, чтобы мы все херили. Он открыто сказал. И куда бы вы ни пойдете, у вас ничего не получится. Это два. Третье. Журавка, Лабань, Пеленгас. Приходит Севаш. Поела. И в июле месяце ушла. Украина ловит, Турция ловит, Болгария ловит. Все. Кроме кого? Кроме вас. Кроме Крыма. У людей кончается терпение. Потому что невозможно, люди, это было 100 бригад на Севаше. Остается последний вот умирающий. И все в таком возрасте, что работу найти. Мне 60 лет. Я не могу нигде найти работу. Мне до пенсии еще 3 года. У меня забрали и то. У нас остался один ход. Вот старикам собраться с детьми, со всеми, выйти на трассу, честное слово. Перекрыть трассу, может тогда президент обратит внимание. Мы за Россию шли. Мы никогда мы не думали, что мы попадем не в Россию. Это получается, что мы не домой попали. Нас просто поимели и убили. Вот и все. Августның 14-інде ұскүтлілерінің койдешлер корышыбы кечірілежек. Тешкілячылар тедбірні саат 10:30-та Джамиде дуанен башламаға ниетлене. Sonra ise Koruşov ұскут ялысында девам етежектір. Koruşovге ұскут ве қомшы кой жематы да давет етіле. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время самых интересных тем и самых интересных гостей. Я бы даже сказал высоких гостей, хотя эта шутка, наверное, уже надоела моему другу, одному из сегодняшних гостей. Это Слава Медведенко, двукратный чемпион НБА, величайший украинский баскетболист. Салям алейкум. Приветствую всех. Рядом с нами, рядом со Славой, рядом со мной сидит супруга Славы Медведенко, Олена Медведенко. Я витаю. Витаю. Вот. Кроме всего прочего, мы будем говорить сегодня обо всем. Это не только спорт абсолютно, потому что у нас не спортивный, мягко говоря, канал. Вот просто я знаю этих людей, как людей, которые все время что-то хотят изменить в Украине. И что-то получается, что-то не получается. Вот. И о нашей стране, о нашем будущем и о настоящем. И будет наш сегодняшний разговор. Я рад вас приветствовать. Дякую, що позвали. Слав, вы с Оленою пошли, когда вот, власть поменялась, и создалось министерство тогда еще объединенное министерство молоди, спорта и культуры. Да. Вы пошли со своей программой развития украинского спорта туда, да? Ну, наверное, нельзя сказать, что была наша такая программа, но у нас были наработки, которые должны были потом перерасти в эту вот программу. Была большая команда. Да, была большая команда, много людей в этом участвовало. Да. У вас, это я должен обязательно обозначить, что есть такая организация, общественная, называется Юспорт, Ukrainian Sport, понятно, так я привел, да? Да. Вот, и как раз Слава там президент, а Олена виконавчий директор. Секретар. Вот. Секретар. Ой, извините.
Вот. Мне как-то слово секретарь, это как после генерального секретаря, у меня не очень оно выговаривается, я заслуженный директор. Вот. Расскажите мне про ваши идеи, потому что я знаю, что вот все, о чем мы говорили до все эти годы, когда мы знакомы, вы хотите сделать так, чтобы украинский спорт перестал быть советским. Ну, как бы совсем, да? Да. И учитывая твой опыт, который просто вообще уникальный, таких людей нет, я скажу, что, чтобы понимали, что в Европе есть 3 баскетболиста, двукратных чемпионов NBA, 3. Это 1 хорват, 1 испанец и 1 украинец, конкретно наш сегодняшний гость. И все время что-то вот в итоге не срастается. Все равно почему-то, наверное, не только в спорте, но ваша эта сфера такая, нет какого-то желания сильно реформироваться. С чем вы столкнулись вообще? Вот Смотри, это не только спорт. Это вообще в стране такое положение дел. Спорт — это просто следствие этого всего. Ну, посмотри, любую взять сферу деятельности, ту же науку, да что угодно возьми. Вот у нас постоянно вот есть люди, но это же факт, есть исследования, где 30% населения Украины просто ностальгируют за СССР. Вот, а в спорте еще хуже. Потому что все помнят, что как в СССР было хорошо со спортом, что вот были какие-то дюи США, что все занимались, спорт был бесплатным. И вот у нас в голове до сих пор сидит в голове такая мысль, что вот спорт у нас бесплатный, что государство должно все там компенсировать. Это как история про пломбир. Знаешь, зато пломбир был вкусный и так далее, и так далее. На самом деле идиллии тогда и не было тоже. Да. Ты же занимался сам. Да. Но сам факт уже то, что я считаю, что такая хорошая уже пришла черта, и уже мы подошли, как бы коснулись дна, и люди начали понимать, что да, так дальше жить нельзя. В спорте надо что-то менять. Пока что-то никто не понимает до конца. Вот как раз вот этими наработками мы сейчас занимаемся. Мы как раз заказали исследование, то, как спорт влияет на ВВП страны и сколько страна могла бы приобрести, если бы спорт у нас был бы на должном уровне. Подожди, є такі ісследування? Дослідження буде через 2 місяці, воно вже триває зараз. І ми скоро будемо знати, наприклад, скільки Україна втратить до 2030 року, якщо нічого не буде робити, якщо буде на тому ж рівні фізична активність населення. Ну, зараз є дані, що це близько 17% українців регулярно займаються спортом і фізичною активністю. Тобто це не лише спорт, як спорт. Це критично мало, да? Це дуже мало, тому що в Європі середня це 40%. Якщо брати там країни, які лідери, там Фінляндія, це 80% населення постійно займається. Це мінімум 3 рази на тиждень вони займаються. А что имеется в виду под занимается? Это спортивный зал, это клуб для... Это же разные возрасты, там же это не спорт в таком виде високих достижений, звичайно. Да? Є просто норми, які, наприклад, там для дітей це 60 хвилин в день. Ага. Для населення 18 плюс 64 це там 150 хвилин, наприклад, в тиждень. Так? Для 65 плюс це вже інші. Ну, тобто це такі нагрузки, які дозволяють організму в тонусі бути. Так, так. Тобто, коли вже включається метаболізм, коли не просто ти пройшов там 10 хвилин, а коли це вже прогулянка, яка впливає на твою фізичну активність. А скажи мне, в Америке, наверное, Слав, там вообще еще больше цифры, да? Там активно занимаются? Нет, спортом? в Америке, кстати, там 50 на 50. Там получается совершенно другая история. В Америке проблема с ожирением. И вот там или люди занимаются или спортом, или же активно едят бургеры. Вот такая вот вещь. Це напряму ще пов'язано з страховою медициною. Тобто, якщо ти фізично активний, якщо ти не хворієш, тебе має бути дешевше страхування. Якщо ти нічого не робиш, в тебе є ризики, тому тобі треба буде більше платити за свою. Ой, это такая система, которую очень трудно увязать и реформировать. Вот представь себе, у нас же ни страховой медицины по большому счету нет, ничего. Ну, у нас в Конституції записано, що фізичною активністю, наприклад, має займатися МОЗ. Ще є МОН, який дітьми має займатися, є Мінмолодьспорт. Тобто багато інституцій, і по факту ніхто не займається. А по факту тому, ми живемо при соціалізмі. Знаешь, в чем прикол?
типа все должны заниматься спортом, но на самом деле никто не занимается. Это как у нас, знаешь, написано в Конституции тоже бесплатная медицина. Да. Ну, что себя обманывать? Это все, знаешь, мне кажется, любая власть наша, она боялась сказать правду, что мы уже не социалистическая страна. Конечно. Да, и что надо другие отношения выстраивать и с медициной, и со всем, с образованием и так далее. Справедливую, но другую систему. Потому что когда бесплатно, это ничего нет в итоге. Ну вот, кстати, хочешь тебе такой маленький открою секрет? Вот мы вот только начали делать исследования, и вот в исследованиях, знаешь, какая сумма вырисовывается, сколько Украина теряет от того, что население неактивно и не занимается спортом? Ну, может, так примерно сказать. Ну, я думаю, что миллиард примерно. Долларов, нет? 7 миллиардов. Долларов. В год. Год. Как это коррелируется? Вот скажи мне, на чем это отражается? Откуда эта цифра? Это исследование будет, там будет четко описана Да, я бы методология. почекала, там... Да, то есть это я так, знаешь, говорю, чтобы на затравочку. Я понял, но это сумма огромная, конечно. Огромная сумма. Огромная сумма. И я же тебе говорю, хотя бы из этих 7 миллиардов там, выделяли миллиард, да хотя бы какой миллиард, 500 там, миллионов долларов на развитие инфраструктуры, на то, чтобы люди занимались спортом, активностями разными, то тогда бы было бы совершенно другое и население по качеству. Оно было бы и здоровее, і ментально більш здорове. Ну, це починається з того, що, наприклад, України там на першому місці серцево-судинні захворювання. Колосальна кількість людей просто помирає в якомусь такому віці, коли вони могли працювати, давати економіці, платити податки. А це пов'язано прямо з спортом? На фізичну активність. Це не спорт, це фізична активність. Если нет физической активности, значит, человек у ларька встречает. Нет, смотри, есть исследования. Спорт – це наркотик, в принципі. Тобто, коли ти займаєшся, ти звикаєш, і потім ти без цього не можеш. І ти вже не можеш іншим життям жити. Ти не можеш побігти зранку, потім піти там напитися, і ти наступного дня не побіжиш просто-напросто. Тобі буде складно. Вот ты сказал, что спорт – это своего рода наркотик, но я не сомневаюсь, что Слава так и думает, потому что спорт – это вся его жизнь. Да? Но если наркотики у нас доступны, вот идешь, извините, да, и написаны какие-нибудь там телеграм-каналы и так далее, я уверен, что по-любому вот набери, через полчаса у тебя будет закладка лежать у подъезда. Нет, через полчаса, через час. Через час, да. Вот, короче говоря, а чтобы было вот такой же доступный наркотик спорт, да, это должна быть баскетбольная площадка через двор. Пешая доступность. Да. Есть такая концепция пешая доступность инфраструктуры. То есть неважно, там это турник, площадка или же какой-то мультифункциональный комплекс. То есть человек мимо идет, он все равно это затягивает. Все равно, если есть баскетбольная площадка, там образуется сообщество, которое будет там играть в любом случае. Я бы не сказал, тут комплексное должно быть решение. Вот некоторые страны столкнулись с тем, что они понастраивали спортивную инфраструктуру, а там некому заниматься. То есть... Білорусь, наприклад. Все є. Але немає такого якогось шаленого, як там в Фінляндії, попиту на спортивну інфраструктуру. А в чем причина, кроме тоталитарного режима? Ну, во-первых, должна быть пропаганда здорового образа жизни. И должны быть, ну вот, например, если ты даже хочешь заниматься каким-то видом спорта, то ты должен куда-то прийти, тебе должен быть человек, который, по крайней мере, рассказал тебе об этом виде спорта и показал, как это может делать. Ну, там, ясно, это ты не будешь профессионалом, но, по крайней мере, ты будешь понимать правила и будешь знать, как в эту игру играть. Или там заниматься на турнике. Или, например, даже тебе просто объяснили, сколько раз в неделю надо заниматься. Вот такое Все починається з школи, з садочку, коли там діти не ненавидять фізкультуру, бо там треба човниковий біг пробігти. А там цікаві уроки, які дітям подобаються, вони в нормальних залах займаються. Є якісь шкільні змагання, тобто це не зали там 20 на 20, куди не можна зайти більш нікому. А там, де є там, хоча б мінімальні трибуни, де можуть провести вже змагання між сусідніми школами, школа на школу. Не треба їхати кудись далеко. Просто от робити в містах такі невеликі шкільні ліги, де інші будуть болівати, будуть батьки приходити. Тобто це така ціла культура, можна сказати. Її треба з самого дитинства плекати. Це вже
ну, наше покоління, воно вже майже втрачене. Треба починати з покоління, яке зараз іде в школу. Щоб вони через 10 років були активні, дійсно розуміли, навіщо їм це потрібно. Я вот раньше думал, что образец — это Соединенные Штаты. Потому что я там был... Образец в чем? В вовлечении нет. В вовлечении школьников. В доступности и в массовости. Я просто видел эти огромные муниципальные, не частные залы, где и бассейны, там, и хоккейные коробки, и баскетбольные площадки и так далее. Вот, но может, какая вообще страна, вот какая страна может считаться образцом, ну, который для нас приемлем, допустим? В Канаді зараз дуже класно підходять. Да? Скандинавські країни – це фізична активність, тому що вони там скрізь все життя. Від дітей до там 90+, і вони йдуть, там скандинавська ходьба, звідки ж вона все. Вони біжать, ходять, тобто вони цим живуть. В Канаді, наприклад, перестали будувати от прямо в школах басейни, да, зали. Це не шкільна інфраструктура, це інфраструктура муніципальна. Так, міста, громади. Зранку там діти займаються, школярі, вони просто приходять туди і вони мають найкращі умови. Шкільний час закінчився, туди приходить громада, місцеві мешканці займаються точно так же. І 24/7 цей комплекс зайнятий. Там, звичайно, якісь групи є безкоштовні, але є і групи, які платні, тому що з цього все має это, кстати, вот эту идею... А знаешь, почему это? Да. Ну, вот они почему так начали комплексно к этому подходить? Потому что они просто посчитали, что они экономят деньги. Вот, у них упал криминалитет. Они поняли, что молодежи надо чем-то дать заняться, чтобы они себя куда-то дели, потому что если они не идут, не занимаются спортом, значит, они идут на улицу и ищут себе на задницу приключения. И они просто посчитали, что им надо платить меньше на содержание полиции, им надо меньше платить потом в будущем за содержание медицины, потому что вырастают нормальные люди. И это такая цепочка выстраивается, которая в итоге в будущем государству приносит прибыль. Ну вот, это логично, но вот то, что вы делаете в районе, где вы живете, да, я просто это видел. Смотри, вернее, я чуть-чуть ошибся. Не государству прибыль, а государство меньше тратит. Да, но экономит. Это инвестиции. Да. Но по большому все равно одно и то же. Вот в районе, где вы живете, да, вы построили площадку баскетбольную, которая доступна всем. Причем покрытие такое, что просто, не дождь, ничего. Уже подпортил. Да. Вот. Время идет, нужно и построили в школе построили футбольное поле. Я даже боюсь говорить, где это, потому что люди придут смотреть на экспонат. Это поле, вот лучшее поле в Украине, наверное, с искусственным потрясающим покрытием, где играют дети со школы. Просто, некоторые специалисты были на нашем поле и говорят, что поле лучше, чем на стадионе Банникова, где играют, где и сборная Украины тренируется иногда. Так что покрытие действительно очень классное. Ну, во-первых, мы должны понимать, что это, да, как-то, скажем, именно в этом проекте я послужил каким-то коммуникационным мостиком между школой, мной, Реал Мадридом и Эпицентром. И получилось так скоммуницировать людей, что это выросло в классный такой проект, где занимаются дети и получают уроки спорта, занимаются психологией, английским. Слушай, а Реал, это просто пример такой, у них принято так, да? Большие клубы, они помогают даже другим странам. Опять-таки, это инвестиция. То есть, когда, знаешь, это все зависит от достатка. Когда клубы уже получили какой-то большой капитал, вот я вижу, что Шахтер так у нас начинает таким же путем идти. То есть, они начинают инвестировать в социальные проекты. Они понимают, чем больше ты инвестируешь в социальные проекты, то потом в будущем эти дети вырастают, идут болеть за эту команду. Они покупают атрибутику клуба. Но это вообще на 20 лет вперед называется. А так это работает. Это так работает. То есть ты инвестируешь в детей, в социальные услуги, в социальную сферу, и оно потом тебе со временем отдается.
На тебя вот, кроме спортивного опыта в Лейкерс, я напомню, что Слава Медведенко играл в Лос-Анджелес Лейкерс в один из лучших периодов этого клуба. Это просто, конечно, историческая вещь. Для меня это были иконы когда-то. Я баскетбол любил, несмотря на свой такой рост. Вот. А вот кроме спортивного опыта, организационный опыт какой-то оттуда можно брать? Вот как они работают со своими, как клубы работают? Ну, например, баскетбольные. Ну, я же тебе говорю, клубы — это их обязанность. Они, понимаешь, это постоянный коннекшн между игроками, клубом и твоими фанами. Ты постоянно должен дать им пищу, чтобы фаны тебя любили. Ты постоянно выстраиваешь имидж, постоянно клуб делает какие-то социальные ивенты. То есть это не только пиар, такой голый пиар, но и что-то еще? Нет, абсолютно нет. Ну как можно назвать голым пиаром, когда клуб делает акцию, чтобы, ну вообще клуб, лига делает такие акции, называется Read to Achieve, читай, чтобы достичь. То есть они понимают, что дети стали мало читать, и они показывают, они делают, они дарят книги, они показывают, как игроки читают эти книги. И потом, вот я, например, в этом участвовал, когда я приходил в обычную школу, американскую школу, и детям было дано задание выучить, прочитать об Украине, какие там блюда в Украине, какие музыкальные там инструменты. Ну вот об Украине, и потом я вот прихожу, и они мне рассказывают. То есть они готовились к тому, что украинский баскетболист придет к ним в гости? Да. И это, я же говорю, это социальная такая вещь. И вот многие клубы, ну не многие, я бы сказал, все клубы в NBA, они занимаются со своими ближайшими в своем ареале, где есть клуб, они обязательно должны быть социальными. Они идут в школы, они идут в университеты, они кормят даже иногда без хатченки. Тоже такое есть. На Thanksgiving они раздают бесплатно еду, турки и все тому подобные вещи. И так вот складывается позитивный имидж о клубе. При том, что это частный бизнес, абсолютно никак не связанный с государством, ни с кем. Смотри, в Америке уже давно пришли к тому, что бизнес должен быть социально ответственный. Они понимают, что если ты заработал что-то, ты должен дать и инвестировать в общество. Потому что если ты не будешь инвестировать в общество, то твоя компания просто исчезнет там через 5 лет. И они это четко понимают. Это есть каноны. Они должны быть со своей громадой, со своей комьюнити. Вот где вот они продают свою продукцию, они, значит, должны там быть. И вот многие считают, вот американцы там такие-сякие делают скидки. Нет, они очень прагматичные люди. Они знают, что лучше здесь я должен сделать скидку, здесь пусть лучше я здесь немножко проиграю, но потом в будущем человек будет ко мне лояльным, и он у меня не одну покупку сделает, а сделает 10 покупок. Ну, тут такой момент. Там в кожній компанії є фонди. Просто треба подивитись, не всі знають, що це фонд там тієї компанії. А якщо зайти на сайт і почитати їх візію, місію, кожній майже великій компанії є фонд, у якого є свої програми якісь. І, наприклад, багато американських фондів і Україні надають кошти, не лише там урядові, так, а є приватні компанії американські, які в тому числі і Україні надають допомогу, якщо ти звернешся. Вони не приїжджають, не дають гроші, але якщо ти знаєш, що є там у них фонди, ти можеш написати, подати заявку і просто з Америки отримати кошти. І в Україні розвивати там якийсь напрямок. А вы этим занимаетесь? Ну смотри, ну вот опять-таки, если мы вернемся к Реал Мадриду, это отделение, это фонд Реал. Подожди, казалось бы, да, вот просто зрителям, где Реал Мадрид и где Киевский район? У них сколько? В 64 или 68 странах такі проекти. Вони постійно так збільшують мапу. По всьому світу є такі школи. Они нашли здесь социально ответственную компанию «Эпицентр», которая, опять-таки, тоже сделала фонд, и которая помогает таким путем. А что дает сам Реал? Они дают методологию, а у них отдельная методология. То есть это не то, что ты приходишь в нашу Дю США, и ты там тренируешься на результаты, на медали. У них совершенно все по-другому. Работа з дітьми іменно. Ну, по-перше, дівчатка і хлопці, вони разом займаються. Немає цього розділення. І це дуже класно. Серйозно? Так. Да. Тобто це не про спорт, це про фан, про те, що діти приходять, там 3 рази на тиждень займаються, їм це подобається.
Плюс додатково вони працюють з психологами і вчать англійську мову. Це все безкоштовно, це все... А что это английское? Почему не испанское? Ну так, я не знаю. вот Можливо, так вот. буде ще іспанська додаткова, але ну... Да, ну просто английским много разговаривают. Хотя испанским тоже очень много. Раз еще, кстати, вопрос, кто больше. Ну, испанское це третя мова. Ну, да. Напевно, так. Да. И вот такие вот, ну, знаешь, мне, например, приятно, что у нас вот большие компании приходят к тому, что они должны быть социально ответственными и вкладываться в детей, и где помогать детям. Вот смотри, теперь вопрос немножко про школы, про обычные школы, про обычных людей. Вот я, наверное, не погрешу против истины, Олена, я еще скажу, что твій чоловік – це легенда спорту. Мабуть. Ну, правда, это очевидно так, что просто, ну, я не знаю, когда еще у нас будет двукратный чемпион NBA, наш человек. Ну, может, будет. Не, все может быть, но это сложный процесс. Это не просто так, стечение обстоятельств, усилий, там, всего остального прочего, да. Вот. Вот как часто говорят, звонок там из районного управления образования, со школы, какой-то организации, придите мастер-класс нашим детям по баскетболу. Потому что если бы я был вот подростком, и такой человек пришел, ну, наверное, я бы играл там просто с утроенной силой, я бы от этого кольца не отходил. Ну, смотри, я, с одной стороны, рад, что мне никто не звонит с управления спорта там или еще кто-то. А с другой стороны, это, конечно, колоссальная недоработка города и государства. Но я рад тому, что меня приглашают частные клубы уже, частные детские клубы. Своим детям. Да, своим детям. И вот то, как ты говоришь, что вот приди, побеседуй, расскажи, как ты этого достиг, может, дай якісь рекомендації. Але це звичайні школи, ну, тобто це клуби просто в звичайних школах. Да. Це ж не те, що там якийсь суперклуб. Ні, це Да, дитячі клуби в школах, там, Києва, він в Харків дзвонив. Да, люди стали запрошували. самоорганизовываться, сами начали создавать эти клубы. Вообще, я считаю, что клубная система — это вот тот вот такой будет прорыв в нашем спорте. Вот когда у нас люди начнут самоорганизовываться в клубы, вот массово, не единичные случаи, сейчас это единичные случаи, но они показывают, что эти случаи очень успешные, что там много детей, они, там тренера зарабатывают больше денег, они лучше существуют, Слушай, вот качественные услуги. Когда есть такая проблема серьезная, мне просто многие рассказывали и по хоккею, там, и по баскетболу я не помню, футболу точно, что тренер сейчас, получая мало денег, ну, на государственной школе, в любой, он уже смотрит, как ему выживать. И вот у него есть там основной состав, а вот есть богатенький ребенок богатых родителей, но играет он хуже. Но при этом папа говорит, ну, я вот дам денег на поездку, дам тебе на зарплату дополнительную. Я в этом ничего плохого не вижу. Ну, как ничего плохого? Если талантливый ребенок по блату пролетает... Ні, ну чому пролітає? Ні, якщо говорити про там збірну, що там в збірну беруть, а якщо це просто клуб, де там і так 20 дітей, вони всі їдуть, в принципі. Нет, я про другое, может, я неправильно спросил, но, в общем, по блату можно попасть в основной состав за деньги. Нету такого. Потому что тренеры мало зарабатывают. Нет, в спорте это не работает. В спорте вот, ты можешь попасть в команду, там, но вот в основной, чтобы ты вот был самым основным и как бы играл, такого не будет. Потому что вот спорт — единственная сфера, где деньги не играют роли. Вот когда ты вот вышел, вот простой пример, вот ты вышел, стал на беговую дорожку, 100 метров. Ну, да. Вот сколько ты не заплати, ну, естественно, там, если ты там заплатил тому самому лучшему игроку, он просто сдался, но если вот все по-честному ты вышел, и тот, у кого там мешок денег, а тот, и у которого нету, выиграет кто? Кто быстрее, кто тренированнее. И вот спорт — это та сфера, где деньги не играют такой роли. А коррупция в спорте есть? Конечно, если есть, то в чем она? Да, в разных вещах. В радянських званнях, там, ну... Звания, там где-то какие-то там тренера обычно что-то шаманят. В основном, смотри, наживается на спортсменах. Ну вот вокруг, вот коррупция где? Не в самом вот спорте, где вот ты вышел и там играет. Очень редко. Там бывают, конечно, там какие-то договорники, но они в такой массовости не имеют. Но вот все, что вокруг спорта,
поездки, проживание, питание. Это вот здесь вот нечистые на руку там чиновники там, или еще кто-то вокруг команды, которые могут пощупать деньги, они пытаются где-то... Там намагаються, їде 10, а по документам Я 12. Да. Ну, то есть... Это за распил госбюджета. Да. Але якщо спорт це має бути в ідеалі, так, громадянське суспільство, де всередині ті, хто там всередині є, вони контролюють там батьки, тренери, це все одна Но если така ты сам спільнота. платишь и можешь контролировать, наверное, этого не будет. Там вже особливо не вкрадеш, всі розуміють, скільки їде, куди, навіщо, звідки ці гроші. Тобто воно саме регулюється. Вот когда частный клуб, не ДЮСШ, когда госбюджет, а когда частные клубы и родители платят, ну, например, все понимают, вот есть классный, талантливый пацан, но он не может платить за себя. Там, ну, вот такая вот сложилась ситуация жизненная. Там, или родители мало зарабатывают, или сирота, там, или еще что-то. Насколько я знаю, вот все эти случаи, родители сбрасываются, чтобы этот ребенок поехал, и он играет в основном составе, потому что он дает результат. И вот такое вот есть. И как бы я не вижу в этом ничего плохого, что, например, если у ребенка менее талантливый, но он в команде, и родители могут, например, заплатить, чтобы поехало там не один человек, а поехало еще 2-3 человека, которые не могут за себя заплатить. Это хорошо. Но у нас, знаешь, самое страшное, что вот мне вот категорически не нравится, что вот у нас все говорят, что спорт бесплатный, и вот все. Ну, как медицина. И потом приходят и говорят, дайте нам денег, потому что мы хотим туда куда-то поехать. А когда, например, из бюджета дают, надо, например, 10 тысяч, из бюджета дали 5. И как бы родителям, хочешь не хочешь, надо скидываться. Там, или, например, дали на еду на там, 200 гривен. Что ты можешь на 200 гривен там покушать? 1-2 раза, а когда спортсмену, ребенку надо кушать 3 раза, и причем кушать хорошо. И все равно эти идут доплаты. И поэтому мы должны перестать сами себя обманывать и говорить, что вот спорт бесплатен, и просто наладить все процессы, дать возможность нормальным клубам работать, нормальным тренерам работать, совершенствоваться, и дать вот эти вот механизмы. И тогда у нас будет очень большой... Сколько должен тренер зарабатывать на уровне спортивной школы, например, спортивного клуба? Ну, во-первых, в каждом городе по-разному, потому что в Киеве, например, за 10 тысяч это так. А, например, если это в каком-то регионе, то 10 тысяч это достойная зарплата. И тут все достаточно относительно. Насколько пессимистично или оптимистично вы смотрите на, ну, хотя бы даже вот олимпийские виды спорта? У нас на самом деле не очень хорошие достижения ни в зимних видах, ни в летних сейчас. Ну вот, кстати, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, в принципе, сейчас уже динамика понятна, что Украина зарабатывает меньше золотых медалей, вообще любых медалей любого качества на Олимпийских играх и вообще на чемпионатах мира и Европы. И вот именно вот здесь вот все начинают понимать, что что-то в этом механизме уже поломалось, что вот эта совдеповская система, она уже не работает, что надо совершенно по-другому смотреть на эти вещи. И вот, к сожалению, динамика нехорошая. Ну вот смотрите, вы пришли в министерство, потом его реформировали опять, разделили, отделили. Да? Вместо вот этих перестановок мебели я бы хоть раз увидел, чтобы есть какая-то последовательная программа, и мы понимаем, что мы делаем 5 лет, через 5 лет. Да? Мне кажется, вы сами уже устали от смены министров, от этих всех. Ну, как бы же профессиональное сообщество. Краще такое, да. 10-12 років. Ну, конечно, да. Розуміти, куди країна йде, а так, к сожалению, ми кудись йдемо, куди ми не знаємо. К сожалению, это эволюция, я же тебе говорю, что вот понимая все эти процессы, которые сейчас происходят, мы решили пойти в долгую, не короткие какие-то изменения, а вот именно действительно заняться исследованиями, заняться статистикой, чтобы это было конкретно, ну вот, я же говорю, если мы говорим, что Украина теряет в год по 7 миллиардов, то это должно быть обосновано, должны быть цифры, должна быть какая-то методология. Слава, и тогда, вы все равно не чиновники, вы это не... А ты не сможешь уже, когда у тебя ляжет на стол документ, и там будут цифры. Не смогут проигнорировать? Ну, конечно, да ладно. Ну а как?
Ну как, у нас профессионалы игнорируют. Ну, професіонали, ну окей. Ну, Ні, ну, щас... зміни підуть в нашій країні лише коли це буде знизу така потреба. Угу. Якщо її немає, то ти там зверху якого чиновника не посади, чемпіонів олімпійських, неолімпійських, все одно система працює. Хорошо, а вот как вот работает ваша громадская организация, вот это Ютспорт? Чем вы занимаетесь вот, каждый день с утра до вечера? Ми? Ну, ми, во-первых... Ні, ми не професійна громадська організація, нас, ми во-первых, об'єднання, Я же говорю, громадская организация. об'єднання небайдужих, які і десь ще працюють. Там всі, ну, наприклад, і там президенти фірм, і там директори спортивних клубів. То есть вы туда объединили и бизнесменов, и... Всі, хто пов'язаний з спортом, хто переживає за спорт, і кожен має свої компетенції. Хтось в будівництві спортивних споруд, хтось в маркетингі, хтось там, наприклад, там, клубною системою займається саме на рівні федерації. Тобто абсолютно різні люди, які мають різні компетенції, і кожен бере той напрямок, який йому близький, в чому він розуміється, і ми так потрошку своїми силами залучаємо там партнерів, залучаємо кошти там, на дослідження, там, замовляємо дослідження, там, наприклад, соціологію ми не можемо зробити, ми беремо професійну компанію, яка зробить соціологію, яка буде дійсно там, відповідати всім. Вот у меня такой простой, тупой вопрос. Вы в спорте профессионалы. Ты как спортсмен-организатор, Лена як организаторка. Почему такое сопротивление системы вот этой, что тебя не приглашают на спортивные должности какие-то, да? Потому что тебе, в принципе, ты, ну, как бы, ты же не будешь на этом наживаться. Абсолютно, ты совершенно другой человек. Почему тебя не приглашают? Почему у нас руководят спортом люди, у которых вот нет этого шила в одном месте, да, если так выражаться? На самом деле простой вопрос, простой ответ. Никому, еще уже Лена сказала, что инициатива должна быть снизу. Ну вот она есть, инициатива снизу ваша. Ну, значит, нету критической массы. То есть люди, вот я же почему говорю, что мы играем в долгую. Люди должны понимать, вот когда ты поймешь на цифрах, что государство теряет и что теряют люди, вот тогда они начнут задумываться и захотят этих изменений. А сейчас, ну, по крайней мере, те люди, которые руководят этими процессами, ну, во-первых, ну, наверное, они не до конца понимают, что надо делать, а второе, это их устраивает такое. Знаешь, что еще? Я вот видел, правда, по другой отрасли чиновников, по другим отраслям, не по спорту, но я вижу у них в глазах одно. Вот они приходят в правительство, они же понимают, что максимум, что они там могут просидеть, это 2 года. Ну, скорее всего, год. И вот он сидит такой. Это же не ваша жизнь, которая вся этому посвящена, ну, вся вот с молодости. А он такой, ну, сейчас я сижу. Через полгода я не сижу тут. Нет планирования дальше года. А что таких людей ожидать? Или хотя бы должен быть, знаешь, при Министерстве спорта, как оно там ни называется, какой-то совет общественный, где должны люди не меняться, где должны быть спортивные авторитеты, организаторы, там, не знаю, спонсоры, кто угодно. Ну вот была идея такая, в принципе, говорю, объединенного министерства. Там, в принципе, должен был быть директорат, как, в принципе, орган, который планирует на какое-то количество лет вперед. Ну, видишь, она получила такой отпор, сопротивление, и там сразу побежали к президенту. Но тут, наверное, да, в нашей стране, наверное, только президент может начать какие-то реформы. Потому что все остальные институты, они, к сожалению, понимают, что они здесь ненадолго. И поэтому начинается вот это вот, знаешь, как говорится, быстрые победы. То есть никто не хочет играть в долгую, все хотят быстро какой-то результат получить. А ты же сам понимаешь, ну можешь ты там быстро что-то получить, а это накапливается. А должна быть стратегия. Надо смотреть дальше, за горизонт надо смотреть. Вот когда ну, системні зміни швидко. Ну, смотрите, вот ты говоришь, Слав, что президент, а у вас есть возможность до него хотя бы дойти и что-то предложить? У нас были встречи, наш представитель встречался с президентом. В принципе, ему наши, ну, не могу сказать за него там, или еще за кого-то, в принципе, воспринимает наши идеи позитивно. Насколько это дальше будет идти, это уже другой вопрос. Поэтому я же говорю, мы, например, как
организация «Юспорт» мы играем как бы в долгую. Мы хотим основательно зайти, сделать исследования, чтобы всем были понятны, чтобы не просто так рассказывали, а уже было понятно в цифрах. А у вас организация общеукраинская или вы только Да, в Киеве? общеукраинская. Да? И, в принципе, любой человек, который услышит, увидит эту программу, да, он может как-то с вами связаться и предложить что-то, сотрудничество. У нас вот на финишной прямой уже разработка сайта, там есть информация, и, в принципе, и так как бы люди к нам по чуть-чуть присоединяются. Да. А какие виды спорта у вас особенно? Или это вообще Да, у нас все виды спорта на самом деле. У нас тут, тут же не то, что мы же не концентрируемся на каком-то определенном виде спорта. Мы концентрируемся даже не на спорте, а на физической активности. Потому что тут надо понимать, смотри, даже я, с чем столкнулись тренера, которые работают в моей академии, то, что набор детей пошел уже, они все время жалуются. Вот дети пошли не те, они не умеют бегать, они не умеют прыгать, там и всякое тому подобное. То есть, а вот в СССР там вот было легче набирать, там пошли пару школ, обошли. Потому что во дворах бегали. Была другая Наверное. Система, я ж поэтому говорю. Интернета не было. Да, дітям не було стільки. Слушай, ты правда говоришь, навколо. что прыгать не умеют дети современные некоторые, Есть такое, встречается. Но так многие же не ходят на уроки физкультури. Просто, І во-первых... щоб зрозуміти, в чому проблема, я не знаю, так спробую показати. Там є, умовно, 6 років, коли там найбільше дітей починають займатися якимось видом спорту. Ось вони, так? І так до 14, 16, 20, 30, все менше люди десь зникають. Тобто вони займалися спортом в якомусь віці, а потім в 30 вони вже не займаються. Вони десь зникають з цієї системи, так? А вони мають все життя займатися спортом. Їх все менше, 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 до 80 майже вже ніхто не займається. І є от всередині саме спорт, так? Це 10 тисяч людей на всю Україну, які займаються спортом, які дають якісь... Это спорт высоких достижений. Так, спорт, не професійний. Это скорее шоу, спорт плюс шоу. І це такі маленька кількість людей в цих 40 мільйонах українців. І от на них витрачається 7 мільярдів гривень на рік. А тут особливо в шкільну інфраструктуру вкладають, трошки, не знаю, зараз почали вже активні парки робити. Але ось ця кількість населення, вона не має змоги займатися, і вона десь зникає в якийсь момент. В них немає можливості все життя, і немає звички спочатку з дитинства такої активної, так? І немає можливості займатися спортом, от прямо хочу, піду. І завдання держави зараз, щоб ось всі ці 40 мільйонів на протязі всього життя мали можливість займатися спортом. І фінансування на них теж виділялось так само, як і на цю маленьку частину цих спортсменів. Кругом же частные спортзалы, да, качалки там. Это вообще идея. Зараз, наприклад, близько 2 мільйонів українців займаються в фітнес-центрах різних, так? І мільйон, це близько... Мільйон. Да, мільйон. І за час пандемії, те, що кажуть фітнес-індустрія, що близько 30% клієнтів, вони зникли. Ушли і не вернулись. Так. Да. Тобто зараз дуже такі історії переживають. Если честно, вообще это мало, так в абсолютных цифрах. Это очень... Конечно, мало. Але це найбільше, що виросло за часи незалежності, це прям така індустрія потужна, яка паралельно з спортом виникла в Україні, і вона розвивається дійсно. Но это можно считать тоже спортом? Так, для людей, это физическая активность. Они же ничего там, но физическая. Они, кстати, очень успешные. Они очень успешные, я имею в виду в своей сфере. Они занимаются, люди к ним приходят, они на этом даже зарабатывают. Это, кстати, тот момент, когда говорят, что спорт не может генерировать доходы. У нас есть примеры, когда спорт может генерировать доходы. Просто надо спорту создать условия для развития, чтобы можно было генерировать это. Конечно, я думаю, что и тебе ближе всего, конечно, игровые виды спорта. Баскетбол — это лучшая игра с мячом однозначно. Это я знал из знакомства с тобой. Знаешь, кстати, почему, в чем такая,
наша беда нашей страны. Потому что именно командные виды спорта дают вот эту социализацию и работу людей плечо к плечу. И почему вот в Америке, например, развивают именно командные виды спорта? Потому что, посмотри, у нас даже все медали, которые были завоеваны на Олимпийских играх, по сути, это индивидуальные виды спорта. Да, в основном так, да. Там практически командных видов спорта нет. И посмотри вот на нашу страну. У нас все индивидуалисты. Все классные, крутые, умные, но никто не умеет друг с другом работать. Вот как раз вот командные виды спорта, вот это вот позволяет развивать вот эти качества, работать вместе, работать Ну, вообще в ты команде. копнул глубоко, я сейчас так Ролевая задумался. гра. Да. Так і Да, є. так и Так во есть. всем, и в политике, пожалуйста, тебе. Так и есть. Ну вот наша страна, это, знаешь, такие индивидуалисты. И вот посмотри, везде. Да вон возьми Верховную Раду. Все классные, крутые, там олигархи посколачивали денег, как бы индивидуально они прикольные. Ну, это реально достижение, когда бизнесмен смог заработать себе какие-то деньги. Неважно там, какими путями. В нашей стране тяжело заработать, это все легально, но тем не менее, они туда пришли, они индивидуальные, как индивидуумы, они уже сложились там в каких-то своих сферах. Но в команде у них большие проблемы. Хорошо. Есть страны, где есть преимущественно виды спорта командные, которыми они занимаются. В Америке это баскетбол, в первую очередь, командный вид спорта, да, бейсбол. У них много. Это вообще не пример. Там есть все в Америке. Там все да? есть. Но, окей. Допустим, в Австралии есть австралийский футбол, который... Ну, то же самое, баскетбол, классная игра. австралийский футбол, там... Есть, короче, американский футбол, то, что мы забыли. Ну, смотри, вот давай, вот знаешь, это такой маркер, опять-таки, это моя теория. Ну, вот самые успешные страны, давай возьмем. Англия. Ну. Футбол. Регби. Тот же баскетбол. А потом уже идут индивидуальные виды спорта. Кстати, да. Америка то же самое. Америка то же самое. Австралия то же самое. Кого? Италия? Да. Тоже командные виды спорта. Понимаешь? Да. Ну, многие, вот смотри, многие ставят в пример, что бегом занимается больше, чем командными видами спорта. Да, я согласен. Даже те, кто занимается командными спортами, занимаются бегом, потому что, чтобы повысить себе функциональную выносливость, тебе что надо делать? Бегать. Вот ты бегаешь, как бы все бегают. Но вот именно вот основную такую роль, основные, где вот страны занимают в командных зачетах лидирующие позиции, они, как правило, успешные вообще не экономически. Кстати, насчет американского футбола я вспомнил, что почему он, говорят, такой популярный в Америке. Это, я версию читал американскую, что это вот как продвижение на Запад у них было, вот как бы 10 ярдов, 10 ярдов, 10 ярдов. Им понятно это американцам, да, что вот как их нация там осваивала новые территории и так далее. А скажи мне, какой спорт, скажите мне оба, какой спорт наиболее из коллективных, наиболее соответствует украинскому менталитету? Из командных, в смысле? Да. Ну, чего тут? Ну, тут можно просто взять статистику. Футбол — первое место, баскетбол, волейбол, и там уже все остальные. Ну, почему у нас не так популярны такие виды спорта, как регби, американский футбол? Они у нас исторически никогда не культивировались. Почему? Они же культивируются в тех странах, где они были исторически. Англия — это историческая как бы родина. И вот он там культивировался. Ну, де грати? Це треба там футбольне поле перемалювати, там власник поля, ні, я не буду цього робити, краще я вам не буду в оренду здавати. Ну, вона так у нас і є. Ну и смотри. Краще хай стоїть, заростає травою. И почему, например, вот у нас футбол, баскетбол, волейбол? Для футбола минимально надо. Ты поставил, бросил 2 рюкзака, тебе надо мяч, ты уже играешь в футбол. Неважно, там полноценный... Баскет уже сложнее. Да? Ничего сложнее. Ты повесил какое-то кольцо, неважно какое. Тебе даже не надо асфальта. Ты можешь даже просто на какой-то утоптанной земле просто играть, бросать. Все. Волейбол, что натянул сетку, уже играешь. И поэтому, знаешь, это такие социальные, как бы, ну, естественно, там потом наступает зима, осень, надо переходить уже вовнутрь, куда-то в зал и там тренироваться. Но в принципе, как бы, поэтому у нас оно более-менее сносно культивируется. Почему? Ну, в хоккее у нас
раніше, 100 років назад, хокей реально на Західній Україні він дуже крутив. Потім це зникло. Потім пропало. Фильм «Юки». Взагалі, одні з перших клубів були там на території Львова. Ну, це було ще там. Спасибо тогда за совет, который вы мне дали посмотреть фильм «Юки» документальный. Очень классно. Мы об этом не задумываемся, а так бам, главный хоккеист человечества – это украинец. Извините, Уэйн Грецкий – это украинец. А причем это как Пеле, да, хоккейный Пеле. Просто культ его в Канаде и так далее. И еще плюс 30 или 40, я уж не помню, сколько там. Только Кубок Стэнли, который держали в руках, да? Да. Это ли не гордость? А у нас хоккей, ну, даже не хочется вспоминать. По идее, тут должно быть Рубилова. При таких кумирах, при таких... Это тоже просто... Кто бы взялся это развивать, это есть на кого смотреть. Ну, опять-таки, тут все связано, наверное, с глобальным потеплением. Озеро стало плохо замерзать, и можно только зимой поиграть в хоккей. А летом уже негде играть, знаешь, ну, тут... Поэтому у нас тяжело культивировать. Ну, подожди, в Канаде украинцы как-то играют, а у нас как-то нет. Так там холодно, там холоднее, чем у нас. Да ладно. Ну, конечно. Ну, чуть-чуть. Ну, это северная страна. Набагато. Минус 30 Они там... все играют в закрытых помещениях. Что это другое. Да. Вот это вот другая тема, что там катки практически при каждой школе и практически в каждом городе. Это другой момент. Тут связано уже вопрос с инфраструктурой. Но тем не менее они культивируют. Это исторически, это, ну, опять-таки. Ну і все від ВВП залежить. Це все в гроші. Смотри, баскетбол, да, вот в каждой школе был советской. Ну, при всех минусах, но он был, да? Ну, не в каждой, но... Но был. Почему Украина и климат подходящий? Ну, в Литве холоднее, например, да? Почему Украина не стала великой баскетбольной державой? Ну, по одной простой причине. Нет инфраструктуры и отсутствие кадров, которые могут воспитывать людей. Вот и все. У нас даже, скажем не так, у нас какая-то инфраструктура есть, ну вот в школах, но в основном залы нестандартные. То есть проводить в них соревнования ты не можешь. Ну, примерно так. Ну, если мы берем Литву, почему в Литве? Ну, потому что, во-первых, там это культ, куча тренеров. И если сравнивать по инфраструктуре, по баскетбольной инфраструктуре, ну, это просто небо и земля. Так там через каждый двор. Какие залы у них? Они сейчас понастраивали такие залы, что это, ну ты просто не можешь не играть. Это же не самая богатая страна в мире, Литва. Ну, есть же, тут же, опять-таки, ставится сначала цель, задается цель, а потом мы ищем, как реализовать ее. Вот у нас никто не ставит этой цели. Слушай, вот она в чем проблема. Можем миллион раз обсуждать, тут часами сидеть, да, но нет дорожной карты. Вот и все. Ее нет до сих пор ни на уровне государства. Даже для дорожной карты надо просто определиться, какую-то стратегию сделать. Вот я же говорю, это даже, вот мы вот, например, миссию как Юспорт видим, что мы должны показать вот это вот. Що можна робити? Що можна, да. Ну, як ці змагання по всій Україні запустити, щоб це постійно діти їздили, постійно змагалися? Ну, смотри. Це мають бути в кожному регіоні якісь певні види спорту, які там, це буде система. Ну, то есть не только наши даже спортсмены готовятся к Олимпиаде, уезжают на сбор в Австрию, там куда-то, да? Ну, коли Даже в нас бурлить страна сама по себе. Конечно. Роки 3 назад чемпіонат України був по легкій атлетиці проведений в Греції. Чемпіонат України. Ну, бо тут не було де. Да. Но опять-таки, я же говорю, что инфраструктура — это не панацея. Я же говорю, можно понастраивать этих всех залов, но не будет в нем кому тренироваться. В общем, это должно, по идее, расти природно, да? То есть от необходимости... Спочатку тут, у людей, потім запит, потім, коли держава бачить, що є багато бажаючих, а мало залів, і тоді вона може будувати. А просто побудувати зал, туди люди не прийдуть, якщо вони не знають, що вони туди хочуть. Ну, смотри, тут же тоже такой момент сейчас. Вот в Киеве просто залы забиты. Просто забиты. Какие залы ты имеешь? Все. Спортивні. Все. А то есть недостатка помещений уже? Конечно. Ну, Київ дуже велике місто. В обычных школах там просто забиты, там просто люди туда через окна залазят, чтобы поиграть, чтобы их пустили. Я давно не был в школе, я не знал об этом.
Ну вот так вот, а если вот еще отремонтированный зал, так там просто там начинаются какие-то интриги, выживания. Там вообще Это учитывая то, что вы говорите, что у нас достаточно маленький процент занимается регулярно, Да. даже на этот маленький процент не хватает. Да, но в регионах ситуация противоположная. Вот в школе отучились, провели уроки физкультуры, школа закончилась в 3 часа, и залы просто закрываются, и там никто не тренируется. Их нельзя закрывать. Они стоят Ну, пустые. проблема, наприклад, Нет тренеров. в регіонах ще в тому, що діти закінчили школи, і їх забирає автобус і розвозить по селам. Якщо вони залишаться на якісь заняття, то їх ввечері ніхто не забере. То просто 2 рази треба, щоб автобус курсував, шкільний, він Ну, зранку ты говоришь привіз. про сельскую местность. Так. Але ну, там опорні школи, де зараз будують зали, де там більш-менш нормальні школи, де має така бути можливість, щоб було кілька тренерів гарних, які можна туди привезти, щоб вони займалися дітьми. Тобто це треба для дітей, що умови створити, щоб вони дійсно безпечно могли там залишитися, і ввечері їх би так само розвезли, як і після школи. Ну, це має бути програма така. Це і кожне ОТГ, кожне місто має самостійно це В вирішувати. любом случае, все равно все со школы начинается. Наверное. Школа дает этот толчок. Школа дает эти соревновательные, как бы она дает вот как это закладывает в тебя знания, также она закладывает в тебя привычки, правильные привычки. Ну і школа це майже 100% дітей проходять через школу. Нет, я знаешь, я думаю, вот люди думают так, вот в этой школе английский, вот тут вот французский, а здесь иврит, а здесь там и испанский, а здесь математика. А почему люди не думают, а какая вообще-то самое главное, чтобы в моей школе, чтобы мой ребенок не куда-то там бегал, а чтобы вот он после школы остался, и у него все там есть. Я просто помню, мы самоорганизовывались в советской этой школе, мы приходили до уроков в 6 утра, чтобы проиграть в баскет. Да, перед занятием, потому что потом нельзя было уже. Да, так и есть. Ну и опять-таки, тут еще ж надо не забывать, в каком веке мы живем. Мы живем уже в 21 веке. И уже, мягко говоря, когда дети все сидят в телефонах и в каких-то гаджетах, они в какой-то холодный зал там или ободранный зал, у них особо желания уже заходить нету. Это мы были такие голодранцы, которым там просто дай кольцо и У нас все. не было выбора. Ну і спорт з ким конкурує там? Шопінг-центрами, з кінотеатрами. Ну куди ти підеш в Я суботу, никогда об этом не ввечері? задумывался. То есть это должно быть тоже Відпочити. красиво, тоже комфортно. Конечно, обязательно. Но посмотри, что в Америке вот такие залы классные. Потому что они понимают, что это сервис, что ребенок должен получить все, что он должен после тренировки пойти помыться нормально, переодеться нормально. Здесь мороженое. Там. А батьки десь посидіти, поки дитина займається спортом, ти там 1,5 години, ти можеш сісти попити каву, але або ти будеш ходити під школою під дощем, і тебе ж зараз карантин не пускають в школу, тому що карантин, а почекати треба. І ти, ну, я, наприклад, я 1,5 години там десь або в машині сиджу, або там, бо не пускають. Слушай, ну тогда на самом деле я это видел, вот, например, в Солт-Лейк-Сити, муниципальный огромный зал, где есть все, и в том числе какие-то там и кафе есть такие, какие-то... То есть, по идее, в каждом киевском районе, микрорайоне, да, местная муниципальная власть должна думать, что должен такой центр быть большой. У нас в идеале 10 районов, 10 должно быть муниципальных центров. Вот, больших таких, да, серьезно. Конечно. Это должен быть центр, культурный центр района. Не только культурный, там должна быть библиотека, кафешка, зал, бассейн. То есть родители пришли, отдал ребенка там на плавание, на баскетбол, на футбол, на что, ты себе сел, почитал, может быть, даже поработал на компьютере. То есть ты не просто сидишь, ждешь там своего ребенка, даже можешь поработать. То есть это очень важно. Почему у нас это не делается? А я думаю, мы к этому еще не созрели. Вот мы, вот я же говорю, вот моя миссия, это то, что я должен, на меня, знаешь, смотрят иногда, как на сумасшедшего. Типа, это ты там пересмотрел в своей Америке. Так на всех нормальных людей смотрят, не переживай. Я серьезно тебе говорю, это, вот были такие реплики, что вот я когда говорю, давайте так делать. Понасмотрелись в ваших Америках, мы тут лучше знаем. 100%. Они говорят, так ты там в этой Америке, приехал с Америки, теперь тут нам насаживаешь их идеи. Понимаешь? Ну, даже до такого доходит. У нас все у нас так не можна. У нас так не можна. У всьому світі можна, а у нас не можна, виявляється. Я тебе, знаешь, я тебе хочу рассказать, вот, как мы вот этот вот прекрасный стадион строили. Что вот
Ну, до цього 2 роки не було стадіону. Його просто розвалили. Он стоял разваленный, там деревья начали, вот эти тополя начали расти прямо посреди поля. Мы пришли, собрались юристы, собрались там люди из фонда, ну, все респектабельные люди. Пришел, ну, люди с района и говорят, тут по закону нельзя, это вы не сделаете, тут вы конкурс не выиграете, тут это, говорит, так, стоп. Говорю, вы вообще понимаете, что вы делаете? Здесь есть люди, которые частный капитал, которые готов вложить свои деньги, инвестировать в детей, построить, чтобы потом занимались дети на этом поле. А местная власть говорит, так, вот здесь вы не сможете, тут не сможете, здесь мы вам помешаем, ну, подразумевается. Ну, и вот такая вот ситуация. Ну, в итоге нашли взаимопонимание, сейчас там как бы все окей, но вот стартовая позиция была вот так. Взяток не давали? Не давали, принципиально. Ну, в одному з районів не домовились, не вийшло. Да, в одном районе не удалось договориться. Вот именно, ну, это же надо быть желание, чтобы, знаешь, ну, ты приходишь, у тебя с чистыми намерениями, ты хочешь что-то сделать хорошее, а тебе говорят, а тут нельзя, тут закон, так, тут закрыто, а лучше идите дальше. И причем говорят это с таким каким-то садистским удовольствием, что ли? Ну, типа, вы такие, знаешь, еще так потирают, а вы такие молодые, вы же не понимаете, как это работает. Точно. Ну, вы же понимаете. Ну, где ж, сколько же уже мы таких пережили? Ну, тут такого вот плана. Но мне особенно понравилось про Америку. Что вы нас учите этим американским вашим шишкам. Да. Это страна, где спорт культ абсолютно везде, начиная там с школы. Ну, где бы ты видел на Венес-Бич, там шикарнейшее, если ты был в Лос-Анджелесе, на Венес-Бич шикарнейшее, там баскетбольное поле, какие-то турники, там и постоянно там какие-то площадочки. И это вот так вот океан видно. У нас бы там уже высоток настроили, сказали, идите вон туда вот где-то тренируйте. Вот тебе приоритеты, я же тебе говорю. Тут надо правильно проставить приоритеты. Люди должны понимать, что если ты занимаешься спортом, ты здоровый, ты меньше болеешь, у тебя психических заболеваний никаких нету, стресса у тебя меньше. Вот, а для этого что надо? Для этого надо какие-то минимальные условия, чтобы там заниматься. Для этого нужно, чтобы спортом и вообще всем руководили не временщики. Ну, смотри, опять-таки, в нашей стране еще такой есть вот миф, я называю это мифами, что вот спорт, у нас там в экономике беда, там в учебе беда. А вы тут еще своим спортом, А тут еще спорт, ну спорт как-то подождет. Вот как-то у нас вот такое вот еще отношение. Я называю миф, это один вот из таких вот мифов. Вообще-то, вот все говорят, там Америка сильная страна, так она с чего сильная-то? Там спорт этот был еще в позапрошлом веке. Развит так, как, может быть, у нас сейчас не развит. Нет, так наш самое классное, есть же фотографии, когда Вторая мировая война идет, авианосец, и когда вот в доке, где самолеты, которые поднимаются самолеты, люди поставили кольца, играют в баскетбол, а все вокруг смотрят. То есть уже тогда люди понимали, что надо занимать команду, чтобы она была психически и физически здоровой. И вот играли, задавали вот эти вот это. Это еще оттуда культивируется. Какая, вот на твой взгляд, Лена, идеальная Украина через 10 лет в плане спорта? Потому что я только женщинам доверяю в итоге. Извини. Ну, по-перше, хочеться, щоб все-таки українці розуміли, що спорт їм потрібен. В тому, саме для себе. Не для когось, не для медалі, як у нас, наприклад, прийнято, що ти займаєшся спортом заради там отримати якусь... Да, ще прийнято. Так, все, да. Ти для себе займаєшся, це твій такий варіант соціалізації, ти там знаходиш нових друзів, ти підростаєш, ти десь працюєш, але там додатково ти ще й знаходиш якісь партнерів. Тобто спорт – це скрізь життя. Для кожного українця це, от, мені здається, це така мета номер 1, щоб з самого дитинства до там, 90, не знаю, до скільки можна дожити, щоб ти ще навіть 90 міг ти займатися і хотів чимось. Я видел китайцев и вьетнамцев, которые там где-то под 100, наверное, они занимаются спортом на улицах просто. Да? Да. Вот и вообще спорт нельзя. Спасибо, что пришли и показали, рассказали, что спорт нельзя делить ни от чего, ни от школы, ни от армии на самом деле, ни от полиции, ни от чего, ни от района.
когда до всех это дойдет, и вот я даже сейчас, мне не 25 лет и даже не 35, но я ищу, где поиграть в баскет. Вот реально я ищу, потому что у меня запрос такой вот есть на общение с людьми. Мы же там не профессионалы какие-то, да, не Медведенки там все, вот, которые попадают из 10 раз там 9, да, но стремимся. Спасибо, что пришли. С нами были замечательные люди, абсолютно энтузиасты своего дела. Если что, выходите на связь с громадской организацией «Юспорт» и с этими людьми, которые точно не про то, чтобы что-нибудь там сделать, схитрить и так далее. Они про то, чему они жизнь свою посвятили. Вот, и я таких людей очень уважаю и люблю. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы нас смотрите и помогаете каналу АТР. Мы говорим про разные вещи, в том числе и про спорт, но это тоже важно, чтобы наша страна, она все равно будет единой, и в этом нет вариантов, чтобы она соответствовала лучшим мировым стандартам во всем. Чтобы мы были не только свободны, но и здоровы и счастливы. Спасибо большое, что смотрите, помогаете, и до новых встреч.